В эфире радио «Крым Реалии» марафон «7 лет сопротивления Крыма». Доброе утро, Крым. В эфире радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. 26 февраля на календаре. В Украине этот день определен как День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. Сегодня с 8 утра до 14 дня по киевскому времени в эфире радио «Крым Реалии» вы можете слышать марафон, посвященный событиям, которые произошли в Крыму 7 лет назад. Сегодня мы будем анализировать, что произошло с Крымом за это время. Я и мои коллеги пригласили принять участие в этом марафоне. Очень много разных спикеров. Мы приглашали всех президентов Украины за годы независимости. Мы обращались за комментариями к лидерам всех фракций Верховной Рады Украины. Мы обращались за комментарием и к Сергею Аксенову. И вот кто из этих людей решился принять участие в марафоне, мы узнаем на протяжении этих 6 часов. Ну, давайте начнем разговор с того, что же случилось 7 лет назад. 26 февраля. Как это было? Итак, поговорим мы о том, что происходило в Крыму в феврале 2014 года. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашей беседе. Звоните в эфир 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. Вы можете поделиться своим мнением непосредственно в нашем эфире. Также я напомню, что мы ведем прямую видеотрансляцию на платформах Крым Реалии, Facebook и YouTube. Присоединяйтесь к нам на этих площадках, делайте репост. Ставьте лайк этой трансляции. Ну и, конечно же, в поле комментариев вы можете писать либо ваши комментарии, ваши замечания к происходящему в нашем эфире, либо вопросы к нашим собеседникам. Стараемся читать все, что вы нам пишете. Итак, давайте поговорим о том, что произошло в Крыму 7 лет назад. Но известно, что дата и начало российского захвата Крыма определено 20 февраля. Эта дата выбита как и на российских медалях за так называемое присоединение Крыма. Так эта дата определена и в украинском законодательстве, но вместе с тем первые административные здания в Крыму были захвачены 27 февраля. Этому предшествовали многочисленные акции протеста, в том числе и против сепаратистских настроений в политическом руководстве Крыма. Если коротко вспомнить хронологию событий, ближайших к дате 26 февраля, можно вспомнить, что 23 февраля 2014 года на площади Ленина в Симферополе прошел многочисленный митинг сторонников Меджлиса и проукраинских сил Крыма. В этот же день под зданием Крымского парламента набирали комбатантов так называемое ополчение Крыма. 23 февраля процесс захвата власти, по сути, начался в Севастополе, где на митинге на площади Нахимова народным мэром провозгласили российского бизнесмена Алексея Чалова. С нами на связи крымский журналист, обозреватель Крым Реалии Николай Семина. Николай, доброе утро. Доброе утро, Сергей. Доброе утро, радиослушатели. Итак, давайте поговорим о том, с какими настроениями в обществе Крым подошел к весне 2014 года. Что предшествовало событиям 26 февраля, к которым мы подходим сейчас в нашей беседе, да? Какими были настроения в крымском обществе к этому времени? В феврале 2014 года чувствовалось, что в воздухе что-то витает, наступают какие-то события и так дальше. Но никто тогда, в принципе, не предполагал, что дело дойдет до аннексии, и так дальше. Все сознательные крымчане чего-то ожидали, но смотрели, как проявляется активизм по городах и так дальше. И многие участвовали в митингах, и большинство высказывало мнение о том, что должны произойти перемены. А какие перемены? На какие именно перемены рассчитывали крымчане тогда? От чего устали люди? Люди устали от крымского непрофессионализма власти, от того, что каждый раз выдавались какие-то новые теории о развитии Крыма, которые не претворялись в жизнь. От того, что Крым фактически был отгорожен от Украины, и от того, что в
принципе, все было на русском языке, и везде, и в книжных магазинах, и в школах, и так дальше. И, в частности, и на митингах люди требовали, чтобы выполнялись украинские законы и тому подобное. Давайте далее поговорим о том, что происходило в Севастополе. Я уже говорил о том, что 23 февраля, по сути, с этого города, да, где базируется Черноморский флот России, 23 февраля с этого города, по сути, начался процесс захвата власти. На митинге на площади Нахимова, на митинге, да, провозгласили народного мэра. Это бизнесмен Алексей Чалый. Вот о том, что происходило в Севастополе, мы поговорим с Татьяной Рихтун, которая присоединяется к нашему разговору, журналист-расследователь из Севастополя, жила в Севастополе, собственно, до российского захвата Крымского полуострова. Татьяна, доброе утро. Доброе утро. Итак, 23 февраля, площадь Нахимова в Севастополе. Что это было? Вот оглядываясь, да, на те события 7-летней давности, как можно охарактеризовать, что же произошло тогда в городе? Я не стала говорить, что это что-то исключительное, потому что пророссийские митинги в Севастополе проходили и до этого. И, вы знаете, было понятно, что митинг не просто собирается там, как говорится, народная воля, что это был организованный митинг. Было видно, что сотрудники предприятия «Таврида», которого владеет Алексей Чалый, просто организованно собирались на площадь Нахимова, поэтому ничего такого это не предвещало. Понятно, что это было некое такое протестная реакция на события в Киеве, потому что Чалый еще в ноябре 2013 года провел пресс-конференцию, он и еще несколько общественных деятелей, и еще до возможного подписания Януковичем соглашение с Евросоюзом об интеграции, Чалый заявил, что Европа уже 2 раза заходила в Севастополь, и имея в виду Крымскую войну и Великую Отечественную или Вторую мировую войну, и сказал, что если 3-й раз зайдет, то это будет равно гибели. То есть людям внушали о том, что евроинтеграция – это просто символ их уничтожения. И митинг 23 февраля – это уже такое продолжение стало. Нужно сказать, что перед этим удивительным было другое, что депутаты Севастопольского городского совета пошли на этот митинг все строем просто за заместителем председателя городского совета тогда и председателем Севастопольской городской администрации Владимиром Яцубой. Они просто провели с утра заседание, и все строем за ним пошли. Он даже пересчитал, посмотрел, кто присутствует и кого нет, и все пошли на митинг. И я думаю, что больше севастопольцы следили о том в этот день, где Янукович, который метался между Казачкой и Балаклавой в этот день, чем за митингом. Но, тем не менее, выдвижение Чалова и вот этот, который тоже ему назвали потом последствия, типа народный мэр, что мы его тут выдвинули на председателя горсовета, это стало головной болью и началом всех событий, то есть спусковым крючком, несомненно. Но нужно ведь понимать, мы теперь знаем, что параллельно с этим происходили события. Точно такое же, например, было возмущение у севастопольцев в 2005 году, когда был Майдан в Киеве. Но поскольку тогда Черноморский флот и Российская Федерация не подключились и не подогревала эти настроения, и не организовывала людей на блокировку воинских частей, то это все мирно сосалось через полгода. И уже не было такого сопротивления, когда Сергей Куницын, например, стал мэром Севастопола. Но в 2014 году, естественно, поскольку это организовывалось параллельно, уже стояли очереди из уволенных, из пенсионеров Черноморского флота возле штаба флота на запись в эти так называемую потом гражданскую оборону.
то события развернулись совсем другим образом. Еще один вопрос. Вот оглядываясь на эти события 7 лет спустя, что можно сказать? Ну, тогда в Севастополе было очень модным слово «народовластие», да и в Крыму оно тогда было на слуху. Осталось ли в Севастополе вот это, собственно, народовластие? Что произошло с таким явлением, как народный мэр, и могут ли сейчас севастопольцы выбрать себе градоначальника, например? Ну, это, я не думаю, что выборы, которые были, и нынешний российский губернатор может как бы вообще хоть как-то представлять народовластие. Севастополь, как теперь называется, законодательное собрание, оно очень урезано в правах по сравнению с Севастопольским городским советом. И ведь главная претензия Севастополя к Киеву была о том, что никак не принят закон о Севастополе, который бы полностью доверял севастопольцам выбрать себе мэра. А теперь то же самое они имеют в Российской Федерации. Российская Федерация точно так же не доверяет Севастополю, и выборы губернатора, это, по сути дела, не выбирают его очень малым количеством. В данном случае вот выборы, которые в прошлом году прошли, 20% населения только пришло голосовать за этого человека. Так что народовластия как не было, так и нет. И даже больше я скажу, Севастополь был, как его называли, последний красный горсовет в Севастополе. И вот сейчас коммунисты практически тоже у власти в Севастополе, потому что Василий Пархоменко является заместителем председателя законодательного собрания и, по сути дела, курирует всю работу. Но если в украинские времена это была фракция в Севастопольском городском совете, которая, по сути, представляла оппозицию, партии регионов, например, то сейчас коммунисты являются партией власти, и они не проводят ни митинги, не выступают против Единой России. Они просто дружно поддерживают все законодательные акты, которые приходят к ним. Я не буду, может быть, рассказывать о Чалу. Мне кажется, что это уже просто избитая история о том, как он быстро сдулся. Мы говорили об этом неоднократно. Я могу рекомендовать нашим радиослушателям обратиться к архиву радиопрограмм «Радио Крым Реалии». Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Татьяна Рихтун, севастопольский журналист-расследователь. Мы продолжаем нашу беседу. Я напомню, что с нами на связи Николай Семина, журналист из Крыма, обозреватель Крым Реалии. Николай, давайте поговорим о том, вот происходящее в Севастополе, как оно тогда воспринималось в Крыму, насколько тревожно, возможно, было слышать новости об избрании некого народного мэра в Севастополе. Да, Крым всегда прислушивался к тому, что происходит в Севастополе. Это был какой-то камертон в политической жизни, в принципе. И, естественно, все крымчане понимали, что это, как бы верх беззакония, потому что собрались какие-то люди на митинге без никаких полномочий, без ничего, проголосовали под крик, значит, и так дальше. И притом назначили Алексея Чалова были там и не председателем, никем, а каким-то представителем, значит, в горсовете, заведующим отделом взаимодействия, кажется, с населением, что-то так называлось. И он вдруг стал самым главным и стал всем управлять и всем командовать. Это было, в принципе, дико по отношению к тому, что раньше хоть придерживались каких-то правил, тех законов, которые действовали и так дальше. Это был, в принципе, беспредел. События значимые проходили в тот день и в Керчи. Там пророссийские активисты разгромили немногочисленный проукраинский митинг, напали на автобус, который привез в город туроператоров из Донбасса, и попытались повесить на флагшток у здания горсовета российский триколор. Вот о том, что происходило в этот же день в Керчи, мы поговорим с Ириной Седовой, журналистом и правозащитницей из Керчи. Ирина с нами на связи по телефону. Ирина, доброе утро. Доброе утро. Да, что произошло 23 февраля в Керчи? Как можно охарактеризовать случившееся? Расскажите об этом митинге, да, немногочисленном, на который вы вышли проукраинские активисты. Их было немного в городе. И как в дальнейшем развивались события в Керчи?
Мы вышли на митинг 22 февраля, и в прессе местной были призывы к тому, чтобы люди выходите на митинг. В тот день уже как раз вышли в Межигорье активисты в Киеве. Были призывы всем выйти на митинг без каких-нибудь флагов, лозунгов, то есть просто собрать людей. И было решение такое, что просто пообщаться с людьми, потому что люди хотели выйти на митинг. И когда народ собрался на площади, то там была часть провокаторов, которые начали забрасывать яйцами, кинулись на выступающих. Среди них была и я, меня пригласили как журналиста туда выступить. И пришлось, если честно, спасаться бегством, потому что вот эти вот проплаченные тетушки, так скажем, они были очень агрессивными, конечно, одного парня избили. А потом, когда после этого мы уже разговаривали с людьми, многие писали потом мне еще в сообщения в Facebook, что мы пришли вас послушать. Действительно, мы собрались, потому что мы хотели тоже перемен, но пришли без флагов, но когда мы увидели всю эту бойню, поняли, что сражаться бесполезно, потому что это просто орда нанятых каких-то алкоголиков, которым заплатили местные власти, тот же самый мэр. И этот мэр, он всегда же сотрудничал с регионалами, а тут вдруг, когда начались вот эти вот пророссийские резкие выступления, он понял, что он не знал, что ему делать, потому что он вроде и не хотел в Россию, потому что тогда он понимал, что у него заберут его все феодальное хозяйство, которое он там создал себе. И с Украиной тоже оставаться не хотел, потому что бандеровцы, которых все уже там ненавидели изначально, да. И у мэра была такая сложная ситуация, у нашего мэра-коррупционера, и когда пытались снять флаг украинский, повесить российский, он этот флаг защищал. Пытался там его оставить, потому что он не хотел проблем с властью, потому что он видел, что уже в Киеве меняется власть на проукраинскую, да. И это была очень такая сложная ситуация. Мне уже 26-го было не очень безопасно выходить на улицу, потому что после того, как на нас напали, на следующий день, буквально через 2 дня, я пошла на пророссийский митинг, меня там тоже тащили за руки, хотели забрать у меня камеру, я тоже сбежала еле-еле. Поэтому я уже не ходила, но мои коллеги освещали вот эти все выступления пророссийских нанятых вот этих всех тетушек, которые уже точно были за Россию, и, скорее всего, что среди них были какие-то агенты российской разведки или спецназа, потому что они просто переодевались, мы потом снимали, это уже когда началась оккупация, что они переодевались в казаков, эти ГРУшники под видом казаков делали там какие-то акции. То есть это все уже была Россия, по сути, это уже была оккупация. А как в февральские и мартовские дни в Крым через Керчь завозили так называемый спецконтингент? Мы уже неоднократно говорили в наших радиоэфирах. Я могу посоветовать нашим радиослушателям обратиться к архиву радио Крым Реалии. Ирина, у меня к вам еще один такой вопрос. Но ведь среди тех, кто пытался повесить российский триколор на здание Горсовета в Керчи, были и местные пророссийские активисты. Наиболее известные из них — это Константин Ерманов и Виктор Сажин. А вот как их судьба сложилась за эти 7 лет в городе? Насколько я знаю, там сейчас против Ерманова то ли дело уголовно открытое. У него какие-то проблемы сейчас с властью, потому что он сейчас стал неугоден россиянам уже. Раньше они ему платили деньги за то, чтобы он, скажем так, раскачивал лодку и выступал за Россию, да. То есть он зарабатывал на этом. Они там распространяли фейки разнообразные, что бандеровцы уже плывут на резиновых лодках захватывать Крым. Я просто это помню, он на своем сайте писал. А сейчас у них проблемы, потому что никто не любит предателей на самом деле, и Россия в том числе. Они стараются сейчас всех агентов влияния, которые раньше были делали вид, что они украинцы, да. А сейчас они стараются заменить своими четкими проверенными людьми из России. А вот этих всех местных активистов, так скажем, даже пророссийских там всех, они пытаются отодвинуть просто от влияния. Точно так преследуют там и различных казаков, да, там атаманов различных, которые сотрудничали с Россией, пиарили ее и выступали на ее стороне. А сейчас они имеют серьезные проблемы с оккупантами, потому что оккупантам они, в принципе, уже стали не нужны. Благодарю за беседу. Напомню, что с нами на связи была Ирина Седова. И так мы продолжаем двигаться в хронологической последовательности к тому, что произошло 26 февраля под зданием Верховной Рады Автономной Республики Крым. Вспомнили мы попытку повесить триколор на здании Горсовета в Керчи. Вспомнили о так называемом митинге народной воли, на котором был провозглашен народным мэром Севастополя товарищ Чалый. И подходим мы к тому, что происходило в Крымской
крымской столице. А в крымской столице 25 февраля прошел довольно многочисленный митинг, пророссийский митинг, участники которого обратились к Верховной Раде Крыма с требованием, цитата, «возглавить сопротивление крымчан, победившей революции достоинства, присягнуть на верность народу Крыма, незамедлительно рассмотреть вопрос о восстановлении Конституции Крыма в редакции 1992 года и провести референдум о территориальной принадлежности Крыма, среди которых был и самый сепаратистский, собственно, вариант, да, это о том, чтобы Россия аннексировала Крым. К этому времени и сам Владимир Константинов в своей публичной риторике уже начал сепаратистский дрейф в сторону России. Поэтому, когда уже на 26 февраля было созвано внеочередное заседание Верховной Рады Крыма, уже мало кто сомневался в характере тех решений, которые собираются вынести на рассмотрение крымского парламента. Вот повестка того заседания до сих пор доступна на сайте крымского парламента, уже подконтрольного России. Вы можете обратиться к этим документам и сейчас, но дело в том, что там было так все сформулировано, что было не очень понятно, да, официально, по какому поводу же собирается Верховная Рада Крыма заседать. И вот с нами на связи непосредственный участник тех событий, глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Рифат ага, доброе утро. Здравствуйте. Итак, давайте поговорим о том, что же это должно было быть за заседание в крымском парламенте 26 февраля 2014 года. Какие вопросы были вынесены в повестку дня? Накануне 26 февраля мы получили информацию о том, что созывается внеочередное заседание Верховной Рады Крыма. И на этом заседании планируется принятие некоего обращения в адрес России, в адрес Путина. Фракцию Курултая крымско-татарского народа, которая состояла из 4 человек, не пригласили, по крайней мере, не оповестили, как всех других депутатов. Мы понимали о том, что Константинов может реализовать те свои угрозы, которыми он рассыпался в течение декабря 2013, января 2014 года. 25 февраля накануне я и Аксентий Гос, мы встретились с Константиновым, его заместителями, и призвали его отменить на 26 февраля внеочередную сессию, а вместо этого сформировать рабочую такую группу и поехать в Киев, где встретиться с исполняющим обязанности президента Украины Турчиновым и согласовать вопросы, связанные с формированием правительства Крыма, поскольку предыдущее правительство, понятно, полностью себя дискредитировало, ибо было сформировано партия регионов Украины. Константинов от этого отказался и категорически отказался. Мы позже уже поняли причины такого отказа. Он уже не принадлежал себе, как и все его ближайшее окружение. Крым уже был наводнен, и непосредственно здания Верховной Рады Крыма были наводнены агентами специальных служб России. И поэтому вечером 25 февраля мы назначили митинг всекрымский, и лозунг этого митинга был «Поддержка территориальной целостности Украины и недопущение принятия Верховной Рады Автономной Республики Крым сепаратистских решений». И 26 февраля в 10 часов, собственно, тысячи людей по призыву Меджлиса крымского народа пришли к зданию Верховной Рады Автономной Республики Крым. Мы знаем, как развивались события далее, да, после того, как митинг крымско-татарских и украинских активистов столкнулся с митингом пророссийским. Итогом стало вытеснение пророссийских активистов из периметра двора крымского парламента. Протестующие зашли в здание, и заседание по сепаратистской повестке было отменено. Давайте далее поговорим о том, что происходило в Верховной Раде Крыма уже 27 февраля. Но перед этим давайте послушаем, что говорил Сергей Аксенов вечером того же дня в эфире государственной телерадиокомпании «Крым». Он говорил, что конфликт в Крыму разжигают в том числе профессиональные русские, а вот на тот момент еще было принято решение о расформировании Беркута, и возле крымской базы Беркута были построены баррикады. Вот Сергей Аксенов говорил, что эти баррикады были построены, цитата, «с дуру». Давайте послушаем два фрагмента из этого эфира, программа «Тема дня», интервьюер Ирина Мульт.
На вчерашний день всех именно возбудила ситуация, что с приездом депутатов Государственной Думы вчера люди, что собрали сами штурмовать Верховный Совет. Я вчера этим людям объяснял, что, коллеги, сегодня не стоит вопрос на повестке дня какого-то противостояния с кем-то. И мы говорим, разойдитесь по домам. Собрались женщины, которые говорят, к нам едут поезда с Западной Украины, нас будут резать. Да я говорю, да никто никого резать не будет, никого еще нет, сюда никто не приехал. Зачем вы поднимаете панику? И я сегодня говорил с утра, что если сейчас начнут провокаторы рассылать смс-ки людям, что здесь там всех убивают, начнется прямой межконфессиональный конфликт. Еще раз говорю, если мы будем проявлять дисциплину, крымские татары точно так же не настроены на конфликт. Мы с Рифатом Чубаровым сегодня по этому поводу не то что говорили, а выходили 10 раз в люди, проходили, то есть и туда мы ходили, и на одну, и на другую половину площади, и пытались всем объяснить. От того, что сегодня вот такой будет накал, и мы будем что-то в друг друга кидать, это будет только у нас вообще раздрай в Крыму. Это вообще неприемлемая позиция. Вы сказали провокаторы и с той, и с другой стороны. Вот мы сейчас в данном случае обсуждаем тех участников событий, которые идут за вами. Откуда взялись провокаторы? Дело в том, что есть определенная группа людей, которая работает, в том числе считает себя профессиональными русскими, даже фамилии не хочу называть, которые возбуждаются, то есть как бы при каждом там слое, то есть и несутся, то есть сразу рассылают в панике там ситуацию. Но я вам как пример привел. Вот люди пошли, с дуру держат патруль у крымского Беркута. Мы говорим, зачем там его держать, если на Беркут никто не нападает, понимаете? Но ситуация же подогревается искусственно, просто вот получается нет угрозы, пытаются ее создать на ровном месте. Здесь точно так же мы договорились сразу развести оба митинга по разные стороны, поставить между ними милиционеров. Со своей стороны в том числе прилагал усилия и тоже Рифат Чубаров. И я со своей стороны говорю, от того, что мы неорганизованно будем что-то выкрикивать, и каждый будет хаотично настраивать соседа на какие-то агрессивные действия, мы вообще ничего не получим. Ну вот завтра нет гарантии, что мы просыпаемся и у нас, вернее, или есть гарантия, что и у нас завтра вот нет такой же точной ситуации, как сегодня? Или может быть она еще сегодня? Меджлиса не собирают на завтра никаких людей, и мы не собираем на завтра людей. И однозначно, мы не подавали заявку ни на завтра, ни на послезавтра. Мы говорим о том, что сейчас у нас задача скоординировать действия с тем, чтобы заставить крымскую власть как можно быстрее определиться в принятии решений. И Верховный Совет должен взять на себя ответственность. Мы сегодня говорили и коллегам, что должен выйти в том числе и президиум, объявить ситуацию, позицию президиума, да, то есть там большинства на сегодняшний день. Какой она будет впоследствии, не знаю. Но пока на сегодняшний день... Какова сейчас позиция большинства? Я не знаю, мне сложно сказать. Вы знаете, многие сегодня отказываются давать комментарии, там, мы сегодня одни стесняемся, по сути, то есть быть в центре событий и брать на себя в этой части ответственность. Итак, это был фрагмент программы «Тема дня», которая вышла вечером 26 февраля, вот после этого большого митинга, в результате которого крымско-татарские проукраинские активисты смогли все-таки сорвать вот это заседание Верховной Рады Крыма, которое намечалось по сепаратистской повестке. И на следующее утро здания Крымского парламента и крымского правительства были захвачены, а депутатов Верховной Рады Крыма начали собирать уже в захваченный парламент на заседание уже по новой повестке. Вот там уже говорилось о отставке правительства Анатолия Могилева и о назначении Сергея Аксенова премьер-министром Крыма. Я напомню, что с нами на связи Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа и участник событий февраля 2014 года в Крыму. Рифат ага, вот как вы думаете, в какой момент случилась эта трансформация Сергея Аксенова из Сергея Аксенова образца 26 февраля, в Сергея Аксенова, которого уже захваченный парламент Крыма назначал на должность якобы премьера? Специальные службы России, которые к тому времени уже заполонили Крым, и они уже работали там несколько недель, при полном бездействии украинских спецслужб. Они действовали очень такими разными методами. С одной стороны, максимально расширяли так называемое пророссийское движение, но события в Севастополе, и вы о них только недавно говорили, этому свидетельство. Там практически все действия начались буквально на пару дней раньше, чем, собственно, в Симферополе. И уже можно было отслеживать не только алгоритм действий российских спецслужб, но, в общем-то, уже вырисовывалась их конечная цель. И, с другой стороны, они работали очень точечно с теми, кто, с точки зрения российских спецслужб, мог быть на кончике реализации их конечных целей. Сергей Аксенов, трансформация его случилось с того момента, когда ему, собственно, предложили непосредственно включиться
в российский план начала вот процесса отделения Крыма уже в открытый способ. Я уверяю, что 26 февраля, когда мы расходились вечером от здания Верховной Рады Крыма, и после того, как участники митинга, будучи полностью уверены в том, что они защитили себя, Крым, Украину от намерений Константинова и его команды запустить механизм отделения Крыма, как будто бы правовой, тот, который ожидался Москвой. Москва очень ожидала картинки, где как бы депутаты, неважно, как их собрали, какими угрозами, ультиматумами, но депутаты в большинстве поднимают руку и голосуют за то, чтобы Россия вмешалась в внутренние украинские дела. В Москве эта картинка просто была нужна как воздух. Вот участники митинга этому не дали случиться. И тут уже непосредственно вечером должны были бы включиться специальные службы украинского государства и взять под защиту все стратегические объекты, начиная, собственно, от помещений Верховной Рады Крыма и Совета Министров. На суде у Ахтема Чийгоза всплыли документы, которые свидетельствуют о том, на суде, оккупационном суде я имею в виду, да, уже когда судили российские оккупанты Ахтема Чийгоза, всплыли документы о том, что в 10 часов вечера, после того, как митинг разошелся, по всей цепочке управления внутренних дел МВД Украины в Крыму пришла команда снять усиленное дежурство и перейти к обычному режиму. И вот тогда спецслужбы России ввели переговоры, кто же возглавит путь в Крыму. Были переговоры с Леонидом Грачем, как нам стало известно потом, и журналисты об этом знают. В какой-то момент они вышли на Аксенова. И, разумеется, Аксенов, когда уже попал в руки спецслужб, он заговорил совершенно другими аргументами. Но вечером 26 февраля мы расходились от Верховной Рады и договорились о том, что он идет на ГТРК Крым. И сюжет передачи, которую вы сейчас продемонстрировали, я пошел на передачу на АТР, и мы оба говорили, в принципе, об одном и том же, что Крым в этот день просто спас себя от падения в пропасть. Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Я напомню, что с нами на связи журналист из Крыма, обозреватель Крым Реалии Николай Семена. Николай, давайте попробуем с вами подвести такой итог. Итак, события 26 февраля под Верховной Радой Крыма, которые мы сейчас вспоминаем как день сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. Какова его значимость, оглядываясь на эту историю, произошедшую в Крыму в 2014 году и продолжающуюся по сей день, какова значимость событий того дня, 26 февраля 2014 года? Да, я считаю, что Рифат очень правильно сказал о том, что Константинов в это время уже не принадлежал себе, потому что он фактически весь сентябрь, весь январь и половину февраля провел в Москве, где получал инструктажи и о том, как нужно действовать и так дальше. И я думаю, что именно с того времени начался разрабатываться план захвата Крыма, и с того времени и с участием Константинова все детали его обсуждались, и он, безусловно, все знал, и все видел, что происходит с Крымом, и поэтому действительно он не принадлежал себе. Но, по-видимому, у них был первоначальный план, который состоял в том, чтобы созвать все-таки эту сессию, и чтобы депутаты проголосовали за назначение референдума и получить эту картинку. Но это был первоначальный план, но, как оказалось, весь Крым против. Крым этому сопротивляется, и никто этого не хочет в Крыму. И поэтому после того, как митинг уже разошелся, я тоже помню, как мы уходили из Верховной Рады, когда уже темно было, но все окна в Верховной Раде светились. Там заседали эти советники из России, которыми руководил, как сейчас известно, Олег Белавинцев и Георгий Мурадов. И именно тогда они сменили план,
И вместо того, что первоначально они не хотели светить, конечно, свои силовые подразделения и так дальше, но тогда они сменили план, потому что ничего не вышло, потому что Крым сопротивлялся, и Крым был против тех перемен, которые они планировали. И поэтому с утра или в 4 часа ночи они ввели новый план в действие, и здания Верховной Рады и Совета Министров были захвачены российским спецназом. И я думаю, что Аксенов, возможно, значит, подключился к нему уже гораздо позже, то есть где-то ночью, но Константинов знал этот план с самого начала, и это решение было принято вместе с ним и так дальше. Я думаю, что российские спецслужбы переключились на Аксенова, потому что Константинов сопротивлялся и отказался от того варианта, чтобы Леонида Грача назначили главой правительства, потому что он понимал, что с Грачом он не сработается, что Грач по квалификации выше его, и он будет проводить самостоятельную политику. И поэтому, я так считаю, по его рекомендации они остановились именно на Аксенове. Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Николай Семена. Говорим мы сегодня о тех событиях, которые произошли 7 лет назад на Крымском полуострове. Напомню, что в украинском законодательстве, в официальном календаре эта дата отмечена как День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. В этот день, 26 февраля 2014 года, крымско-татарские проукраинские активисты не дали состояться заседанию Верховной Рады Автономной Республики Крым по сепаратистской повестке, после чего на утро следующего дня здания парламента и правительства Крыма были захвачены, как выяснилось после, российскими кадровыми военными, которые сняли с себя перед этим знаки различия. Ну что же, мы сейчас перейдем, это мы сейчас говорили о общественно-политической плоскости, как в ней развивались события. Далее мы перейдем к разговору о том, как развивались события в военной плоскости, но перед этим переходом, давайте послушаем, что нам хочет сказать радиослушатель, который дозвонился к нам. Я напомню, 8 800 10 06 926. Каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам в эфир. Доброе утро, говорите. Доброе утро, Сергей Макрушин, это Александр из соседней России, и всем, кто слушает на 648 килогерц. Кстати, как всегда напомню, что можно и слушать, и смотреть Крым Реали и в Яндексе тоже. А что касается, у меня 3 таких вопроса к будущим вашим гостям. Первый вопрос: насколько в Украине чувствовали, что такое может быть, например, в 2008 или в 2013, насколько эти ощущения были и почему не отреагировали. Второе: какие вот сейчас должны быть все-таки действия в дальнейшем. И третье: меня волнует вопрос с телеканалом АТР. Будете ли вы, я не знаю, поднимать, потому что этот вопрос важен как символический вопрос. Просто канал АТР — это не просто канал, а это как такая символика, как такой, знаете, знак движения. Вот тоже бы хотелось бы в течение вашей программы это услышать. Ну а вам всегда Крым Реали, Донбасс Реали удачи. И, кстати, такой маленький подвопросик. Отсюда давно не слышно Екатерину Крети. Где она? А также, повторюсь еще раз, вам удачи. Спасибо вам за ваш звонок. Ну что же, слушайте сегодня марафон. У нас очень большой эфир. Я гарантирую вам, что вы услышите ответы на те вопросы, которые вы нам задаете. Спасибо вам большое за это. Екатерину Некречеву вы тоже сегодня услышите. Ну что же, мы продолжаем наш разговор. Как я уже говорил, мы переходим к беседе о том, а что же происходило в феврале 2014 года, вот не в той общественно-политической плоскости, о которой мы знаем, а что же происходило в плоскости военной. 26 февраля 2014 года. А вы помните, каким был этот день? Какие события стали ключевыми для Крыма в тот период? Звоните в эфир по бесплатному номеру 8 800 10 06 926 и поделитесь своим мнением. В эфире радио «Крым Реалии» марафон «7 лет сопротивления Крыма».
Продолжаем эфир. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Говорим мы сегодня о событиях 7-летней давности в Крыму. Говорим мы о Дне сопротивления, оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. Переходим мы к разговору о том, что происходило в военной плоскости. Да? И вот перед тем, как начать разговор с нашим следующим собеседником, вот к какому мнению, да, хотелось бы привлечь ваше внимание. Вот сейчас можно часто услышать, что Россия готовилась к захвату Крыма буквально с 1991 года, с получения Украиной независимости. И действительно, вот вооруженный захват полуострова, который произошел в 2014 году, это не первый украино-российский кризис на крымском направлении. Многие наши слушатели могут вспомнить, например, 2003 год, конфликт вокруг принадлежности острова Каса-Тузла. Тогда Украина смогла отстоять свою территорию. В интервью телепроекту «Крым Реалии» адмирал военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко рассказал о том, в каком состоянии была украинская армия в Крыму на момент 2003 года и в каком состоянии она находилась весной 2014. Ну, якщо брати 2003 рік, тоді був 32-й армійський корпус. А взагалі до 99-го року там ще дислокувала 7-ма дивізія Національної гвардії, яку розформували. Ну, була переведена внутрішні війська, а моя бригада була переведена в 32-й армійський корпус. Корпус і одна бригада – це зовсім різні речі, як кажуть. Да? Було скорочення протягом... В 2010 році було прийнято рішення РНБО стосовно наращування силового компоненту в Криму. Ну, воно не було виконано. Розумієте чому? Тому що в 2010 році була зміна взагалі політики нашої і курсу, вектору нашого розвитку нашої держави. Якщо брати по бойовому потенціалу, звичайно, 2003 рік це корпус і бригада, я кажу, це рівнять нічого. Але ж на той час, дійсно, в мене була інформація в кінці січня, я отримав у мене дислокувалась одна під прикриттям група з ГУРа, і я отримав інформацію таку, що готувалось 4 бригади, ті, які з 2012 року почали інтенсивну підготовку, мається на увазі російські бригади, які були комплектовані чисто контрактниками, які переозброїлись на нові зразки техніки, які озброєння і техніки, які ми побачили потім в Криму, і БТР-82, і тайфуни, і тігри. Я після того провів командно-штабне тренування в моєму управлінні, де розцінив ситуацію, і було прийнято рішення на підготовку деяких, не деяких, а зведених підрозділів. Батальйон морської піхоти Феодосії, він був готовий. Це який рік був? Це 14-й рік. 14-й вже. З батальйону в Керчі була ротно-тактична група готова. З Перевальницької бригади був один батальйон горно-піхотний, і була зведена реактивна артилерійська батарея з 406-ї бригади. На той час по списку у мене було до 2000 чоловік всього, це включає жінок військовослужбовців, а після розгортання до 10 тисяч. Но питання, терміни розгортання. Срок готовності бригади 36-ї 18 діб. Срок готовності 406-ї бригади за 30 діб. І це коли блоковані частини, немає поставки мобресурсів. І то в мене запасні військкомати, знаєте, де вони знаходились? Де? Донецька, Луганська область. Там, де те саме. Ну, така, а що в Криму не було військкоматів? Ні, це основні військкомати кримські. А якщо в Криму щось, то запасні військові військкомати. От згідно плановому розстані, вони в мене були в Донецькій і Луганській. Угу. Вот ситуация. Такая ситуация. Напомню, что это был фрагмент интервью Игоря Воронченко телепроекту «Крым Реалии». И продолжим мы наш разговор с Владиславом Селезневым, украинским военным журналистом, который в 2014 году был спикером Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Владислав с нами на связи. Владислав, доброе утро. Я, к сожалению, не слышу нашего собеседника. Владислав, слышите ли вы нас?
Вот нету звука. Давайте мы попробуем сейчас восстановить подключение. Я приношу извинения и нашим радиослушателям, и Владиславу Селезневу. Сейчас попробуем восстановить связь. Ну что же, давайте в продолжение этого разговора. Да, несколько интервью было проведено телепроектом «Крым Реалии» вот с украинскими военными. Могу сказать, что Сергей Гайдук, который со 2 марта начал исполнять обязанности, а затем был назначен командующим ВМСУ, он рассказал о том, что в феврале 2014 года в качестве прикрытия для наращивания своей группировки на Крымском полуострове, да, и дальнейшего захвата Крымского полуострова, руководство Черноморского флота называло антитеррористическую профилактику и охрану Олимпиады в Сочи. И под этим прикрытием в Крым перебрасывался дополнительный контингент и дополнительная военная техника. А вот Вадим Скибицкий, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины, говорит, что захват административных зданий, по сути, стал началом второго этапа российского захвата Крыма, когда российские военные начали действовать уже открыто, правда, сняв с себя знаки различия. События 26 и 27 февраля в Крыму сопровождались активной разведкой обстановки в самом Крыму и вокруг Крыма. Давайте послушаем и перейдем к беседе. Це 20 числа лютого, і маркер початку, він адаптований до якихось дій, да, от, яких-то підрозділів. От так от, в даній ситуації можна говорити щодо... На 2013 рік було сплановано і проведене навчання «Запад-2013». Це широкомасштабне стратегічне командно-штабне навчання союзної держави Росія, Білорусь, яке проводилося, по суті, на території Білорусі. Але якщо ми в подальшому вже почали аналізувати і побачили розміщення і першого, другого ешелону, резервів, які ту конфігурацію військ, яка відпрацьовувалася в 2013 році саме на цьому навчанні, то потім саме такий сценарій був повторений в 2014 році проти нас вже з окупацією Донбасу. Чому я так говорю? Ну, по-перше, той сценарій, який був у 2013 році, дійсно він передбачав. Перше, що на території сусідньої держави створюються незаконні збройні формування, йде безлад, йде намагання захопити владу і, відповідно, починаються бойові дії, а вже Росія і Білорусь, як союзні держави, вони заходять на цю територію і, відповідно, встановлюють порядок. Але під цим сценарієм передбачалося, що і здійснюється надання допомоги цим незаконним збройним формуванням, які діють проти конституційного ладу держави. По суті, якщо ми говоримо про схід України, в 2014 році це було те ж саме. Це були незаконні збройні формування на першому етапі, які були створені в Луганській, Донецькій області. Це були батальйонні тактичні групи Російської Федерації, які потім вже зайшли. Це було угруповання військ протиповітряної оборони Російської Федерації, яке було спочатку розгорнуто на території Російської Федерації, а потім зайшли вже на територію України. Итак, это были слова Вадима Скибицкого. Я поясню, у нас марафон, прямой эфир, немного не тот фрагмент интервью дали, но тем лучше, тем больше мы вас заинтересовали обратиться к проектам, к материалам проекта, телепроекта «Крым Реалии», чтобы послушать эти фрагменты. Да? Но я напомню, что Вадим Скибицкий также в этом интервью утверждал, что захват административных зданий в Крыму, по сути, стал началом второго уже этапа российского захвата Крыма. Да? До этого Россия подтягивала в Крым дополнительный контингент и военную технику, и рассредоточивала и вокруг Крымского полуострова. И вот когда российские военные начали действовать уже открыто, когда были захвачены здания парламента и правительства Крыма, вот эти действия сопровождались активной разведкой обстановки в Крыму и вокруг Крыма. А в том фрагменте, который мы уже послушали, да, Вадим Скибицкий говорит о том, что операция последующая по разжиганию войны на Донбассе, во всяком случае действия идентичные этой операции, отрабатывались вооруженными силами России еще в 2013 году в рамках российско-белорусских военных учений. Ну что же, мы возвращаемся к тем событиям, которые происходили в Крыму в феврале 2014 года. С нами на связи Владислав Селезнев. Владислав, как слышно нас сейчас?
Да, доброе утро, слышу я вас хорошо. И мы вас слышим. Отлично, давайте начнем наш разговор. Итак, февраль 2014 года. Видим мы, что в общественно-политической жизни Крыма проходят довольно-таки непростые события, очень настораживающие события. Начался такой сепаратистский дрейф в публичных заявлениях руководства Крыма, да, спикера Верховной Рады Крыма Владимира Константинова. Что в это время происходило в военной плоскости? В отличие от достаточно бурной общественно-политической деятельности как в Киеве, так и в Симферополе, в Севастополе, в вооруженных силах Украины, дислоцируемых в Крыму, все было стабильно и контролируемо. То есть шла плановая боевая подготовка. Единственное отличие от привычных мероприятий подготовки войск и сил на полигонах, к этому добавились учения специальных групп специального назначения. Они происходили в конце января, начале февраля на территории Перевальненского полигона. И причем тогда мне, как руководителю медиацентра, крайне настоятельно рекомендовали не освещать их в средствах массовой информации, потому что они имели определенные грифы. Все остальные мероприятия они проходили в штатном порядке. Наиболее динамичные события стали происходить с назначением на должность начальника генерального штаба адмирала Юрия Ильина. Именно тогда он принял решение и отправил сводную роту морской пехоты в Киев по указанию тогдашнего президента Украины Виктора Януковича. Все остальные мероприятия проходили в штатном режиме. Безусловно, все военнослужащие внимательно следили за событиями в Киеве на Майдане, но чтобы все эти события были трансформированы в какие-то волнения в армейской среде, я не могу об этом сказать. Рассматривалась ли до 2014 года такая вероятность, что Россия может напасть на украинскую территорию? Этот период был во времена президента Виктора Ющенко. Ежегодно в конце учебного года, это примерно сентябрь-октябрь месяц, на полигоне Чауда и частично Апук проводились масштабные учения с привлечением сил и средств не только дислоцированных на территории Крыма, но и подразделений, которые пребывали с материковой части Украины. В 2010-2011 годах отрабатывались планы противодействия российской агрессии. Причем все эти планы достаточно болезненно воспринимались пророссийскими медиа, и достаточно бурные скандалы по этому поводу были. Но тем не менее, такие планы отрабатывались. В принципе, из года в год действия вооруженных сил Украины, дислоцированных в Крыму, а также иных силовых структур, дислоцированных в Крыму, по противодействию незаконным вооруженным формированиям, так называемым зеленым человечкам, в принципе, так как себя позиционировали на первом этапе российские военные. В принципе, все эти мероприятия организовывались и проводились каждый год, учения по такому сценарию. И в эфире марафона адмирал Ворончик уже рассказывал о том, что в январе-феврале 2014 года, имея оперативную информацию о том, что возможны провокации на территории Крыма, он проводил командно-штабные учения, к которым привлекались не только подразделения вооруженных сил Украины, но и иные силовые структуры, в том числе и подразделения Альфы, подразделения внутренних войск, дислоцируемых в Крыму. То есть сам алгоритм был отработан до автоматизма. Были проведены не только теоретические, но и практические занятия, направленные на то, чтобы участники процесса по проведению поисково-рейдовых действий, по ликвидации и уничтожению незаконных вооруженных формирований, понимали свой план действий и порядок взаимодействия. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. У нас есть звонок от радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире, говорите. Здравствуйте. Да, говорите, пожалуйста. Меня зовут Наталья. Здравствуйте, меня зовут Наталья, я живу в Симферополе. И могу сказать вам, что на момент 2014 года мы, обычные, простые люди, вот я обычный человек, я уже знала, что после того, как закончится Олимпиада, к нам придут, в кавычках, гости. Могу сказать еще и больше, что вот вы там говорите, что 26 числа февраля, там в 4 часа, как бы никто не знал, что будет то, что случилось. Нет, это неправда. Накануне позвонили моей подружке, работник СБУ Украины, и сказал,
слушай, не веди завтра ребенка в школу, потому что она как раз проводит в школу мимо Верховного Совета ребенка, потому что там будет очень и очень небезопасно. То есть я не понимаю, как это Украина не знала и не была готова, если я, простой пенсионер, об этом обо всем знала и видела. То есть мне непонятно. Вот я просто хочу, чтобы мне, вот рядовому жителю Украины, у меня нет российского гражданства, я его не приняла, живя в Крыму, объяснили, почему я, простой пенсионер, знала и видела это, а никто не знал и не видел. И для всех это было неожиданностью. Спасибо вам за ваш звонок, спасибо вам за ваш вопрос. Я напомню, что беседуем мы с Владиславом Селезневым, украинским военным журналистом и бывшим спикером Генштаба Вооруженных сил Украины. Владислав, ну давайте об этом поговорим. У нас остается буквально 5 минут разговора, да? А вот по поводу работы, того, как на тот момент, на момент 2014 года, повели себя полиция, повели себя служба безопасности Украины. А была ли это еще служба безопасности Украины в феврале 2014 года? Но мы должны помнить, что именно в тот период, в феврале 2014 года, руководителем службы безопасности Украины был гражданин Российской Федерации, который фактически все делал для того, чтобы максимально ослабить возможности организации, которая отвечает за безопасность страны. Мы помним, что руководителем Министерства обороны Украины был гражданин Российской Федерации, господин Лебедев, который все делал для того, чтобы максимально ослабить позиции вооруженных сил Украины. Поэтому вести речь о том, что ключевые организации, отвечающие за безопасность Украины, были в том состоянии, в котором могли бы эффективно противодействовать российскому вторжению, безусловно, об этом речь не идет. Но тем не менее, дать бой в Крыму тем составом сил и средств, дислоцируемых на территории полуострова, было возможно. Тем более, ни для кого не секрет, из тех военнослужащих, которые имели отношение к участию и проведению в командно-штабных учений, существует так называемые 6 пакетов при применении вооруженных сил Украины. Сегодня в эфире марафона у вас будет генерал Назаров, он более детально и профессионально сможет рассказать на эту тему, но тем не менее, комплект документов, определяющих порядок взаимодействия и действия в случае возникновения тех или иных кризисных ситуаций в вооруженных силах Украины существовал. И то, что во время кризисной ситуации февраля-марта 2014 года на территории полуострова не зашли 2 бригады, которые в соответствии с планами применения вооруженных сил Украины должны были зайти и проводить поисково-рейдовые действия по поиску и блокированию и в случае необходимости уничтожения незаконных вооруженных формирований, этот факт остается абсолютным и пока неопроверженным. Владислав, ну, мы сегодня в эфире уже проговорили о том, что перед началом захвата Крымского полуострова Россия под предлогом антитеррористической безопасности и под предлогом обеспечения безопасности Олимпиады в Сочи сосредотачивала вокруг Крыма и заводила на Крымский полуостров усиленный свой контингент. Говорили мы о том, что были захвачены правительственные здания в Крыму, да, Верховная Рада Крыма и Совмин Крыма российскими военными, которые действовали, сняв с себя какие-то опознавательные знаки. И давайте поговорим вообще о той тактике, которая действовала российская армия в Крыму весной 2014 года. Без опознавательных знаков зашли, окружили украинские воинские части. Вот давайте поговорим об этой тактике живого щита, которая была испытана на украинских военных, и как в этой ситуации, на что они рассчитывали, выставляя перед собой живой щит из гражданских. Безусловно, действия российских оккупантов вкладываются в концепцию нынешнего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, генерала Герасимова, так называемой гибридной агрессии. И, собственно говоря, по сегодняшний день, 7-й год подряд, Российская Федерация реализует именно этот проект, когда, используя парамилитарные образования, военное образование, когда используются нетипичные, не военные средства давления на то государство, по отношению к которому Российская Федерация проявляет агрессию. Весь этот комплекс, он достаточно эффективный, и мы видим на сегодняшний день, что Российская Федерация весь этот комплекс использует в полном объеме и достаточно эффективно, потому что война не заканчивается. Те санкции, которые введены против Российской Федерации, государства-агрессора, западными странами, не дают того результата, на который мы рассчитывали в начале 2014 года. Война продолжается. То есть, фактически стрелять по украинским военным
из-за спин гражданских лиц, это та самая циничная, но тем не менее эффективная тактика руководства Кремля, которая по сегодняшний день является определяющей в конфликте между Россией и Украиной. Владислав, я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Владислав Селезнев, украинский военный журналист, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Говорили мы о хронике событий 26 февраля 2014 года, о том, какие события предшествовали этому дню, что же произошло под стенами Верховной Рады Автономной Республики Крым в этот день 7 лет назад, и какое значение эти события имели тогда и имеют по сей день. Я хотел бы напомнить, что вообще о фактах, да, и обстоятельствах этих событий можно говорить намного больше, чем прошедший час, но здесь бы хотелось еще напомнить, что события 26 февраля 2014 года стали не последним, в том числе проукраинским митингом на территории Крыма, и после этого люди продолжали выходить, но с учетом стремительного сворачивания прав и свобод, с учетом того, что в Крыму начали похищать и убивать людей, проукраинских активистов, эта активность, конечно же, с каждым годом утихала. Но, тем не менее, да, о том, что происходит в Крыму сейчас, и о том, как люди пытаются сопротивляться тем обстоятельствам, в которых они вынужденно оказались, мы продолжаем говорить все эти 7 лет и будем продолжать говорить сегодня, в течение сегодняшнего марафона. Ну что же, я передаю слово моему коллеге Рустему Халилову. Сначала был проект «Крым Реалии» и идея. Это радио «Крым Реалии». На полуострове слушайте нас на 105,9 FM. Эта идея заключалась в том, что крымчане должны знать, что происходит на полуострове на самом деле. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube. У нас была уйма оптимизма и минимум ресурсов. Задавайте свои вопросы, комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Мы начинаем. Это было невозможное ощущение, когда ты вроде бы вещаешь для Украины, но было ощущение того, что эта земля уже тебе до конца не принадлежит. Быть может, самые классные эфиры – это те, в которые дозваниваются люди с разными точками зрения. Крым Украина деребанила 23 года, все разрушили, теперь Россия восстанавливает. Когда ты слышишь не только тех, кто против аннексии, но и тех, кто Украину вроде бы ненавидит, но тем не менее все равно слушает тебя, потому что другого источника объективной информации в Крыму у этого человека не осталось, ты понимаешь, что ты делаешь свою работу не зря. Иногда нам звонят в студию, чтобы сказать, как важно то, что мы есть. Быть частью команды «Крым Реалии» – это не всегда комфортно, а зачастую и опасно. Опасно и для тех, кто работает на материке, и особенно для тех, кто работает в Крыму. Практически все журналисты находятся под прицелом российских спецслужб. Наша главная миссия на самом деле предоставить слушателям максимум информации для того, чтобы они могли сделать собственные выводы. И нам не важно, дорогой наш слушатель, какая у вас политическая позиция. Идея нашего проекта всего лишь в том, чтобы доставить к вам эту реальную, правдивую інформацію. Я телефоную в Крим, Сакський район. Мені вже 74-й рік, але я все-таки надіюся, що я, може, доживуся, що Крим повернеться в Україну. Там, где свобода слова ограничена рамками, мы даем им связь с большим миром. Иногда это очень печально, иногда это очень радостно, иногда это доводит до слез. У человека всегда есть выбор, быть свободным или не свободным. Свободный человек еще интересуется информацией. Так вот, радио «Крым Реалии» – это радио свободных людей. Меня зовут Елена Юрченко. Я Александр Голубов. Меня зовут Сергей Громенко. Меня зовут Александр Янковский. Я Снежана Старовицкая. Меня зовут Андрей Гевко. Меня зовут Катя Некречия. Меня зовут Станислав Юрченко. Меня зовут Павел Казарин. Меня зовут Татьяна Курманова. Я Володимир Притула. Меня зовут Халисей Зенедин. Слушайте радио «Крым Реалии». Мы работаем для вас. В эфире радио «Крым Реалии» марафон «7 лет сопротивления Крыма».
Радио Крым Реалии, мы работаем для вас и продолжаем наш крымский марафон. У микрофона Рустем Халилов. Напомним нашим слушателям и зрителям на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии, что у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926, а жители материковой Украины могут дозвониться по номеру 044 490 29 05. Ожидания и обещания. Вот чего было много в Крыму весной 2014 года. И начать этот часовой блок я хотел бы именно с этого, с того, чего крымчане, которые приветствовали приход России, ждали от новой жизни. И вот первое воспоминание, вот как вспоминают о том, чего ожидали от России крымчане, и каким был для них 2014 год, ялтинский журналист Сергей Сардыка. Самое главное, что было обещано, что не будет кровопролития. Вот, то, что мы, к сожалению, видели на Донбассе. В 2014 году было резкое увеличение зарплат. Зарплаты реально выросли, особенно у МЧС. А МЧС вообще там катались маслом, да. Вот, пенсии выросли, и, конечно, лето 2014 года все были в восхищении. Ну а потом, когда рубль покачнулся в отношении доллара, конечно, там уже санкции пошли. А более того, тогда же крымские пенсионеры получали пенсию больше, чем пенсионеры в России. Вот, сейчас уже сравнялось, произошло выравнивание, да. А тогда реально значительно больше. В 2014 году все крымские выпускники могли выбирать выбор России на выбор. Их зачисляли без экзаменов. Это была фантастика. То есть масса крымчан молодых поступила в МГУ, куда, конечно, сложно попасть с помощью ЕГЭ. Все-таки баллы там достаточно высокие. Это было только в 2014, только в 2014. А в Крым сейчас вошли большие деньги. Конечно, это фантастика. Такой огромный аэропорт построить Крымский мост, сделать трассу Таврида. Отмечу, что Сардыка включен в санкционный список, утвержденный в мае 2020 года президентом Украины Владимиром Зеленским, и включающий санкции против 377 физических лиц, часть из которых проживает в Крыму. Следующий, кто расскажет нам об ожиданиях тех крымчан, которые в 2014 году поддержали приход в Россию в Крым, это будет крымский бизнесмен, владелец парка Львов Тайган Олег Зубков. Ожидания были, что мы уйдем от того киевского кошмара, который мы увидели в конце 2013 года, от той русско-ненавистнической политики, которая была развернута, да, от понижения статуса русского языка, от преследования всего русского и постсоветского. Это с одной стороны. С другой стороны, мы действительно, выбирая Россию тогда в 2014 году, может быть, где-то свое сознание отождествляли с Советским Союзом, понимаете, с той большой страной, вот, в составе которой мы все когда-то были, и что это будет совсем демократическое такое же государство. И третий момент, что никогда в 2014 году я бы, русский человек Олег Зубков, не подумал, что будет такой разрыв с Украиной. Знаете, есть такое выражение, что, в общем-то, покорная теля там две матки сосет, да. Вот так и здесь. Мы думали, что это будет, какое-то юридическое такое переоформление Крыма, как это было в 1956 году, только вот сейчас, уже в 2014, что и украинцы смогут беспрепятственно ездить, и мы на Украину сможем ездить, и все человеческие связи останутся, вот, и экономические останутся. Мне в голову не могло тогда прийти, что будет построена вот такая вот, я ее называю фашистской вот границей, которая сегодня установлена. Но это просто вот приезжают люди, мои сотрудники сейчас ездили на Украину, кроме унижения, стыда за страну, которая досматривает этих женщин, которые едут к своим сыновьям, я имею в виду и российскую границу, и там в меньшей степени украинскую, мы никогда не думали, что это вообще может быть. Я уже 6-й год проходит, а я до сих пор не могу во все это поверить, что такое возможно, что вот такой разрыв взаимоотношений между родственными народами и странами вообще возможен. Все познается в сравнении и все познается на расстоянии, во времени. Тогда я могу сказать, что если бы я знал, что будет так, как будет, вот я, конечно, бы с таким энтузиазмом тогда не бегал бы с флагами, не организовывал большие мероприятия массовые и так не ратовал бы за присоединение. Я не знал, чем это обернется для меня, для многих жителей Крыма, для моих парков.
Отмечу, что весной 2014 года Зубков активно поддерживал российский захват полуострова и даже предоставил тогда для нужд местной так называемой самообороны свой автобус. Но впоследствии его отношения с подконтрольными Россией властями Крыма не сложились. Предприниматель столкнулся с уголовным преследованием и давлением на свой бизнес. А я приглашаю в эфир следующего нашего гостя, Сергей Акимов, крымский общественный активист. Приветствую вас. Да, приветствую. Тема этого блока — обещания и ожидания, но сперва я хотел бы спросить о другом. Сегодня президент Владимир Зеленский выступит на мероприятиях в Киеве, посвященных сегодняшней дате. Вот что вы хотели бы услышать от Владимира Зеленского? Ну, естественно, налаживание с соседним государством, я не говорю даже за Россию, я говорю за Крым. То есть, как бы там ни было, мы соседи, были, есть и будем. Это, во-первых. Во-вторых, саму политическую сейчас платформу я не знаю, то, что происходит на сегодняшний день в Украине. Все это мы смотрим как бы по телевизору, но по телевизору мы уже понимаем, что там то, что говорят, такого, естественно, нет и не будет. Что сейчас говорят по российскому телевидению, 90% это вообще с какой-то с области фантастики, откуда они это берут, я не знаю. Даже за Крым то, что говорят, мы здесь живем, но по российскому телевидению смысл совсем другое. Ну, Зеленскому только, даже не буду говорить, опять же, каких-то там изменений в самой Украине, только налаживание с соседями хороших взаимоотношений. Угу. Вернемся к главной теме нашего эфира. Чем вам запомнился день 26 февраля 2014 года? 26 февраля, ну, как мы знаем, что были столкновения около Госсовета, то есть это было страшно. На это все смотреть, наблюдать. Не знали, чем закончится даже с последующий час, я уже не говорю в следующий день. Лично для меня, почему тогда я, допустим, был участником этих событий, потому что не было тогда каких-то направлений за Россию там, или за Украину, или что, только сохранить мир в самом Крыму. То есть вы понимаете, что у нас и при Украине были проблемы с этим, у нас постоянно были какие-то конфликты с местными жителями, да, там, ну, те, что называют себя местные жители, крымские татары, понятно, что они, как там ни было, они местные жители, но всегда им как-то так получалось, что не то, что больше привилегий, да, но они все время говорили об этом. Вот единственное, что не хотелось допустить, чтобы не было кровопролития в Крыму. Угу. Что обещали, вот вы помните те обещания, которые звучали весной 2014 года, что обещали, что запомнилось из тех обещаний? Ну, обещаний особо не было, я хочу сказать. Это люди сами себе придумывали, да, что сейчас мы придем в Россию, и когда там поменяется жизнь, будет все хорошо, люди богатые в России. Но когда мы жили в Украине, к нам приезжал 1% людей одного отдыха, они были богатые. Сейчас мы живем в России, приезжает 99%, а 99% это нищие. Нищие люди, те, которые приезжают в Крым на сегодняшний день с материка заработать. То есть раньше мы ездили туда зарабатывать, теперь россияне приезжают сюда зарабатывать. Каких-то только единственное вот это мы хотели, опять же, это были не обещания. Лично я 12-13 год всегда думал, когда жили при Украине, думаю, какая хорошая страна Украина. Ни с кем не воюет. То есть мы понимали, что Россия постоянно с кем-то воевала. Я тогда сам, это мое личное мнение, я понимал, что Россия воюет, потом получается так, что это получается на сегодняшний день самая террористическая атакуемая страна на сегодняшний день. Ну вот примерно как-то так. Я никогда не думал, что там будет хорошо. Угу. Вот вы сказали, что особо обещаний не было, но я как минимум 2 листовки распечатал, те, которые ходили в 2014 году. Одна из них называется «10 гарантий для Крыма», и первый же пункт звучит так. Главный принцип будущего присоединения жителей Крыма ничего не должны потерять даже в мелочах, приобретя при этом много новых возможностей. Как вы считаете, вот этот пункт оказался реализован? Да нет, конечно. Не то, что с первых дней, когда мы пришли в Россию, или Россия пришла к нам, я даже не знаю, кто назад, скорее всего, Россия пришла к нам, начали даже такие проблемы с переоформлением документов. Да, и на сегодняшний день некоторые люди даже не могут переоформить свою частную собственность, которая была годами при Украине. Это первое. Ну, уже я не буду говорить там за то, что у нас сейчас творится, вырубленные леса, закрытый там подход к морю, ну и все остальное. Там мы сейчас видим, что народ начинает как-то возмущаться по поводу этого. Нет, конечно, не тогда пострадали, страдают и дальше будут страдать. Еще не одно поколение будет от этого страдать. Просто уже это видно и понятно.
Но все-таки такие обещания тогда попали в нерв ожиданий или нет, как вы считаете? Вот каких изменений в Крыму ждали сами крымчане, с которыми вы общались, которые вас окружали? Ну, вы же понимаете, что люди всегда хотят как-то улучшить свою жизнь. Как я уже говорил в начале, что думали, что придет та страна, которая богатая, что как-то, может быть, будет лучше, я имею в виду, пенсии, там, и инвалиды, но и все остальные какие-то социальные поддержки. На сегодняшний день мы видим, что этого нет. Это больше того еще, что урезается то, что было при Украине, очень сильно. Меняются законы, и не в лучшую сторону, а в худшую сторону. Вот если очень коротко суммировать, какое самое большое разочарование с 2014 года у вас? Самое большое разочарование: мы сейчас стали предателями и в Украине, и в России. Как я уже говорил, что это будет не одно поколение от этого страдать. И то, что даже то, что мы, как говорили, как хотели, там, или как говорили, какие были лозунги в 2014 году, что русские придут русские, будут русские, мы этого не видим. То есть нас пугали бандеровцами, да, что к нам придут бандеровцы, которых мы, естественно, не видели и не увидим. Но приехали других национальностей россияне, это чеченцы, дагестанцы, ну и остальные все. То есть тоже, опять же, это будет все страдать наше дальнейшее поколение от этого. Но я хочу сказать так, что русские мы были при Украине, русские живут там в Белоруссии, в Прибалтике, но в России русских нет. Вот что плохо. То есть русского мира на самом деле не пришло к нам и не придет, потому что русского мира в России нет. Есть российский мир, а это совсем другое понятие, очень далекое от русского мира. Понял вас. Спасибо вам за включение. С нами был крымский общественный активист Сергей Акимов. Я приглашаю к микрофону второго нашего спикера, постоянного представителя президента Украины в Крыму Антона Кореневича. Здравствуйте, Антон. Доброго ранку. Вот предыдущий наш спикер сказал такую фразу, что крымчане стали предателями и в России, и в Украине. Так вот он себя ощущает. Как вы считаете, насколько много крымчан так чувствуют, по вашим ощущениям, и с чем это может быть связано? Связано ли это с той информационной политикой, возможно, которая ведется на материковой Украине, или, может быть, с чем-то другим? Ну, ви знаєте, для нас, для українських державних органів, які працюють по Криму, кримчани – це не зрадники, кримчани – це громадяни України. Такі ж громадяни України, як і будь-які інші громадяни, які проживають в будь-якому іншому регіоні. Звичайно, вони зараз проживають на тимчасово окупованій території, але ми робимо все для того, щоб максимально наблизити до них Україну, українські адміністративні послуги, інші послуги, сервіси, для того, щоб вони завжди відчували, що їхня материнська держава – це Україна. Ну, звичайно, ми розуміємо, що є значний відсоток людей, які зрадили нашу батьківщину, які перейшли служити ворогу, стали військовослужбовцями Збройних сил держави-окупанта Російської Федерації, зрадили присязі судді, стали працівниками фейкових правоохоронних органів на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Безумовно, такі люди мають понести відповідальність як політичну, так і юридичну. Але в цілому ми чудово розуміємо, що не було ніяких 96 чи скільки там відсотків підтримки у цих всіх маргінальних ідей. Ми розуміємо, що абсолютна маса кримчан, вони слідкують за Україною, і ми їх тут не вважаємо зрадниками. Знову ж таки, скажу, що це, звичайно, не стосується тих, хто свідомо пішов працювати на ворога, тому що такі колаборанти, і така колаборація, і така діяльність, вона засуджується будь-де, будь-коли, на будь-якому етапі розвитку людської історії. Ну, ви знаєте, що насправді дуже багато є прикладів, коли Україна офіційно каже про те, що, наприклад, про той же самий призов до Збройних сил Російської Федерації, наші правоохоронні органи офіційно кажуть, що за цей призов не будуть притягати до відповідальності громадян України, оскільки розуміють, що цей призов здійснюється примусово, і просто у громадян України, які проживають в Криму, немає вибору, і вони не можуть просто не піти, відповідно, бо це примусовий призов. Тому я щиро вірю, що ми зможемо зробити позитивні речі для кримчан, для тої маси кримчан, які вірять і чекають Україну. І я би дуже хотів, щоб кримчани чекали український прапор і розуміли, що Україна – це свобода, це гідність, це повага, це Європа, це цивілізація.
а Росія це занепад. От і все. Раз уж вы заговорили о коллаборации, вот вспомню свежую законодательную инициативу. Появился законопроект в Верховной Раде, два законопроекта, даже 5143 и 5144, о внесении изменений в некоторые законодательные акты. Во-первых, относительно обеспечения ответственности лиц, осуществлявших коллаборационную деятельность. И второе, относительно установления уголовной ответственности за коллаборационную деятельность. Знакомы вы с этими законопроектами? Слышали ли вы о них? Ну, ми його аналізуємо, безумовно. Це не наш законопроект. Ми не були співавторами, тому ми аналізуємо його. А потім, це в процесі. Я скажу, що в Верховній Раді є набагато важливіші, як на нашу думку, законопроекти, які в цьому контексті вже давно чекають свого розгляду і часу. Наприклад, законопроект 2689 про належну криміналізацію у Кримінальному кодексі України злочинів проти людяності та воєнних злочинів. Він пройшов вже давно перше читання, чекає на друге. Це справді якісний документ, який дозволить українським правоохоронним органам притягати до відповідальності тих осіб, які вчинили найтяжчі злочини, а саме злочини проти людяності та воєнні злочини в тимчасово окупованому Криму. Сегодня, 26 февраля, день сопротивления оккупации Крыма и Севастополя. Сегодня крымчане сопротивляются? 7 лет прошло. Так. Ми на зв'язку з кримчанами постійно, а кримчани не згодні з режимом, окупаційним режимом Російської Федерації. Ви знаєте, коли ми вносили минулого року проект указу президента України про День спротиву окупації, саме представництво президента України в Автономній Республіці Крим його вносило. І тому ми дуже раді, що, власне, президент України Володимир Зеленський його підписав. І сьогодні ми цей день відзначаємо не лише як громадську ініціативу, а зі всією повагою, розуміючи, наскільки важливою є громадська ініціатива, але відзначаємо офіційно, як офіційну дату в календарі України, на відповідно визначену указом президента. Ви знаєте, сенс цього указу не тільки в тому, щоб згадати те, що було в 2014 році, а сенс показати кримчанам і тим, що постійно проживають в Криму, і тим, що переїхали на підконтрольну уряду України територію, що Україна бачить їх спротив. Що Україна бачить, що вони за Україну, і що Україна розуміє, що Крим насправді хоче жити вільно, на основі свободи, прав людини, а це можливо тільки з Україною. І, безумовно, Крим – це Україна, тут просто інших альтернатив бути не може. По вашим оценкам, после тех репрессивных событий, которые возникли в России после ареста Алексея Навального, вот такие события, причем они носили массовый характер, они способствуют тому, что определенная часть крымчан решит переехать на материковую часть України? Ну, розумієте, тут досить важко сказати. Цифра офіційна ВПО, звичайно, щомісяця зростає, але вона там тримається на рівні трошки менше 48 тисяч, чи коло 48 тисяч, так? ВПО з Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Це, звичайно, без врахування тих громадян, які переїхали на підконтрольну уряду України територію і не брали цю довідку ВПО, так, тобто не отримували цього офіційного статусу. Безумовно, ми вважаємо, що ця цифра може бути більшою і є більшою. Я думаю, що кримчани вже 7-й рік живуть під окупацією Російської Федерації. Ми розуміємо, що кримчани аналізують, думають, бачать. Росія – це шлях в нікуди. Ніколи не буде краще. Буде ставати тільки гірше, тому що це авторитарна машина, яка абсолютно не піклується про людину, про громадянина. Їй це не цікаво. Їй цікаво військова спроможність, їй цікава геополітична гра, їй не цікаві люди як такі. Я думаю, я впевнений, що кримчани вже давно розібралися, що таке держава-окупант Російська Федерація. То есть, следовательно, каких-то особых всплесков жать не придется, даже если... Бачите, я можу керуватися тільки офіційними даними. Наразі ми бачимо, що дійсно ця кількість ВПО поки що залишається більш-менш так стабільною, хоча, звичайно, постійно щомісяця є якийсь приріст. Кримчани все бачать, все розуміють, розумієте? І я впевнений, що кожен для себе приймає якесь рішення. Для нас дуже важливо, ви знаєте, що президент України Володимир Зеленський ініціював, Верховна Рада проголосувала в минулому 2020 році закон про те, що
кримчани, як, власне кажучи, і абітурієнти із Криму і з Донбасу можуть вступати у заклади вищої освіти України без будь-яких іспитів, без будь-яких ЗНО. А цього року там близько 400 кримчан вступило. Це вже більше, ніж минулого. Минулого було трошки більше 250. Тому ми закликаємо кримчан, абітурієнтів ставати студентами українських закладів вищої освіти, тому що тут свобода, тут Європа, тут можливості для кожного кримчанина. Ваши слова дали некоторую надежду, потому что в этом году, получается, в школу пошли люди, которые уже родились в оккупированном Крыму, и вот уже они пошли в школу в этом году. То есть, если тенденция студентов, которые начинают учиться на материковой Украине, растет, идет к увеличению, значит, это все-таки, наверное, не так все плохо вот с тем поколением, которое сейчас пошло в школу и которое будет расти и видеть, что происходит дальше в России и оккупированном Крыму. В этом году еще будет одно событие, состоятся выборы в Госдуму России. Чего по этому поводу ожидать крымчанам и к чему вообще готовиться? Ну, розумієте, Крим зараз територія безправ'я. Безвідносно до виборів в Госдуму чи якихось інших подій. Крим – це територія, де тебе можуть розбудити в 4 ранку через те, що в тебе проводять незаконний обшук і тебе незаконно затримують. І жоден громадянин, який там проживає наразі, на жаль, не може бути впевнений, що наступного ранку в 4-й годині не прийдуть до нього. Тому я думаю, що це безвідносно до якихось внутрішньоросійських цих от питань. Окупаційний режим – це окупаційний режим. І він інакше, ніж він діє, навряд чи може діяти. Тому я думаю, що кримчани вже чудово давно розібралися і побачили, і розуміють, що таке Російська Федерація, безвідносно до того, хто є чиновником окупаційної адміністрації в Криму, чи хто сидить у парламенті в Москві. Ну, сутність буде одна і та сама. Ну, кто-то может понимать, а кто-то нет. Вот предыдущий наш спикер говорил о том, что происходит на телеканалах в Крыму, что видят крымчане по телевизору. С марта, уже совсем скоро, должен начать работу Центр противодействия дезинформации. Это государственная украинская организация, которая в сотрудничестве с общественными организациями будет противостоять российской пропаганде. Вот, по вашему мнению, реально ли хоть как-то эффективно противостоять дезинформации крымчан? Ну, це треба робити. Це треба робити, тому що кримчани мають мати можливість чути, бачити, слухати різні джерела інформації для того, щоб вони могли сформувати свою думку про те чи інше явище. Російська пропаганда, на жаль, дійсно досить потужна, і з нею важко боротися, але боротися з нею потрібно. Боротися з нею потрібно, звичайно, всіми можливими методами і засобами. Ви знаєте, ми коли говоримо з кримчанами, то розуміючи, усвідомлюючи, що там говорять на телеканалах, як це говорять на радіостанціях, кримчани слідкують за Україною. От коли ми спілкуємося з ними, вони кажуть, що цікавляться, а як тут зробили, а чому таке рішення прийняли, а хто ці люди, а які в них думки. Тобто навіть незважаючи на оцей такий умовний щит, чи спробу поставити щит, так, між українським інформаційним простором та тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, який цей умовний щит, звичайно, так, заслонку хоче поставити Російська Федерація. Кримчани слідкують за Україною. Кримчани слідкують за зверненнями президента. Вони їх обговорюють. Кримчани слідкують за тими чи іншими рішеннями, які приймає держава. Тож я думаю, що будь-які дії з боку держави, які направлені на боротьбу з російською пропагандою, з цими міфами і фейками, які створює Російська Федерація, звичайно, що це ми вітаємо такі ініціативи. Еще один вопрос, который хотелось бы поднять. Вот вы говорите, что крымчане следят за тем, что происходит, и в то же время мы сейчас говорили о законодательстве коллаборации. Не отпугивает ли это крымчан, или, может быть, наоборот, это дает какие-то правила, следуя которым они могут считать себя честными по отношению к государству Украины?
бачите, я ще раз зазначу, ми не розробляли цей законопроект, і тому, тут бачите як, для нас важливо, щоб кримчани розуміли, що ті люди, які не співпрацюють з окупаційним режимом, так, їм, власне, перейматися, переживати нема за що. Ми, власне, думаємо, що прийняття на рівні держави, можливо, якихось концептуальних документів, які будуть встановлювати якісь загальні правила щодо, скажімо, люстрації тих осіб, які працювали на окупаційній адміністрації, чи кримінальної відповідальності тих осіб, які вчинили серйозні тяжкі злочини. Ми думаємо, що така річ була би позитивною. А щодо цього законопроекту, я ж кажу, тут саме явище, мені хочеться, щоб коли кримчани думали про Україну, так ті кримчани, які не зраджували присязі, не зрадили державі, які чекають український прапор в Криму, які розуміють, що майбутнє тільки з Україною, щоб вони думали не про колабораціонізм, а вони думали про те, що в Україні їх чекають можливості і свобода. Благодарю вас за включение. С нами был постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кореневич. И я сразу же с пылу-с-жару приглашаю в эфир нашего следующего спикера, министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко. Доброе утро. Доброго ранку. Ровно год назад, 26 февраля, мы спрашивали у министра культуры Владимира Бородянского об информационных планах на Крым. Подобный же вопрос хочу задать и вам. Существует ли в Украине информационная стратегия относительно оккупированных территорий с какими-то пошаговыми задачами? Цим питанням зараз займаються фактично два міністерства. Міністерство реінтеграції і ми певною мірою. Ми минулого року запустили кілька проєктів, які пов'язані з нашою присутністю інформаційною в Криму. По-перше, запустили, зараз іде набір на безкоштовні курси кримсько-татарської мови. Є сайт, який дозволяє долучитися до вивчення кримсько-татарського мистецтва. Була проведена інтернет-кампанія, присвячена Криму, і запущені спеціальні соціальні телевізійні ролики. Також є сайт «Читаймо» для окупованих територій, де викладені книжки українських авторів. Працює, нарешті-решт, канал «Дом», который в первую очередь ориентирован для зрителей оккупированных территорий. Сказать, что в условиях, которые сейчас существуют в Крыму, можно рассчитывать на какой-то информационный прорыв, сложно, поэтому мы сейчас работаем и над созданием информационной стратегии. В ближайшее время о ней будем говорить, и над созданием центра противодействия дезинформации, который будет запущен уже в марте. Таким образом, мы попробуем донести и до крымчан в том числе реальную картину жизни. Вот с предыдущим спикером мы тоже говорили о том, что начнет работу Центр противодействия дезинформации. И такой вопрос, насколько реально действительно противодействовать той дезинформации, которая сегодня озвучивается крымчанами. Мы в начале нашего блога как раз включали крымского общественного активиста, который рассказывал о том, что, всем понятно на вещи, что идет на российских телеканалах и что смотрят крымчане. Это непростая работа, но если ее не начать, можно долго плакаться о том, что мы ничего не можем сделать. Центр будет создан в марте. Мы уже на связи с нашими коллегами в европейских странах для того, чтобы обмениваться опытом, каким образом можно не только мониторить, но и через какие средства доносить и для крымчан информацию о том, что на самом деле является фейком или манипуляцией. Такие средства существуют. И существуют такие наработки. Мы будем работать не сами, а в коллаборации с многими ГОшками, которые в Украине достаточно эффективно и активно включились в работу с фейками. По событиям и планам, если конкретно по срокам, вот есть ли что-то в крымском направлении, что должно быть реализовано четко до 26 февраля 2022 года, если, конечно, Крым не деоккупируют? Вот то, о чем можно было бы спросить через год. Что касается истории с крымско-татарскими активностями, безусловно, оно уже действует и будет действовать.
Мне кажется, что с точки зрения информационного влияния, помимо непосредственного вещания, например, на средних волнах, которое доступно сейчас в Крыму, нашего суспільного мовника и канала «Дом», вот эта история, которую мы хотим запустить с дезинформацией, потому что она будет работать и в социальных сетях, должна иметь определенный эффект. Об этом можно будет говорить через год. Ну и напомню слушателям, что мы, как радиостанция «Радио Крым Реалии», тоже вещаем круглосуточно на Крым, на средних волнах, и в FM-диапазоне нас тоже могут услышать крымские слушатели. Следующий вопрос. Из-за масштабных строительств Крым перекопан вдоль и поперек. Российские археологи или подконтрольные России крымские уже называют этот период «золотым» из-за огромного количества археологических находок, которые достаются России. И вторая существенная потеря – это крымские памятники, к примеру, Ханский дворец, который уничтожается под видом реконструкции. Что делается сегодня, чтобы не потерять все это для Украины? В прошлом году 175 памятников крымского наследия, украинского наследия в Крыму были внесены в украинский реестр охороны спадщины. Это позволяет как минимум на международном уровне бороться за сохранение наследия в Крыму. Кроме того, мы присоединились к второму протоколу Гаагской конвенции 1999 года по поводу охраны памятников культуры в условиях вооруженного конфликта. Это также средство борьбы за сохранность крымского наследия для Украины. Может быть, возможно ли обсуждались в экспертном сообществе какие-то санкционные меры по отношению к тем российским институтам, либо ученым, которые непосредственно пользуются продуктами, археологическими раскопками, найденными в Крыму в своих трудах, в своих исследованиях, в своей научной работе? Мы обсуждали вопрос, каким образом можно было бы противодействовать. Санкции – это один из методов. Нам нужно больше информации и координации с нашими силовыми структурами для того, чтобы мы инициировали этот процесс. Помимо охраны непосредственно вот того, что внесено в реестр присоединения к Гаагской конвенции, конечно, мы будем стараться инициировать процессы, которые должны всему миру показать, что русские делают с и Бахчисарайским дворцом, и там же есть еще подводное наследие в районе Херсонеса. То есть факты нам эти известны. Попробуем выстроить дорожную карту для того, чтобы это было более ясно и открыто понятно мировому сообществу. Одна из последних новостей культуры, связанная с темой Крыма на материке, это возможность открытия крымско-татарской экспозиции в Национальном музее Пирогова под Киевом. Известно ли что-то вам об этом? Если да, то насколько серьезны такие намерения? Мы обсуждали этот вопрос. Он дискуссионный, хотя бы потому, что концепция Пирогова предполагает представительство разных регионов. И, скорее всего, это будет в рамках представительства региона Крым. Поэтому вполне возможно, что мы успеем что-то сделать до 24 августа. 24 августа во время празднования 30-летия там будет большой праздник, где будут представлены народные промыслы со всей страны, туристические возможности со всей страны. Безусловно, что касается и крымско-татарского наследия, оно там тоже будет представлено. То есть вы видите это как некую краткосрочную по времени событие? Концепция Пирогова заключается в том, что там представлен на определенных участках каждый регион Украины. Мы бы хотели говорить не просто о крымско-татарском как национальном участке, а о Крыме как таковом. Хорошо. Каждый год мы видим множество поездок российских деятелей культуры в Крым в обход украинских пунктов пропуска и украинского законодательства, естественно. Какова должна быть степень их ответственности, по вашему мнению, и должны ли мы реагировать мягче или жестче, чем временный запрет на въезд в Украину? Давайте разделять их въезд в Крым и какие-то действия, связанные с тем, чтобы пропагандировать оккупацию Крыма или отрицать оккупацию Крыма. Это две разных вещи. Сам въезд, безусловно, существует запрет на въезд в Украину. Что касается их активных действий, то, безусловно, это должно отражаться, в том числе и на том, что их выступления, не просто выступления, а их произведения в Украине попадают в так называемый
список черный, который не подлежит трансляции в стране. Но мне кажется, что и проактивная позиция украинских артистов, которые могут и должны говорить о том, что своим коллегам «Алло, Крым — это Украина», тоже является фактором, который может помочь в этом вопросе. Активные действия, что вы имеете в виду, что может считаться активным действием? Вот концерт — это активное действие? Концерт не активное действие, а вот если они занимаются пропагандой у себя на телевидении и активно начинают педалировать историю по поводу того, что Крым их, то да. Что касается украинских артистов, многие же из них своих коллег русских знают. Я думаю, что их проактивная позиция в этом вопросе действительно могла бы быть определенным сигналом для их коллег в России. Но разве вот само выступление в Крыму — это не заявление о том, что Крым российский, вот для них? Артисты, как это, на то и артисты, что они пытаются уйти от этого вопроса и отвечать, мы же просто выступаем. Вот. И когда я сам видел некоторые выступления, когда спрашивали сознательных русских артистов, что вы там делали, вот. Да нет, мы просто приехали на концерт. Конечно, другие, которые начинают уже заниматься пропагандой этого вопроса, то это другой вопрос. Но это другое дело. То есть культура вне политики, вне информационной войны? Нет, конечно, нет. Но вы же Крым Реалии. Да. То есть, к сожалению, мы понимаем, что избежать истории или запретить русским артистам выступать в Крыму мы не можем. Последний вопрос к вам. В начале этого года вам пришлось обращаться к послу Великобритании из-за того, что она причислила в своей новости Севастополь и Симферополь к российским городам. Что делать, чтобы таких инцидентов было меньше? И насколько эффективны такие точечные обращения? Они реагируют, поэтому обязательно нужно об этом говорить. И нашему министерству, и МИДу, и всем, кто будет видеть такие ошибки, потому что напоминание о том, что Крым — это Украина, и нельзя об этом забывать. Для этого и, собственно, будет Крымская платформа. Для этого мы собираемся активизировать наши действия по Крымскому дому, который существует в Киеве. Поэтому это важно. И это надо делать. Но то, что они происходят, все-таки случается точно, то здесь, то там. Это не значит, что Крым как-то совершенно выпал и потерялся в международной повестке? Это зависит исключительно от нас, для того, чтобы Крым не потерялся в международной повестке. И мне кажется, что в последнее время как раз происходят действия, которые, наоборот, возвращают Крым в международную повестку. Большое вам спасибо. С нами на связи был Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины. И напоминаю, что радио Крым Реалии пригласили к участию в нашем марафоне все политические силы и фракции, которые сегодня представлены в Верховной Раде. Приглашали мы принять участие также президента Украины Владимира Зеленского и вице-премьера Алексея Резникова. И также мы обращались к подконтрольному Кремлю главе Крыма Сергею Аксенову. Тоже хотели услышать его мнение и ответы на некоторые вопросы. Приглашаю на включение в наш эфир следующего нашего спикера, народного депутата от фракции «Слуга народа» Елизавету Богуцкую, крымчанку. Елизавета, доброе утро. Здравствуйте. Вот сегодня мы говорим о событиях 26 февраля 2014 года в Симферополе. Как для вас прошел этот день? Как и у многих протестующих под стенами Верховной Рады Автономной Республики Крым. Когда стало понятно, что заседания Верховной Рады Крыма не будет, что вы почувствовали? Когда пришло время расходиться? С одной стороны, это была большая радость, что мы выиграли. С другой стороны, внутреннее сомнение очень большое, что Россия это ж просто так не оставит, что будет какой-то подвох. Конечно, было очень неожиданно, что на следующий день рано утром они займут и Верховную Раду, и Кабинет министров Крыма, именно как террористы без опознавательных знаков. Но именно 26 числа к вечеру, когда выступил Рифат Чубаров и сказал, что сессия не состоится и что не будут рассмотрены вопросы по отделению Крыма от Украины, то, естественно, такое было всеобщее воодушевление, что мы выстояли все-таки этот вопрос. Угу.
Для вас эта дата праздничная, личная? Как вы к ней относитесь? Вот, лично вы? Нет, это трагическая дата для меня в любом Несмотря случае. на то, что это сопротивление все-таки, удавшееся. Это сопротивление, но оно же не первое. До этого был один из самых массовых митингов крымских татар, которые собирались на площади Ленина с одной целью снести памятник идолу советскому и, в общем-то, начать строить другую республику автономную, и, то есть уже, как говорится, уже не советскую, потому что Крым всегда был даже не столько российским, сколько именно советским. Вот. Поэтому этот день для меня, 26 февраля, это трагический день, поскольку, несмотря на то, что эта радость была, что мы тогда в этот день вроде бы победили, но события, которые последовали за этим днем, и дальнейшее осуждение очень многих наших протестующих за то, что они принимали участие в этом митинге, и осуждение именно по российским законам, огромные сроки, которые давались тем или иным протестующим, это, конечно, трагическая такая история вообще в глобальной истории Крыма. Поговорим теперь о других сроках, о самых свежих законодательных инициативах. 24 февраля Верховная Рада получила 2 законопроекта, с автором которых в том числе были вы. Это законопроекты номер 5143 и 5144. Я уже говорил в нашем сегодняшнем эфире, что один из них, проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения ответственности лиц, осуществлявших коллаборационную деятельность, и второй относительно установления уголовной ответственности за коллаборационную деятельность. Вот про уголовную ответственность интереснее всего. Расскажите об этом законопроекте. Кого планируется посадить? Я думаю, что там целая череда будет лиц, которых нужно будет привлекать именно к уголовной ответственности. Это и заочно те, кто находится сейчас на территории Крыма, и те, кто сейчас находится на территории Украины, но принимали какие-то решения по тому, что все произошло, вот как оно все произошло, по тому, кто содействовал российским военным в захвате Крыма и так далее. То есть это будет очень большой перечень. Более того, я сейчас создаю ТСК о том, кто с нашей стороны принимал участие, коллаборационное участие и с российскими военными, и с российской властью в том, чтобы вообще эта оккупация состоялась. Почему это стало возможным? Почему это не было возможным раньше, за все предыдущие годы независимости Украины, и почему это стало возможным теперь? Вот такая будет следственная комиссия, которая будет передавать свои материалы в органы прокуратуры, СБУ, и вместе мы будем следить за тем, чтобы это все в итоге было доведено до финала, и чтобы те, кто действительно каким-то образом оказался втянутым в этот процесс, получил соответствующее наказание. А напомните, подобная временная следственная комиссия Верховной Рады, она не создавалась или, во всяком случае, инициатива такая не звучала вот в начале прошлого года? Нет, ее не было и в прошлый созыв, и вот не было этот весь период. Дело в том, что это такой, знаете, политически сложный вопрос, поэтому наша группа «Слуг народа», которая подавалась в этот ТСК, она была очень довольно быстро была сформирована. Но найти сочувствующих, так сказать, этому проекту с оппозиционных партий, то есть Европейская солидарность, «Голос», «За майбутнє», «Довіра», оппозиционная платформа «За життя» было очень сложно. Единственная «Батьківщина» дала своего представителя Григория Немырю. И вот буквально только на днях откликнулась все-таки ОПЗЖ, дает своего представителя. Конечно, для меня, как для человека, который не поддерживает ни одну из точек зрения организационной ОПЗЖ партии,
то, соответственно, мне меньше всего хотелось, чтобы их представители были в этом ТСК, но я прекрасно понимаю, что мы либо не начнем работать, либо начнем работать вот с таким составом. Ну, нет варианта, что... да, хорошо. Остановлюсь, вернусь к законопроекту, о котором мы говорили. Часть текстов пропущу для удобства и остановлюсь на отдельных пунктах законопроекта. Статья 111.1, часть 3. Осуществление гражданином Украины пропаганды в учебных заведениях в целях, в том числе установлению и утверждению временной оккупации части Украины, а также действия граждан Украины, направленные на внедрение образовательных стандартов государства-агрессора в учебных заведениях, наказываются исправительными работами или арестом, или лишением свободы, в последнем случае на срок до 3 лет. То есть, получается, учителям в Крыму быть опасно сегодня? Ну, понимаете, здесь в любом случае, если начнется такой процесс, то каждый случай будет индивидуальным. Каждый случай будет индивидуальным. Здесь не может быть такого, знаете, общей метлы, которая всех замела за решетку и так далее. То есть, естественно, что есть вынужденное положение и тех же самых учителей, которым нужно кормить свои семьи, которым некуда было ехать, уезжать с Крыма, да и многие считали, от чего это я должен уезжать. Здесь моя родина, здесь я родился и вырос, поэтому они вынуждены были, естественно, переходить на какие-то свои новые рельсы и преподавать то, что они должны были преподавать уже в условиях и российской юрисдикции, и российского образования в том числе. Поэтому здесь будет очень индивидуальный подход ко всем. Вот когда я слышу об индивидуальном подходе в судопроизводстве, мне приходит в голову мысль о том, что люди, которые так считают, они уверены, что справедливость восторжествует, окажется сильнее, чем законодательство. Действительно ли наши суды сегодня, можно считать, украинские суды, достаточно справедливыми, чтобы они трактовали законодательство, не забывая, чтобы они сняли повязку с глаз Фемиды и трактовали именно так, как будет правильно с точки зрения справедливости? Нет, конечно. И последние события в Украине показывают, что судебная реформа назрела как никогда, что та реформа, которой гордилась предыдущая власть, в принципе ни к чему не привела, и нужно полностью обновлять суды, реформировать. Есть несколько законопроектов, внесенных в Раду, президентом в том числе, которые направлены на реформирование судебной системы. Поскольку то есть вернусь тогда к этому вопросу. Вернусь тогда к этому вопросу, который я озвучил. Если судебная реформа сейчас не реформирована, то есть значит, оставаться учителем в Крыму опасно? Нет, смотрите. Дело в том, что сейчас, на сегодняшний день, мы понимаем, что Крым не в украинской юрисдикции, поэтому им с точки зрения украинского права сейчас оставаться там опасности не представляет. Но дело в том, что если закон начнет работать, то я же говорю о том, что огульно сразу на второй день, чтобы вот так вот вышел закон, что все абсолютно, и учителя, и врачи, которые там стали обслуживать, скажем, на русском языке или там что-то говорить. То есть, естественно, что не будет касаться это так вот всех прямо, вот я же говорю, одной метлой в один пылающий костер. Нет, ни в коем случае. Естественно, что есть те люди, которые идеологизировали присутствие России в Крыму, те, которые содействовали. Пропала связь с нашим спикером, мы сейчас попробуем восстановить ее. Оставайтесь с нами, это радио Крым Реалии, наш крымский марафон. Напоминаю, что сегодня мы говорим о 26 февраля 2014 года, день, который в украинском законодательстве, в украинской реальности называется Днем сопротивления оккупации Крыма. И с нами на связи была народный депутат Елизавета Богуцкая. А я вот вернусь к теме, о которой я говорил в самом начале нашего эфира, к ожиданиям и обещаниям. Вот у меня в руках одна из листовочек, которая распространялась в 2014 году. Называется она «10 гарантий для Крыма». Об одном из этих принципов, который определен в самом начале, мы говорили, он называется о том, что выиграть в главном, не потерять ничего ценного, обещали крымчанам. И
такая вот интересная листовочка. Вернулась наш спикер Елизавета Богуция в наш эфир. Продолжим наш разговор с ней. Елизавета, слышите ли вы нас? Слышу, я слышу. А вы вот теперь я вас тоже слышу. Мы говорили о крымчанах, которые могут попасть в этот костер, да, вот вы о них говорили. По вашим оценкам, известно ли какое-то количество, есть ли какие-то предположения, сколько крымчан могут пострадать, получить реальные уголовные сроки, если все-таки этот законопроект будет принят в том виде, в котором вот он внесен в Верховную Раду? Ну нет, конечно. Естественно, нет, и это начнется вообще с единиц, потому что, это процесс. Вы же понимаете, что это не тот закон, который сразу объявляет всех предателями. Естественно, нет. Естественно, что для того, чтобы это все заработало, нужно будет сначала действительно иметь эту реформированную систему, для того, чтобы мы точно могли определиться в категориях тех лиц, которые попадают под этот закон, которые не попадают под этот закон. То есть, естественно, что, во-первых, он еще должен пройти, этот закон, второе чтение. Давайте начнем с малого. Но вы должны надеяться, что он пройдет именно в том виде, в котором же он предложен, то есть... Правки обязательно будут в него вноситься, а как же? Несмотря на то, что кстати говоря, еще же ЕС носит свой законопроект, скорее всего, он будет как альтернативным. То есть, естественно, что первое чтение это не последнее и не сразу будет проголосовано, потому что это дискуссионные вопросы, и я так предполагаю, что, скажем, некоторые фракции в парламенте могут внести такое количество правок, как было по закону по земле, которое будет тоже очень долго рассматриваться. Мы говорим о том, что если будет этот принят закон, каким образом крымчанам его бояться? Вот тем крымчанам, которые не принимали участие в агитации за русский мир, те, которые не пропагандировали его, те, которые не были идеологами этого русского мира, тем вообще нечего бояться крымчанам. Тогда перейдем к следующему вопросу. Они вынужденно оказались в российском Крыму, они точно так же окажутся потом в украинском Крыму, то есть когда Крым перейдет в украинскую юрисдикцию полностью. Перейдем к следующему вопросу. Свободная экономическая зона Крым. Когда отменят закон о ней, об этой экономической зоне? Почему этот вопрос так долго тянется и кто этому противодействует? Мы понимаем, что главными и лоббистами, и бенефициарами этого закона являются те, олигархи, которые сейчас в Украине управляют очень многими процессами до сих пор. Этот закон будет внесен, и вот я так думаю, что как только начнет наша работать ТСК, то и, соответственно, и этот закон тоже будет внесен. Там главное, что тормозит внесение этого закона, это действительно там некоторые налоговые изменения, которые нужно будет внести в налоговый кодекс. Это единственная сейчас проблема, которая есть. В остальном, я думаю, что активного сопротивления депутатов тому, чтобы этот закон был внесен в Верховную Раду, нет. Тогда по срокам, когда может собраться ТСК, о которой вы говорите? Смотрите, сейчас мы сегодня уже не в первый раз подаемся на регистрацию. Я очень надеюсь, что все-таки все будет в порядке, нас зарегистрируют. И я так думаю, что ТСК будет проголосована депутатами Верховной Рады до второй нашей трагической даты. Это именно тот псевдореферендум, который проходил на территории Крыма, и потом принятие Путиным Крыма в состав Российской Федерации. Я думаю, что до этой даты уже ТСК будет проголосована и начнет свою работу. Уже первое заседание ТСК будет. То есть до середины марта, скорее всего? Я думаю, что да. Если нам не завернут опять в очередной раз нашу постанову про создание ТСК. Я же говорю, что это был достаточно долгий, очень трудный процесс, и постоянно с какими-то там неувязками, постоянно с какими-то поправками, то в тексте, то в людях, то, в общем, короче говоря, очень сложный процесс, и я понимаю почему, потому что очень большое сопротивление есть среди
и тех фракций, и тех, скажем, заинтересованных лиц, которым не хочется, чтобы это ТСК было создано и чтобы расследование состоялось, поскольку это затрагивает их интересы в том числе. Благодарю вас за включение. С нами была Елизавета Богуцкая, народный депутат Украины от фракции «Слуга народа». А у микрофона для вас этот час работал Рустем Халилов. Мы продолжаем наш крымский марафон. Не переключайтесь, дальше будет интересно. Абсолютное большинство крымчан хотели, чтобы Крым вошел в состав Российской Федерации. Так утверждают лояльные Кремлю СМИ и российская государственная пропаганда. Но действительно ли это так? 18 марта 2014 года. Кремль. Президент России выступает перед российскими политиками. Владимир Путин говорит о доброй воле крымчан, которые абсолютным большинством высказались за присоединение к России. 17 марта в Крыму состоялся референдум. Он прошел в полном соответствии с демократическими процедурами и международно-правовыми нормами. В голосовании приняло участие более 82% избирателей. Более 96% высказалось за воссоединение с Россией. 26 февраля 2014 года на митинг возле Верховной Рады Крыма собираются от 2 до 4 тысяч пророссийских активистов. На некоторых митингующих георгиевские ленты, в руках у них флаги России. Участники акции высказываются в поддержку бойцов «Беркута», участвовавших в событиях на Майдане в Киеве, осуждают условных бандеровцев, требуют сохранения русского языка в Украине и скандируют «Россия». Такова картинка, представленная некоторыми российскими СМИ. Но она не полная, в ней не хватает другой стороны. В этот же день, в то же время и в том же месте собирается и другой митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Митингующих около 10 тысяч. Они держат в руках украинские и крымско-татарские флаги. Но сторонники территориальной целостности и евроинтеграции Украины собирались и раньше. 24 ноября – начало Крымского Евромайдана. В этот день крымские активисты публично заявляют о том, что они поддерживают студентов, избитых в Киеве бойцами «Беркута». Они рисуют баннеры «Крым выбрал ЕС» и поют гимн Украины. Сперва украинские активисты проводят митинги на площадях в Крыму, позже помогают координировать иностранных журналистов и поддерживают украинских военных, вспоминает координатор Крымского Евромайдана Александра Дворецкая. Для меня Евромайдан начался, в принципе, с первых дней протестов ноября 2013 года. И я помню такие акции солидарности крымчан, на самом деле, с первых дней. В день разгона студентов на Киевском Евромайдане мы проснулись утром в Симферополе, увидели эти новости и решили выйти на площадь Ленина, на центральную площадь и каким-то образом высказать свое отношение. Мы собирались такой небольшой компанией, наверное, большей части людей будут известны такие люди, как Саша Кольченко, или Гена Афанасьев, или Олег Сенцов. И обсуждали, а что же мы будем делать на следующий конкретный день. У нас было несколько задач. Каждый иностранный журналист, который приезжает, должен иметь какого-то фиксера, переводчика. Также мы старались координировать, чтобы несколько камер были под каждой военной частью. С одной стороны, журналисты сами выбирали, но с другой стороны, у нас был и запрос от военных, которые говорят, вот у нас есть, видим, какая-то активность пророссийских сил, пожалуйста, помогите нам осветить. Своего пика проукраинские акции достигают в феврале 2014 года. 23 февраля в Крыму проходят митинги памяти национального героя крымских татар Намана Челебиджихана. Вот как об этом вспоминает глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Подавляющее большинство размышляло о условиях, как в Украине будет развиваться демократическое общество. И здесь можно просто хотя бы вспомнить 23 февраля, грандиозный митинг в годовщине это памяти Намана Челебиджихана. И
В 2014 году такой митинг был назначен и в Севастополе, и в Симферополе. И на этом митинге в Симферополе, где собралось более 15 тысяч людей, и люди говорили о том, что наконец-то в Украине есть все шансы для того, чтобы состояться таким европейским демократическим государством. 23 февраля это уже было время, когда было очевидно, что режим Януковича пал, и в Киеве приходят к власти демократические силы. Режиссер Олег Сенцов, которого арестуют в мае 2014 года и продержат в заключении в России больше 5 лет, говорит, что сопротивлялся российской аннексии Крыма потому, что не мог по-другому. Мы сопротивлялись, потому что не могли не сопротивляться. Был первый Майдан, но я не ездил на него, только поддерживал, как говорится, удаленно, следил, смотрел. То есть это уже были первые ростки, к этому постепенно приходишь, да. То есть у меня никогда не было, не то чтобы активная гражданская позиция, у меня была активная человеческая позиция, какие-то принципы, по которым я живу, да. И я обнаружил, что принципы, по которым я живу, Украина тоже хочет жить. В этом мы совпали. И тогда я ощутил себя гражданином этой страны, как многие там. Я такой не единственный, то есть я много читал таких выражений, что многие тогда ощутили себя на самом деле украинцем, гражданином своей страны, ответственны за ее будущее и за нее. Координатора Евромайдан Крым Андрея Щекуна российские силовики выкрали и пытали в подвале Симферопольского военкомата за его проукраинскую позицию. Щекун подчеркивает важность того, что крымчане сопротивлялись российской аннексии полуострова. Той спротив, який ми робили після 27 лютого, він сьогодні є і зафіксований і в інформаційному плані, і для правоохоронних органів. Ми зробили тоді досить серйозну річ і показали, що в Криму є не тільки за Росію, які чекали так руську звану весну, а є проукраїнські сильні позиції. Планували звалити пам'ятник Леніна. Я до сьогоднішній день жалію, що ми все-таки не дожали десь и не звалили цього супостата. 26 февраля в Украине и во всем мире проводятся акции, дискуссии, форумы, митинги, шествия в поддержку крымчан и территориальной целостности Украины. В январе 2020 года депутаты Верховной Рады Украины, среди которых Ахтем Чайгоз и Рустем Умеров, обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой установить 26 февраля официальным днем сопротивления Крыма российской оккупации. В эфире радио «Крым Реалии» марафон «7 лет сопротивления Крыма». «7 лет сопротивления Крыма». В эфире марафон радио «Крым Реалии». Звоните в эфир 8 800 10 06 926 и поделитесь своим мнением на этот счет. Радио «Крым Реалии» слушайте на 648 АМ в Крыму. На сайте «Крым Реалии» много новостей. А также вы можете подписаться на страницы «Крым Реалии» практически во всех соцсетях. Что сегодня происходит на полуострове? Как Украина отстаивает права своих граждан в Крыму? Об этом мы поговорим далее в эфире. С вами Тарас Ибрагимов. По данным Крымской правозащитной группы, в 2020 году в местах лишения свободы в рамках уголовных дел находилось 109 человек, преследуемых Россией по религиозным и политическим мотивам. За первые 2 месяца 2021 года эта цифра увеличилась до 114 человек. Последний раз политзаключенных освобождали в сентябре 2019 года. Тогда, 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся обмен по формуле 35/35. В Украину вернулись 11 политзаключенных и 24 украинских моряка. Важно уточнить, что политзаключенными их признал Российский правозащитный центр «Мемориал», а также ряд украинских правозащитников. Подавляющее большинство крымчан преследуется по делам о причастности к организации Хизбут Тахрир, которую Россия считает террористической и запретила решением Верховного суда России в 2003 году. Так, 17 февраля российские силовики снова провели обыски по делам Хизбут Тахрир. Тогда задержали 6 крымчан по обвинениям причастности к этой организации. Это Ленур Сейдометов, Тимур Елкабов, Азамат Юпов, Ешар Шихаметов, Эрнест Ибрагимов и Олег Федоров. В тот же день суд отправил их в СИЗО.
В этой связи Human Rights Watch снова заявила, что российские власти с неослабевающей силой преследуют крымских татар за одно лишь мирное непризнание ими российской оккупации полуострова с 2014 года. Десятки человек, по заявлению неправительственной организации, в настоящее время отбывают необоснованные и запредельно суровые приговоры по делам о преступлениях террористической направленности исключительно за выражение религиозных или политических взглядов. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, комментируя обыски в тот день, заявила, что действия российских силовиков нарушают презумпцию невиновности, права на свободу и личную неприкосновенность, а также на правовую помощь. Итак, я напомню, 114 человек находятся в российских тюрьмах по религиозным и политическим мотивам. Естественно, что важнейшим приоритетом в этой связи является защита прав политзаключенных и вопросы их освобождения. Об этом и не только мы будем говорить с нашим первым спикером, уполномоченной по правам человека Верховной Рады Людмилой Денисовой. Людмила Леонтьевна, здравствуйте и спасибо, что нашли возможность подключиться к нашему эфиру. У меня первый вопрос. Вы регулярно публикуете сообщения в своем телеграм-канале и на Фейсбуке о том, что обращаетесь к вашей российской коллеге, уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой. Например, вчера вы обратились к ней с требованием отреагировать на нарушение прав заключенного в СИЗО Лефортово крымчанина Ивана Яцкина. Есть ли реакция со стороны офиса Татьяны Николаевны на ваше обращение? И как в целом вы описали бы рабочую коммуникацию украинского и российского офисов омбудсменов? Безусловно, коммуникация есть, но она затруднена чем? Что мы получаем ответы на наши запросы не так, как, например, у нас установлено законодательством, что в течение месяца или 45 дней можно получить ответ. Тут усложняется тем, что все ответы на мои письма проверяют соответствующие органы в офисе уполномоченного. Почему я делаю такой вывод? Что, например, я же пишу практически каждый день, обращаюсь к Татьяне Николаевне. Даже если мы созваниваемся, если какие-то такие уже очень жесткие случаи, мы созваниваемся и можем сразу обменяться какой-то информацией. Но если мы пишем письма, то, например, в течение полугода написали количество писем до 30, потом к нам приходит 30 ответов. То есть это можно сделать вывод тот, что они прочитываются, поскольку они-то... написано что по календарным, что в течение месяца мне дают ответ, но я получаю его физически гораздо позже. И поэтому мы сделали такую же коммуникацию, установили, во-первых, с теми исправительными колониями, где отбывают наказания наши граждане, и с уполномоченными по конкретным объектам федерации. То есть, если у нас сидит Штыбликов в Омске, находился в Омске, в последнее время его перевели, то мы пишем по Омской области уполномоченному. Или Башкортостан. То есть мы обращаемся непосредственно туда, и ответ получаем гораздо быстрее, и реагирование на наши запросы, на мои личные запросы происходит гораздо быстрее. Но надо сказать, что ответ у Татьяны Николаевны практически одинаковый. Во-первых, считают, что наши граждане Украины, которых незаконно задержали в Крыму, они граждане России. И она каждый раз мне, отвечая на мой вопрос, она пишет, что гражданина России такого-то содержат в соответствии с правилами заключения, которые утверждены Российской Федерацией. То есть, да, она отвечает, но я-то запрашиваю по гражданам Украины. Но и, безусловно, что все нормально. Но, например, это такой интересный факт. Александр Шумков отбыл наказание, освобожден. И вернулся, и уже находится в Украине, в городе Киеве, я с ним встречалась. Недавно, совершенно на этой неделе, я получила письмо от Татьяны Николаевны на запрос мой, который делала еще, в конце года 2020-го, о том, что к Саше были применены пытки, и ему были нанесены физические повреждения. Она мне написала, что да, идет следствие в отношении этих действий, в отношении Александра Шумкова. То есть это говорит о том, что не очень развита система, в том числе и контроля, если даже они считают, что это граждане России, по отношению к ним. В России не ратифицировала факультативный протокол против пыток. У них нет национального превентивного механизма, который есть в Украине, и который действует, и который мы делаем превенцию по этим пыткам.
Не всегда это получается, и руководители колонии все равно там какие-то действия проводят. Но в России даже этого нет. То есть вот это усложняет, безусловно, отсутствие таких полномочий у Москальковой, которые есть у меня. Но и тем не менее, просто права политзаключенных вот в местах пенитенциарных учреждениях, будь то СИЗО, колония, постоянно нарушаются. Там вот яркий пример Теймур Абдуллаев, который уже более 200 дней находится в карцере. Это фигурант дела Хизбут Тахрир Симферопольского в колонии в Башкортостане. Уже этапирован. И вот все-таки эта коммуникация с региональными омбудсменами, с Татьяной Николаевной, она все-таки имеет какой-то эффект? Вот если вы, допустим, там говорите, вот права Теймура Абдуллаева, пускай даже вы считаете его гражданином Российской Федерации, хотя у него есть украинский паспорт, систематически нарушаются, вне зависимости от того, какой у него паспорт. Потому что, ну, его вот абсолютно незаконно, необоснованно отправляют в карцер не по каким-то надуманным причинам, очевидно, объективно надуманным причинам. И вы, например, вот обращаетесь к ней, и как-то это, ну вот она говорит, ну да, здесь действительно нарушение, давайте разбираться и как-то ну, реагировать на эту ситуацию. Ну, смотрите, что касается Теймура Абдуллаева, да, он уже 270 дней находится в ШИЗО. Неоднократные все письма мои, и в том числе звонки, заканчивались тем, что он нарушает режим и поэтому находится в ШИЗО. Я обратилась и в СИН, и в ФСБ для того, чтобы мне дали возможность навестить наших граждан, которые как раз находятся в исправительных колониях в Башкортостане. Я знаю непосредственно от наших заключенных, наших граждан, от заключенных, которые находятся там, что действия по подготовке моего визита были проведены. Они написали даже заявление о том, что они отказываются от одного визита их родственников для того, чтобы встретиться с уполномоченным. Но и я знаю, что такие соглашения уже, ну, то есть такое разрешение уже обсуждалось, и на уровне соглашений там чиновников происходило. Но в условиях ковид можно въехать в страну Российской Федерации только с разрешения их уряда. И поэтому я знаю, что такие действия происходили. Но потом усложнение в политической ситуации между нашими странами отношений опять отложили на неопределенный период. Я написала нашим гражданам, что вот так случилось, но я продолжаю борьбу и снова обратилась, чтобы они мне все-таки дали ответ и дали ответ положительный. То есть, что можно в результате сказать? Что, конечно, когда это касается здоровья и кому-то не сделали какого-то необходимого обследования, каких-то анализов, и нужно обязательно, что у нас есть подозрение, что там есть ковид, есть реагирование. Реагирование такого плана, что они мне пишут, что они их обследовали, что они им все померили, что они сделали тесты, никаких нарушений нет, или кому-то там сделали какие-то манипуляции. Безусловно, это есть. Но когда это касается размещения их, наших граждан в штрафных изоляторах, ответ один. Они нарушили правила этих колоний. Мы сами проверить это не можем, к сожалению. Конечно, боремся, призываем все мои, какие встречи с международными мониторинговыми миссиями, с послами, вчера с координатором ОБСЕ, проектов ОБСЕ. Я всегда говорю про это, чтобы то давление, которое проводится на Российскую Федерацию, и в том числе проводилось, указывая определенные фамилии, в том числе и Муслима Алиева, и Теймура Абдуллаева, и всех наших ребят. Вы вот еще в октябре направили запрос Татьяне Николаевне о том, что хотите осуществить визит в Крым, и в СИЗО, и в колонии. То есть планируется ли все-таки, вот вы уже затронули эту тему, планируете ли вы все-таки как-то довести это дело до конца и все-таки поехать в Крым с визитом, и чего вы ожидаете от такого визита? То есть понятно, что, допустим,
Ну, приедете вы, посмотрите, и, возможно, там администрация колонии или СИЗО будет себя вести более как-то, ну, там, по правилам и не нарушать права, очевидно, да, права украинских политзаключенных, но потом все вполне вероятно может вернуться вот как бы обратно в тот же режим вот постоянных нарушений прав человека. То есть какой эффект, вот вы думаете, этот визит может по себе иметь? Ну, смотрите, когда в октябре месяце я выступала на комитете по правам человека ПАРЕ, то я сказала о нарушениях наших граждан, нарушении прав и просто издевательствам, которые они подвергаются в следственном изоляторе города Симферополя, и там в колонии у нас 2 осужденных отбывают наказание. Но еще на что Татьяна Николаевна на этом же заседании заявила, что ну так пусть Денисова сама поедет и посмотрит, как они там. Используя это, я сразу обратилась к Татьяне Николаевне, что прошу содействовать моему визиту. Мы можем его сделать одновременно с вами, Татьяна Николаевна, и посмотреть все-таки, как, что с правами наших граждан, которые содержатся в этих следственных изоляторах. До сих пор ответа нет. Не ответила. Ответа нет. То есть сказать сказали, сделать нельзя. Все ограничения по визитам, они сейчас аргументируют тем, что есть COVID-19. А как вы оцените перспективы? Все-таки вот как думаете, получится все-таки поехать в Крым? Еще раз, мы будем добиваться этого. Но те ограничения, которые сегодня существуют по въезду в Российскую Федерацию, только через решение отдельное правительства Российской Федерации, они, к сожалению, распространяются и на Крым. Поэтому, вот вы говорите, чего вы ждете? Жду того, что если меня туда пустят, и я все-таки смогу, и в том числе Россия выполнит резолюцию ООН, да, о том, что допустить уполномоченного до всех, в том оккупированных территорий, до наших граждан, то я, во-первых, смогу зафиксировать эти нарушения. И уже говорить не со слов наших адвокатов, родственников или через письма наших заключенных. Полевой мониторинг. Да, буду более уже аргументированно говорить про нарушения. Да, вы правы тут, что, например, когда я обращаюсь непосредственно в исправительную колонию, мне потом на 7 листах пишут, что мы этому сделали то. Вы знаете, вот после того, как наши граждане вернулись, да, наши ребята, вот тот обмен последний, который был в 2019 году, 7 сентября, они рассказывали, как колония реагирует на мои письма. Они говорят, вот твоя Денисова опять написала. Ах, у тебя тараканы, сейчас мы их уничтожим. То есть можно у них спросить, что это действительно есть реакция. Да, конечно. Потом снова что-то возвращается в общую плоскость. Но мы же снова пишем. И мы снова про это говорим. И им не комфортно от этого. Поэтому мы будем продолжать борьбу на защиту прав наших граждан, которые там находятся. А сегодня это 114 человек. Из них 99 Российской Федерации и 15 это в Крыму. И мы будем добиваться их восстановления в правах и освобождения. Освобождение. Я не могу не затронуть эту тему, и вы уже частично ее упомянули, обмен 2019 года. Почти 2 года прошло, и я помню, тогда в аэропорту я задавал вопрос Владимиру Зеленскому, президенту Украины. Он сказал, что мы будем работать очень быстро и усиленно по этому вопросу. Я его спросил, сколько времени пройдет для того, чтобы произошел второй обмен, это год, 2, 3, сколько нужно времени для этого. Он сказал, нет, мы будем будем заниматься этим очень быстро, ускоренно и постараемся максимально быстро вернуть украинских политзаключенных домой. То есть хотелось бы даже как минимум услышать ваш комментарий. Ведется ли работа по обмену украинскими политзаключенными? Вы понимаете, что Российская Федерация связала все проведения освобождения заключенных с Минским процессом. На сегодняшний день, практически, я бы сказала так, что заморожены переговоры по поводу будь каких обменов.
У меня есть вот, такие ощущения и такая информация, которую распространяет Резников, что все усложнилось в связи с, в том числе, геополитикой и геополитическими процессами, которые идут между Украиной и Россией. Поэтому, да, безусловно, президент, офис президента, Ермак, Резников, на всех площадках они добиваются того, что возвращения наших граждан. Но, к сожалению, возвращение граждан наших не зависит ни от так званых ОРДЛО, не зависит от моей работы и работы Москальковой, а зависит только от воли президента Российской Федерации. Ну, это политическое решение однозначно. Да. Как оно было принято и в сентябре 2019 года. Большое спасибо вам за комментарий, за то, что нашли возможность подключиться к нашему эфиру. Это была уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. К нашему эфиру присоединяется один из ключевых адвокатов Крыма, Лилия Гемиджи, которая занимается делами, в частности, в подавляющем большинстве, делами Хизбут Тахрир. Лилия, доброе утро и спасибо, что нашли возможность подключиться к нашему эфиру. Доброе утро, Тарас. Приветствую всех слушателей. Спасибо вам за предоставленную возможность выступить. Лиля, 80 человек по делам Хизбут Тахрир преследуются на территории Крыма. Это подавляющее большинство. В основном, вот по данным Крымской правозащитной группы, в целом 114 человек лишены свободы по религиозным политическим мотивам. Из них 80 человек это по делам Хизбут Тахрир. Сегодня эфир вот в рамках марафона, да, мы пытаемся как-то вот какие-то ключевые тенденции выделить вот с правами человека в Крыму. И очевидно, что дела Хизбут Тахрир, они ключевые в Крыму. Как бы вы оценили вот практику и работу по этим делам за последний год, например? Но действительно, дела Хизбут Тахрир — это, наверное, знаковые дела, в том числе и для Крыма, как и для всей материковой части. Во-первых, то мирное, скажем, сопротивление, которое зародилось в связи с религиозным преследованием в Крыму, это крымская солидарность, она разрослась до невероятных масштабов, это движение, и, собственно, наверное, явилась, образно говоря, прародителем родительской солидарности, которая зародилась на материковой части Российской Федерации, где мамы уже осужденных и привлекаемых людей по Хизбут Тахрир сплотились и тоже решили вести борьбу. До этого дела Хизбут Тахрир, они были достаточно токсичными, и за них не только не хотели браться адвокаты, о них вообще не хотели говорить. Сейчас есть широкий, скажем, общественный резонанс в этих делах, и люди понимают, что дела, которые идут под меткой Хизбут Тахрир, они никоим образом не связаны с терроризмом и не затрагивают права других людей, а наоборот, те, кто преследуются за участие в Хизбут Тахрир, преследуются именно по религиозному признаку. И, как рассказывала одна из женщин, арестованных по такому делу, когда сотрудники силовых структур ворвались в дом с обыском, они друг другу говорили: не ищи оружие, ищи книжки. Это является очень показательным для этих дел. И можно фиксировать то, что в последнее время на каждом обыске подбрасывается литература Хизбут Тахрир и подбрасывается в такие места, где она априори содержаться не может, так как в литературе Хизбут Тахрир содержатся коранические тексты, и независимо от того, является ли человек придерживающими взглядов Хизбут Тахрир, либо наоборот полностью отрицающими, но никогда мусульманин не будет складывать книги с кораническими текстами в какие-то, скажем так, отхожие либо нечистые места, как, например, ванную комнату, либо под коврик, либо еще где-то. Это нужно четко учитывать. Вот при последних обысках, которые состоялись 17 числа
зафиксировали факт, ну, вообще грубого подброса. То есть, если раньше разбредались по комнатам и старались сделать это незаметно, несмотря на то, что вот, ну, литературу подбрасывали в такие очень странные места, в этот раз ворвался сотрудник, первый попавшийся же в шкаф в коридоре забросил литературу на глазах у жителей, и, собственно, потом начали следственные действия. Но вопрос не в том, то, что подбрасывают эту литературу, вопрос не в том, читают ли и изучают ли литературу те, кто сегодня привлекаются по этим делам. Необходимо возвращаться к истокам, что нет ни одного приговора за какие-либо террористические действия или за действия, которые подпадают под закон о терроризме в отношении членов Хизб ут-Тахрир. И это должно быть основой. Невозможно осуждать людей только за то, что они читают или обсуждают книги, которые условно не ложатся в политической плоскости противоречия. То есть здесь должна быть реакция, ну, точно не уголовного преследования. Это должно быть обсуждение этих идей, противопоставление контраргументов, которые изложены в данных книгах, но изучение книг не может быть уголовно преследуемым. Ну, как минимум, должна меняться практика, да, вот там обсуждать, это террористическая организация, экстремистская, или вообще она не запрещена, как в Украине, например, и многих странах мира, да, то есть здесь должна быть дискуссия. А как бы вы оценили эту, вот, ну, скажем так, перспективы такой дискуссии, перспективы того, что России может поменяться практика по делам Хизб ут-Тахрир? Я думаю, дискуссия, в первую очередь, ее нужно запланировать и осуществить, и в рамках обмена мнений уже приходить к какому-то итоговому решению. На основе этого итогового решения необходимо менять действующее законодательство Российской Федерации и признавать людей, которые находятся в колониях, в следственных изоляторах, как тех, которых незаконно преследовали. Если бы был хотя бы один приговор, который бы свидетельствовал о насильственных действиях, было бы еще, скажем так, понятно, почему государство занимается преследованием. Но когда таких приговоров нет, это абсолютно незаконное преследование. И я хочу привести небольшой пример. Это, скажем, пример из одного из судебных заседаний, которое происходило по продлению срока содержания в следственном изоляторе в отношении одного из моих подзащитных, Руслана Сулейманова. И в качестве обоснования того обвинения, которое предъявлено Руслану Сулейману, это в том числе и попытка захвата власти в Российской Федерации, приводилось заключение, лингвистико-религиоведческое заключение. Так вот, в заключении было сказано, в этом экспертном заключении было сказано, что действий ни прямых, ни косвенных, направленных на насильственных действий, ни прямых, ни косвенных, не содержалось при изучении литературы, при общении и при разговорах, которые были отправлены на прослушку. И это абсолютно не вяжется с тем, что статья 278, которая вменяется моему подзащитному, это действие исключительно насильственного характера. Когда я обратила внимание суда на этот факт, суд со мной, скажем так, согласился, мимикой показал, что он со мной согласен, пожал плечами, но срок содержания под стражей продлил и оставил Руслана под стражей, и сейчас он этапирован в Ростов. Этап в город Ростов-на-Дону является отдельной темой в отношении наших политузников, когда их насильственно вывозят с территории Крыма, помещают в нечеловеческие условия. Буквально вчера мы с коллегами посетили несколько политзаключенных, которые содержатся в следственном изоляторе номер 3 города Новочеркасска, и мы узнали о тех ужасных условиях, в которых содержатся там наши ребята. А могли бы уточнить, кого именно вы посетили? Да, мы посетили
Сервера Мустафаева, экс-координатора Крымской солидарности, Рустема Мирусинов, Арсен Абхаиров, это фигуранты красногвардейской группы, это больной пожилой человек из Белогорской группы Энвер Умеров, это фигуранты второй бахчисарайской группы. Это все люди, которые политзаключенные, по которым уже вынесены приговоры. Да. Тут важно уточнить, что они уже... Асанов, Тимур Ибрагимов и Немет Белялов. Это вот всех, кого нам удалось посетить вчера. Но необходимо отметить вот те нарушения, которые были зафиксированы вчера. Во-первых, нельзя говорить о том, что мы общались с нашими подзащитными конфиденциально. Прикрываясь карантином, нам предоставили общение в комнатах для свиданий. Это общение через стекло, через телефон. Мы сидели в такой близости друг от друга, что мы не могли передавать конфиденциальную информацию. Вместе с нами присутствовали другие адвокаты, следователи, абсолютно по другим делам. Они слышали все. Более того, мы получили замечание, что мы разговаривали со своими подзащитными на крымско-татарском языке, что в следующий раз нам надо разговаривать на русском. Также мы пытались получить от них опрос об условиях содержания. И когда работники следственного изолятора поняли, какие сведения мы сейчас получаем от наших подзащитных и как эти сведения будут использоваться в дальнейшем, данные опросы не только... Мы не могли передавать документы, так как между нами было стекло, и приходилось передавать документы через работников следственного изолятора. Так вот, они перестали передавать эти акты опроса, которые мы просили заполнить наших подзащитных, и те уже заполненные, которые были, они просто-напросто изъяли. Изъяли акты опроса моего коллеги Эмиля Курбединова. Он расценивал, он и заявил об этом сотрудникам следственного изолятора, что это не что иное, как кража документов, составляющих адвокатскую тайну. И что меня, например, очень поразили условия содержания Рустема Мирусинова. Он содержится в ужасных условиях. И даже унитаз, который расположен в камере, он разбит наполовину, то есть пользоваться им невозможно. Ну и, соответственно, все эти запахи, которые исходят, они разносятся по камере, это удушающе воздействует на его организм. Тем не менее, все остальные фигуранты, кроме это Сервер Мустафаев, это Тимур Ибрагимов, это Энвер Умеров, они находятся под постоянным видеонаблюдением, содержатся одни. Лиля, а вот есть... Да. Смотрите, вот вы рассказали о том, что посетили политзаключенных, по которым уже вынесены приговоры. Большинство политзаключенных, есть такая тенденция, которую мы наблюдаем по делам Хизбут Тахрир, их этапируют для отбывания наказания в колонии Республики Башкортостан. И я в свое время общался с представителем правозащитного центра «Мемориал», и вот почему такая тенденция, почему их отправляют в Башкортостан, и там систематически нарушаются, если сравнивать с другими колониями, там более суровые содержания и больше нарушений, рассказывают сами политзаключенные, это в том числе Тимур Абдулаев, которого мы упоминали в разговоре с Людмилой Денисовой. Есть ли уже понимание, куда этапируют этих политзаключенных, которых вы посетили? Пока понимания нет, куда этапируют, это станет уже известно после рассмотрения наших апелляционных жалоб, но я могу предположить, что, скорее всего, их также отправят в Башкортостан. Во-первых, это очень далеко от дома, это затрудняет приезд адвокатов, которые вели их дела с момента предварительного расследования. Это затрудняет приезд семей, то есть это затрудняет мониторинг той ситуации, которая происходит в колонии, с учетом того, что ограничивают в официальных звонках. Но, и опять-таки погодные условия, к которым крымчане не привыкли, это холод, и это очень пагубно, скажем так, отражается на их здоровье. И необходимо отметить, что нарушения, нарушения башкирские колонии приписывают очень много, и в отношении Тимура Абдулаева я просто могу, наверное, часами перечислять, сколько сделал мой коллега Эмиль Курбединов, какие запросы он писал, где обжаловал.
И это нарушения, которые просто пишутся, о которых наши подзащитные даже не знают и узнают по факту уже после, скажем так, применения более жестких мер. Вот нарушения, кстати, начинаются еще на этапе содержания в следственном изоляторе. Буквально недавно мне стало известно, я сделала запрос и просила сделать аналогичный запрос своего подзащитного Сервера Мустафаева о количестве нарушений, которые были за время содержания в СИЗО. Мой запрос следственный изолятор города Новочеркасска проигнорировал. На сегодняшний день ответа я не получила от следственного изолятора. А Серверу они выдали бумагу, которая без печати, в которой указаны его нарушения за время пребывания в следственном изоляторе номер 1 города Ростова-на-Дону. Так вот, о якобы нарушениях в следственном изоляторе номер 1 он узнал исключительно из этой бумаги. И сколько бы этих нарушений было, порядка 8, по другим фигурантам Бахчисарайской группы доходило до 18 и более нарушений. В чем заключались эти нарушения, нам до сих пор остаются неизвестными. Есть просто сухая, скажем, статистика, что такого-то числа был получен выговор. Мы сейчас намерены обжаловать действия следственного изолятора номер 1 города Ростова-на-Дону. И Сервер уверен в том, что эти нарушения, они были написаны. Есть определенная процедура, и эта процедура не соблюдалась. То есть, когда выносится какое-либо нарушение, об этом объявляется лицу, содержащемуся в следственном изоляторе, под роспись. И вот эта процедура точно не была соблюдена, но тем не менее это, скажем так, накопительный эффект, это тот бэкграунд, который перед этапированием в колонию приобретает человек, содержащийся в следственном изоляторе, и в количестве, впоследствии количество тех нарушений, которые есть у него, скажем так, в личном деле, будет играть роль при принятии каких-либо решений уже непосредственно в колонии. То есть, вот у тебя-то ты являешься злостным нарушителем, и давайте-ка мы тебя за вот это нарушение обязательно закроем в карту. Да, резюмируя ваш рассказ, можно сказать, что речь идет о дальнейшем давлении даже после приговора, получается. Безусловно, безусловно. Да. Лилия, вот смотрите, вы упомянули вот такую тенденцию, вот если говорить вот тогда более какими-то, скажем так, контекст чуть-чуть шире взять, да, что ранее дела Хизбут Тахрир были токсичными, а сейчас ведется более широкая общественная дискуссия и в Украине, и в России, и международные организации начали реагировать по-другому на преследование по делам Хизбут Тахрир. Я уже цитировал, что последнее заявление Human Rights Watch по последним обыскам 17 февраля, они заявили, что людей преследуют исключительно за выражение нерелигиозных и политических взглядов, и люди отбывают наказание за необоснованные и запредельно суровые приговоры по таким делам. Это заявление международной правозащитной организации Human Rights Watch и Комитет по защите журналистов. Это международная организация многих из арестованных по делам Хизбут Тахрир, в том числе по делу 25, самое громкое, самое большое дело Хизбут Тахрир, это второе симферопольское дело Хизбут Тахрир, которое будет в марте рассматриваться, но ожидается, да, там есть гражданские журналисты. И вот я хотел бы задать вот такой вопрос. Есть один оправдательный приговор, и это всех, мягко говоря, удивило. Это Эрнест Аметов. Ему запрашивали 17 лет, и мы видим тенденцию, что всегда обвинительные приговоры. И тут один человек выходит на свободу в зале суда по делам террористической направленности. Как вы думаете, это результат той работы? О каких тенденциях можно говорить в дальнейшем? То есть мы будем видеть эти обвинительные приговоры и запредельные сроки, или все-таки, может быть, эта практика уже меняется в силу того, что и ведется эта дискуссия, и что вы так усиленно работаете по этим делам? Как бы вы оценили перспективы? Я рассматриваю данный оправдательный приговор скорее больше как политический ход. Объясню почему. Эрнест Аметов с момента задержания заявлял и прописывал в документах, что он не является членом Хизбут Тахрир, и что привлекать его за участие в организации, которая признана в Российской Федерации террористической, является
незаконным и необоснованным. Тем не менее, он находился 3 года в следственном изоляторе. И что, собственно, мы видим непосредственно в том решении, которое вынес Южный окружной военный суд. Они не сказали, что Эрнест Аметов не является членом Хизб ут-Тахрир, и поэтому мы его оправдываем. Они говорят, да, на основе показаний скрытого свидетеля мы пришли там к выводу о том, что ты являлся членом Хизб ут-Тахрир, но ты вышел из этой организации, соответственно, ты подпадаешь под примечание, и мы тебя оправдываем и отпускаем. Это такой некий посыл, что если вы начнете отказываться от принадлежности к данной организации, и если вы начнете, скажем, условно проводить определенную политику в этом направлении... В чем-то соглашаться со следствием, обвинением... Да, мы и не просто соглашаться со следствием, это еще, я думаю, информационная работа, которая должна быть проводиться теми людьми, которые не захотят отстаивать или не захотят соглашаться с предложенным им вариантом. И буквально вот на днях была передача «Истина», в которой снимался Руслан Бальбек, и я наблюдаю за той риторикой, которая была в этой передаче. То есть необходимо работать с людьми, необходимо помогать людям, скажем так, поменять свои взгляды. И был задан такой вопрос журналисткой, как вы смотрите на то, что вот раковую опухоль надо вырезать? И на что был дан ответ, который немножко уже, скажем так, меняется, да, если сравнивать более ранние его выступления по этой теме, что раковую опухоль, это очень если вырезать раковую опухоль, это очень болезненно сказывается на тех, кто рядом. То есть, если переводить на, скажем, такой простой разговорный язык, если посадить тех, кто заявляет о принадлежности или кого подозревают в принадлежности к партии Хизб ут-Тахрир, то это затрагивает большое количество людей, это очень негативно отражается, и, на мой взгляд, это естественно, потому что, несмотря на то, кто какие взгляды исповедует, не притворяясь, скажем, каких-то насильственных действий, противоправных действий, являясь отличными отцами, мужьями, сыновьями, являясь примерами в обществе, являясь предпринимателями, которые, скажем так, вот как Марлен Асанов удостоился награды международного специалиста в области кухни. Люди, которые были активны, которые приносили только лишь пользу в обществу, да. И те, которые сегодня находятся под уголовном преследовании, естественно, не только их семья, но и те люди, которые знали, очень тяжело на это реагируют. И метод вырезания раковой опухоли, он уже не работает. И люди, которые наблюдают за этими процессами, они понимают, что данные дела, они сфабрикованы. И я наблюдала за комментариями, которые были под постом Аксенова уже непосредственно вот после последних обысков и задержаний, и там большинство людей высказывались, что не было на территории Крыма терроризма, и вдруг на тебе террористы появились. О каких террористах можно вести речь, если нет ни одного теракта? И теракт был только лишь в Керчи, и он был сделан не крымскими татарами, не мусульманами. Общество в Крыму начинает понимать, да, что немножко вот здесь все-таки оно начинает приходить к пониманию того, что эти дела сфабрикованы и что обвинения эти, ну, скажем так, надуманные. Спасибо большое вам, Лиля, за комментарий. Это была адвокат Лилия Геминджи, и говорили мы с ней о делах Хизб ут-Тахрир, которые, ну вот, это основной такой массив политических дел в Крыму. 191 ребенок. Такое количество детей осталось без отцов в результате обысков, арестов и посадок по делам Хизб ут-Тахрир, которые являются вот таким главным массивом политических дел. С нами на связи Мумине Салиева, координатор крымского детства, и супруга политзаключенного Сейрана Салиева. Мумине, доброе утро. Здравствуйте. Спасибо, что нашли возможность подключиться к нашему эфиру.
Приветствую всех вас, Тарас. У меня, когда пришло понимание того, что такая организация необходима, и вот чем вы решили вот тогда заняться, ну, то есть вот как вы решили, что нужно создавать такую организацию, нужно помогать этим семьям, которые остались без отцов, нужно помогать этим детям? Конечно же, данная идея, ее возникновение напрямую было связано с арестом моего супруга. Это был октябрь 2017 года. К большому счастью, на тот период уже существовало общественное объединение «Безим Балалар», что в переводе означает «наши дети», которое аккумулировало средства, собранные от народа и от всех неравнодушных людей, и затем уже распределенные между семьями, в частности, между детьми. Но вот когда за супругом закрылась дверь, первое, на кого я обратила внимание, это на своих 4 детей, потому что я четко знала, женщины в лице жен, мам, сами политузники, это уже взрослые, сформированные люди. Более того, это такое сильное поколение, которое непременно преодолеет все трудности и последствия. Но вот дети – это та категория лиц, которые, на мой взгляд, более ущемлены и тяжело переносят последствия увиденной картины, когда их папа, самый лучший, самый любимый, лежит на полу в наручниках, и люди, которые, на взгляд детей, должны арестовывать преступников и бороться со злом, они забирают их отцов. Это тяжело вместить в свое маленькое детское мышление, очень сложно адаптироваться к этому и сложить в своей голове правильную картинку и психосоматически, и физиологически с этим дальше жить. Поэтому возникла вот такая идея, чтобы структурировать ту помощь, которую я увидела в первые недели от своих преподавателей в университете, от педагогов, от воспитателей, от психологов, которые всячески начали предлагать свою помощь в деле развития детей, потому что на октябрь 2017 года, когда произошли массовые обыски в Бахчисарае, цифра детей приблизилась к цифре 100. Среди арестантов был мой супруг, это многодетный отец, Сервер Зикиряев, это отец 13 детей, Марлен Асанов, отец 4 детей и так далее. То есть это многодетные отцы, и цифра 100, она на самом деле очень сильно ударила по общественности, по интеллигентной прослойке народа. И мне казалось, что самое правильное – это вот структурировать данную инициативу людей, помощь в одну такую площадку, платформу, которая будет систематически работать с детьми политузников в различных мероприятиях, в тренингах. Да, вот мне интересно узнать, вот с чего вы начинали и к чему пришли по состоянию на сегодняшний день, в чем заключается, вот как вы работаете, вот в частности, с детьми? С самого начала мы ежемесячно собирали детей на наши детские мероприятия. Это были и кафе, и фермы, и различные центры, которые нам предоставляли люди в лице предпринимателей, бизнесменов, рестораторов, потому что для таких объемных мероприятий требовались большие площади помещений. И вот такие систематические ежемесячные встречи, на которые приезжали педагоги, воспитатели, психологи, и в процессе разделения детей на возрастные группы педагоги работали с ними в направлении различных мастер-классов, потому что это тот профиль, который непосредственно развивает в детях моторику, успокаивает их психологическое состояние. Это различные научные у нас сегменты были, опыты и в химии, и по физике, и в частности журналист, физик Руслан Сулейманов. Это тот человек, который работал в этом направлении, но сегодня он уже содержится в СИЗО.
и ряд других активистов, преподавателей. Это первый из Крыма, я приехали. напомню, и уже намечено рассмотрение на март по делу Руслана. У меня еще вот вопрос. Я когда в Крыму работал, общался с семьями политзаключенных, мне многие мамы рассказывали о том, что ну, вот такую картину наблюдали, например, что дети начинали играть в суды, дети начинали играть в обыски, в аресты. Вот удается ли, то есть какие вы видите проблемы у детей, которые возникают после того, как их отцы оказываются в тюрьмах по политическим мотивам, и удается ли помочь детям? Конечно же, знаете, ситуация очень сложная. Лично для меня она болезненная, видеть все эти проявления. Одна из первых семей, и в частности дети, которые пострадали явно, это дочери Руслана Зейтулаева, это первая севастопольская группа в Крыму. Они очень сильно замкнулись в себе, и требовалась очень длительная работа с психологами, с профессиональными психологами, которые приезжали к ним домой и работали с детками. Конечно же, это дети Резы Амерова, где фактически из одной семьи забрали всех мужчин. Это и отец детей, соответственно, Резы Умерова, это их дедушка, это их дядя, это их зять по линии тети. И на глазах у старшего сына Резы Умерова, Имрана, когда у его матери началась родовая деятельность на 8-м месяце беременности во время обыска, и он наблюдал эту картину. И по сей день, вот со слов мамы, он очень тяжело это переносит, и тоже требуется квалификационная помощь. Это и дочери, последние у нас предпоследние июльские массовые обыски религиозного деятеля Исмета Ибрагимова, когда одна дочь после обысков начала просто таять на глазах и терять вес, а другая, наоборот, стала ощущать чувство постоянного голода. И, конечно же, это требует медицинского вмешательства. Это сын Сервера Мустафаева, это другие мальчишки, которые, когда играют в лего, они имитируют построение СИЗО, следственных изоляторов, построение тюрем, как они пытаются вот спасти своих пап, их детские игры, когда они изображают, как ФСБ вламываются. Получается ли помочь этим детям? Вот как-то, ну, все-таки их стабилизировать, их психику? Опять же, на мой взгляд, я считаю, что получается, потому что по истечению времени, конечно, это не быстро, это даже не измеряется в месяцах, это работа и в полугод, и год, когда систематически в работе с врачами, с психологами и с педагогами мы наблюдаем такую тенденцию, что нам удается вот вытащить детей из вот такого коматозного, сложного состояния и дать им возможность, несмотря на такой сложный вакуум и стресс, расти полноценными детьми, чтобы в будущем это было достойное поколение крымско-татарского сообщества. Большое спасибо вам за ваш комментарий, за ваше включение. С нами на связи была Мумине Салиева, жена политзаключенного Сайрана Салиева, координатор проекта «Крымское детство». Мы с ней говорили о том, удается ли помочь детям политзаключенных, оказать им психологическую и другую помощь. Я напомню, что в эфире марафон радио Крым Реалии. Вы можете дозвониться к нам в эфир 8 800 10 06 926. В этом блоке мы говорим, в студии для вас работает Тарас Ибрагимов, мы говорим о правах человека, можно ли помочь как-то крымчанам, которые оказываются под политическим преследованием со стороны российской власти. С нами на связи подключается к нашему эфиру Евгений Ярошенко, аналитик Крым-СОС. Евгений, добрый день. Добрый день. Евгений, вот что видят украинские правозащитники? Крым-СОС — одна из ключевых организаций, которая наблюдает за правами человека в Крыму с момента аннексии в 2014 году. Какие вот тенденции вы наблюдаете за последний год? Да, вы правильно заметили, что Крым-СОС — это одна из ведущих организаций, которая занимается и следит за всеми событиями, которые в Крыму происходят. Вот завтра будет 7-я годовщина, как наша организация была создана. Это 27 февраля, это трагический день, когда так называемые зеленые человечки захватили
здания крымского парламента и назначили так называемый референдум. Что можно сказать о ситуации с правами человека? Каждый год мы наблюдаем все новые и новые тенденции, связанные с нарушением прав человека. Те тенденции, которые раньше не были замечены. Например, в 2020 году, помимо привычных уже политических репрессий, когда людей сажают в тюрьмы, в СИЗО по политически мотивированным обвинениям, возникли еще такие тенденции, как ограничение свободы передвижения. Это связано с тем, во-первых, что под предлогом борьбы с пандемией COVID граждане Украины, которые живут на оккупированном полуострове, не могут въехать на материковую часть Украины или наоборот. Вторая новая тенденция – это то, что скоро будет уже год, как вышел указ Владимира Путина, который существенно лишает граждан Украины прав владеть земельной собственностью почти во всех районах Автономной Республики Крым и города Севастополя. Таким образом, нарушение права собственности Евгений, но все-таки начинает... хотелось бы вернуться вот к политическим делам и политическим преследованиям. Вот я в том числе вижу ваши отчеты, вот у меня перед глазами ряд ваших отчетов, в том числе о насильственных исчезновениях в Крыму, о условиях содержания крымских политзаключенных. Давайте вот, например, поговорим о насильственных исчезновениях, потому что Крымсос, вот, у вас особый такой фокус, да, внимание на тему насильственных похищений. Вы каждый год каждый месяц устраиваете акции под российским посольством в Киеве. Есть ли уже какие-то, возможно, результаты? Потому что, наверное, единственный вариант – это Европейский суд по правам человека, как-то добиться справедливости по таким делам, очень тяжелым делам. Да, вы правильно заметили, что Крымсос последовательно занимается проблемами насильственных исчезновений. Каждый месяц проводятся акции возле посольства Российской Федерации, чтобы напомнить России о своих международных обязательствах, которые касаются вести поиска пропавших людей, вести адекватное расследование и так далее. Вчера мы в здании парламентской библиотеки открыли выставку, которая посвящена 15 лицам, которые пропали и до сих пор не найдены. Всего, за подсчетами нашей организации, за 7 лет оккупации Крыма 44 человека стали жертвами насильственных исчезновений. А вот 15 из них – это тех, чье местоположение и судьба до сих пор неизвестны. Каким образом можно задействовать? Да, вы упомянули Европейский суд по правам человека, потому что хоть насильственное исчезновение прямо не предусматривается в Европейской конвенции по правам человека, однако это является комплексным нарушением прав человека. Это нарушение права на жизнь, нарушение права не поддаваться пыткам, нарушение права на свободу и личную неприкосновенность и так далее. И по некоторым случаям уже готовятся индивидуальные жалобы против России в ЕСПЧ. Еще одним механизмом может быть рабочая группа ООН по насильственным и недобровольным исчезновениям. В частности, рассматривается дело Эрвина Ибрагимова в этой группе, но нужно понимать, что эта группа является скорее инструментом мягкого давления на российской... в 2016 году в Бахчисарае, просто вот уточню для наших слушателей. Да, конечно. Вот. И эта рабочая группа является таким инструментом мягкого давления на Российскую Федерацию и выступает каналом общения между родственниками пропавших и правительством, которое... Евгений, большое спасибо. Вот вы упомянули Европейский суд по правам человека и ООН как вот способы добиваться справедливости по похищенным, по делам похищенным, насильственным исчезновениям в Крыму. Я напомню, что в эфире марафон «Радио Крым Реалии. 7 лет сопротивления Крыма». Оставайтесь с нами. Дальше интереснее. С вами работал Тарас Ибрагимов. В эфире радио Крым Реалии. Марафон «7 лет сопротивления Крыма».
26 февраля в Украине день сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об утверждении такой даты на официальном уровне. До этого она существовала преимущественно на уровне общественной инициативы. И сегодня вот как раз по случаю этого дня у нас проходит радио, видео, марафон «Радио Крым Реалии». Я Елена Римовская, приветствую вас всех, буду работать в этом часе. Стоит отметить, почему эта дата, напомнить, 26 февраля 2014 года в Симферополе прошел самый многочисленный митинг в поддержку целостности и единства Украины. Уже на следующий день российские военные захватили здание парламента и правительства Крыма. Сегодня, 26 февраля 2021 года, на материковой части Украины проходит целый ряд разных мероприятий по случаю Дня сопротивления оккупации. В частности, телеканал «Дом» сегодня организовывает телемарафон, в рамках которого планируется выступление президента Украины Владимира Зеленского. Оно ожидается уже совсем скоро. Мы будем транслировать выступление президента Украины в прямом эфире. Стоит отметить, что мы приглашали Владимира Зеленского поучаствовать в нашем марафоне. Но вот так получилось, совпало по времени, что как раз у него будет выступление в этот момент на другой платформе. И поэтому мы будем транслировать в прямом эфире. И запланировали, что все это будет выглядеть следующим образом. После того, как Владимир Зеленский выступит, мы обсудим с гостей нашего эфира, гостей этого часа, что он сказал, как оценивают эти заявления, что реально делается для Крыма и как вообще можно добиться деоккупации Крыма, о которой говорят очень много украинские власти. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, как всегда, просто сегодня в несколько другие часы. И это означает, что у вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. 044 490 2905. Это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Звоните нам, задавайте свои вопросы. Обращаюсь к крымчанам, которые были свидетелями тех событий в конце февраля, в начале марта 2014 года. Звоните, делитесь своими воспоминаниями, как это выглядело, как вы для себя поняли, что происходило на самом деле тогда. Было ли вам понятно, к чему это приведет? Также напомню, что у нас есть прямая видеотрансляция на YouTube-канале Крым Реалии. Есть возможность у вас прямо под трансляцией оставлять свои комментарии. Есть у нас также прямая видеотрансляция на Facebook-странице Крым Реалии. Там тоже есть возможность оставлять свои комментарии. Их много, буду стараться по ходу все успевать читать. Вот последний комментарий, который вижу у нас на YouTube-трансляции. Крым украинский, привет из Риги. Мы тоже вас приветствуем в нашем прямом эфире. Присоединяйтесь, еще ждет очень много чего интересного. С самого утра мы с вами на прямой связи и рассказываем, что происходило в Крыму 7 лет назад, что происходит сейчас. Вот в предыдущем часе мой коллега Тарас Ибрагимов рассказывал о том, как выглядит сейчас, используем это слово, правосудие в Крыму, как сейчас преследуют тех крымчан, которые не согласны с тем, что происходит на полуострове. Почему на самом деле и украинские, и российские правозащитники считают, что те люди, которые преследуются в Крыму по тем же упомянутым делам Хизбут-Тахрир, это политические заключенные. В ближайший час мы будем говорить о следующем. К нам присоединяется в прямой эфир руководительница Центра журналистских расследований, украинская журналистка из Крыма Валентина Самар. Валентина, здравствуйте. Доброго дня. Поскольку в предыдущем часе мы сосредоточились на том, как выглядит сейчас работа российских правоохранителей и силовиков в Крыму, я предлагаю до момента, пока не будет выступления Владимира Зеленского, потому что мы тогда прервемся, поговорить о том, как обстоят дела с привлечением к ответственности виновных в аннексии Крыма и тех людей, которые им содействовали. Есть разные, скажем так, площины, это, скажем так, дела, которые на материковой части Украины, на международном уровне. Вот 7 лет спустя, с момента начала аннексии Крыма, что вы можете сказать о том, как обстоят дела с привлечением к ответственности виновных? Виновних в вині за анексію Криму бути не може, немає такої статті в українському, ні в міжнародному праві. Але справа в тім, що я б розділила тут на два дійсно рівні, тобто національне правосуддя і міжнародне.
Да? І ми можемо говорити, що якраз по Криму, на відміну від Донбасу, якраз нашим правоохоронцям таки легше, тому що вони не так плуталися у кваліфікації цих злочинів. Хоча перший період був дуже важким, оскільки не була вибудована, не була відтворена робота усіх правоохоронних органів, слідчих органів. Да? Прокуратура, як ви згадаєте, там в перший же рік восени 2014 року була відтворена її робота в Києві, потім з'явився главк МВС, на якому колосальна кількість справ кримських, да, була, кримінальних справ. Відкрився главк в Одесі. Главк СБУ ще через 2 роки відкрився у Херсоні. Цього року, буквально недавно, він таки переїхав тепер у Київ. Да? І оця от незрозуміла, нескоординована робота влади України, уряду, не було розуміння того, яким чином мають працювати ці правоохоронні органи, яким чином вести слідство дистанційно, яким чином розслідувати тяжкі злочини і як їх кваліфікувати. Тому що Кримінальний кодекс, він вже залишився той довоєнний. І в нас тільки, хоча і світовим співтовариством, і на рівні і міжнародних судів вже визначено, да, що ситуація в Криму – це міжнародний збройний конфлікт. Відтак, там має діяти міжнародне кримінальне, міжнародне гуманітарне право. Але кваліфікація цих злочинів була переплутана, справи кримські розкидані по райвідділам по всій Україні, і тільки десь там з 16-17 року почала дійсно вже скоординовано працювати вся система правоохорони. Да, ми маємо на увазі процесуальні керівники в кримінальних справах, слідчі органи, які за підслідністю розслідували, чи це СБУ, чи це Національна поліція. І ми побачили вже результати. І ми побачили результати не тільки на рівні наших національних судів, куди десятками, сотнями зайшли вже справи. Інша річ, що вони слідства судового у нас швидкого немає, бо більшість з них, абсолютна більшість, це заочне провадження, і вони дуже довго розслідують. Але ми бачимо, який успіх у наших правоохоронних органів і правозахисників. Тут не можна їх розділяти, правозахисників у міжнародних судах. Да? Ми бачимо у Міжнародному кримінальному суді, і цими днями і старі справи перекваліфіковуються вже саме по міжнародному праву. От останній випадок цього тижня, ми пам'ятаємо, що справи стосовно Сергія Аксенова і Володимира Константинова, вони переквалификованы за 438 статтею. Да, если позволите, я напомню нашим слушателям, потому что, предполагаю, что кто-то мог пропустить, что вот буквально свежая новость практически, что украинские правоохранители объявили о подозрении российскому председателю Совета министров Крыма на момент совершения преступления подконтрольному России главе парламента Крыма в совершении, цитирую, широкомасштабного систематического присвоения публичного имущества, находящегося на территории оккупированного полуострова, подозревают в нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщили в прокуратуре Автономной Республики Крым и города Севастополя, то, о чем говорит Валентина Самар. В прокуратуре в этом сообщении не указывали имена, фамилии обвиняемых, но очевидно, что речь идет о Сергее Аксенове и Владимире Константинове. Даже вот уже реакция Сергея Аксенова есть, который назвал эту информацию новостями из сумасшедшего дома. Валентина, вот у вас какие впечатления были от того, да, что вот в феврале 2021 года такая звучит новость по поводу дела относительно Аксенова-Константинова? Це відносна новина, тому що ці справи стосовно незаконного так званої націоналізації, незаконного розпорядження цим майном, тобто передача його там в федеральну власність, чи продаж із так званих аукціонів. Ці всі кримінальні провадження, вони ж були, і ви це пам'ятаєте, і ваші слухачі це пам'ятають. Але це вела до того, що дійсно йде зараз перекваліфікація у відповідності до міжнародного права. І в нашому кримінальному кодексі так само є стаття 438, за якою карають за вчинення злочинів, порушення законів і звичаїв війни. Тобто це міжнародний кримінальний злочин, міжнародний воєнний злочин. І це зрозуміло, тому що не можна забирати публічне майно, яке не використовується для воєнних цілях, і використовувати його як заманеться. Це порушення законів і звичаїв війни, і саме тому цей кейс також піде в Міжнародний кримінальний суд. Тому я б на місці Сергія Аксенова так просто не кидалася словами, тому що ці кейси якраз вони підуть в Міжнародний кримінальний суд.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что с нами на прямой телефонной связи Валентина Самар, украинская журналистка, руководитель Центра журналистских расследований. Отмечу и для наших слушателей, и для Валентины, что в ближайшее время, надеемся, будет выступление президента Украины Владимира Зеленского. Мы планируем транслировать его в прямом эфире, поэтому, возможно, мы прервемся для того, чтобы потом обсудить то, что сказал президент. Валентина, пока мы ждем выступления президента Украины, я хотела бы, во-первых, еще упомянуть данные, которые озвучивали в прокуратуре Автономной Республики Крым и города Севастополя. Игорь Паначевный, руководитель этой прокуратуры, в интервью «Урядовому курьеру» рассказал о том, что после аннексии Крыма украинские суды вынесли 30 приговоров, связанных с преступлениями в Крыму периода оккупации полуострова. Это дела Ганыша, Михальчевского, Савченко, можно упомянуть. Да, где-то речь идет о реальных сроках, где-то люди осуждены заочно в связи с тем, что они не находятся на материковой части Украины. Также стоит отметить, что по данным прокуратуры Автономной Республики Крым по состоянию на 2020 год в украинские суды направлено 91 обвинение против крымских и севастопольских депутатов, которые способствовали проведению крымского референдума. Валентина, мой вопрос еще вот о чем. Вот сейчас, если я правильно понимаю то, о чем вы говорите, наоборот, можно сказать, что работа с всеми этими делами, расследованиями, она входит в какое-то уже, такое эффективное русло, да, в отличие от первых лет с момента начала аннексии. То есть нельзя сказать, что наоборот, спустя 7 лет внимание к этому, скажем так, поугасло. Ні, увага не погасла, навпаки, зараз все більше і більше людей, які вже розуміються на цій неправильній кваліфікації таких справ. Інша річ, що час вже йде і злочини середньої тяжкості, по ним, де там передбачається покарання до 5 років, той срок притягнення до кримінальної, срок відповідальності також 5 років. І дуже багато людей, яким були підозри оголошені, і навіть ті, які були затримані фізично на вільній території України, і яким інкримінували 110 статтю Кримінального кодексу, ми її сепаратистською називаємо, це посягання на територіальну недоторканність України, то в сепаратистській статті там уже у тих, хто брав участь в активних діях до 8 квітня, це вони вже амністовані часом, я так це називаю. Звичайно, їх притягнуть до відповідальності, звичайно, можуть навіть бути обвинувальні вироки, і люди можуть визнавати свою вину, як це, наприклад, було із Ігорем Кучерявим, пам'ятаєте? Але їх звільнили від відповідальності, тому що строк давності вже вийшов. Тому всі ті, хто не скоював особливо тяжкі злочини, хто не підозрюється в здійсненні воєнних злочинів, звичайно, вони з часом уже до них претензій, скажімо так, особливих не буде. Валентина, я вас перебью, поскольку, простите, перебью, мы продолжим с вами этот разговор. Давайте послушаем, что говорит сейчас президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня сопротивления оккупации Крыма и города Севастополя. Противу окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Ми ніколи не забудемо події 7-річної давнини. Крим був серцем України. Сонячним, добрим, світлим. 7 років тому у нас вирвали серце. Ми ніколи не забудемо, хто це зробив. І ніколи не забудемо, хто дозволив це зробити. Дехто переконував, що вирвав наше серце законно і ввічливо. А тепер, стискаючи його в руках, щиро дивується, чому Україна ображена, чому не хоче мати добрих відносин. Чому стільки ненависті? Чому Україна не може цього забути і пробачити? Що потрібно, аби Україна змогла знову радісно та щиро посміхнутись? Все просто. Треба повернути її серце. Повернути півострів Крим. На жаль, поки що цього не сталося. Але нашу пам'ять анексувати нікому не вдасться. Пам'ять про те, що Крим залишається окупованим, що гарантіями безпеки та міжнародним правом брутально витерли черевики. Що відбувається активна мілітаризація регіону, що в Криму регулярно порушуються права українців та кримських татар. Переслідується свобода
свобода слова, мислення, релігії. Ув'язнюються громадські активісти та журналісти. І наразі Російська Федерація утримує більше 100 політичних в'язнів з Криму. Зараз ми нарешті робимо реальні кроки на шляху до вирішення всіх цих питань. І разом з міжнародними партнерами України напередодні Дня Незалежності України в Києві відбудеться перше засідання Кримської платформи. Це ініційований Україною міжнародний майданчик для пошуку та подальшого втілення у життя комплексу заходів для деокупації півострову та захисту прав кримчан. Сьогодні мною підписано указ про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію півострову Крим. Зокрема, уряду доручена організація та запуск Кримської платформи, а також заходи для розвитку і підтримки кримсько-татарської мови, культури та захисту прав мешканців анексованого Криму. Я щиро вірю, що настане день, коли я зможу скасувати власний указ просто тому, що він втратить актуальність і Крим повернеться до складу України. Ми збережемо пам'ять про всіх, хто не побоявся 26 лютого 2014 року сказати: Крим – це Україна. І зробимо все, аби ця теза більше ніколи і ні в кого не викликала сумніву. Любий Крим, на тебе чекає вся Україна. Ласкаво просимо, зазвичай кажуть гостям. А рідним кажуть, з нетерпінням чекаємо вдома. Дорогие крымчане, пора возвращаться домой. Ждем, верим, любим. Народ Украины. 26 Это был президент Украины Владимир Зеленский. Я отмечу, что это было не его выступление в прямом эфире, это была запись его видеообращения по случаю 26 февраля, Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. А мы продолжаем марафон радио Крым Реалии по случаю Дня сопротивления. В этой части нашей программы нашей гостьей является Валентина Самар, украинская журналистка из Крыма, руководитель Центра журналистских расследований. Стоит отметить еще, наверное, в продолжение того, о чем сказал Владимир Зеленский, что такой интересный момент, как раз сегодня, 26 февраля, планируется еще одно заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Оно пройдет уже ближе к вечеру, но будем следить за тем, какие решения будут там согласованы, приняты. Конечно, будем вам об этом сообщать на сайте Крым Реалии. Я напомню, что Валентина Самар с нами на прямой телефонной связи. Валентина, у вас была возможность услышать, да, что говорил Владимир Зеленский? Услышали ли вы там что-то новое? Ну, дивіться, по-перше, прозвучало, що президент підписав указ, яким затвердив окремі заходи щодо деокупації і реінтеграції Криму, так, і заходи на підтримку кримськотатарської мови і захисту мешканців окупованого Криму. Але ж ми ж чекали, що сьогодні буде засідання, як ви і сказали, засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому планувалось і це анонсувалось, буде прийнята стратегія реінтеграції деокупації АРК і Севастополя. Чи треба розуміти, ну це питання поки що, ми можемо задавати один одному тільки, чи означає це, що сьогодні стратегія, а проект цього документу був розісланий не тільки центральним органам влади на узгодження, а і експертному співтовариству українському в тому числі. Да, ми бачили цей проект і подавали дуже багато своїх рекомендацій експерти. Чи означає це, що сьогодні про окремі заходи президент підписав закон, що не буде сьогодні під час засідання Ради національної безпеки і оборони
принята стратегия. Да, вот я открыла сейчас сайт президента Украины, смотрю, в числе указов, которые уже опубликованы, нет, вероятно, того указа, о котором только что Владимир Зеленский упомянул. Но вот что касается стратегии, действительно, стоит напомнить нашим слушателям, что на протяжении всего 2020 года продолжались разговоры о том, что Украина примет, ну вот в ближайшее время, да, когда это будет возможно, вероятно, в первой половине 2021 года, стратегию деоккупации Крыма. И было заявление в январе заместительницы министра иностранных дел Украины Эмине Джипар, которая рассказала о том, что передали проект стратегии в Совет национальной безопасности и обороны Украины, и даже звучала вот эта дата, 26 февраля, что, возможно, 26 февраля будет принят этот документ. Действительно, мы не знаем, будет или не будет, но, Валентина, вы упомянули о том, что представителям экспертного сообщества, связанному с Крымом, показывали, как эта стратегия может выглядеть. Можете нам приоткрыть немного занавес, да, о чем идет речь, что в этом документе, возможно, будет прописано? Ні, ну це буде некоректно, звичайно, оскільки це не публічний документ. Більше того, він весь час в роботі, тому що є різні версії, тобто більш свіжіші, більш старіші, і навіть кожного тижня там змінювалися деякі положення, які викликали сумнів там чи критику з тих чи інших органів влади чи експертного середовища. Тому це було б дуже некоректно, аби я зараз щось озвучувала, тим більше, що в мене, наприклад, немає свіжого останнього драфту цього документу. Але він нічого там такого, тобто ми розуміємо, що, мабуть, у цієї стратегії є публічна і непублічна частина, і це було б дуже правильно, оскільки заходи, які Україна буде вживати для деокупації і реінтеграції Криму, вони не тільки політико-дипломатичні, вони, звичайно, є і військові, є і інформаційні, і дипломатичні, і так далі. Але та публічна частина цього документу, вона, власне кажучи, ну, великих новин там немає, але все нарешті викладено, цілі, завдання, відповідальні напрямки реінтеграції, забезпечення прав громадян України на окупованій території, яким чином будуть здійснюватися, яким чином будуть здійснюватися політика в перехідний період, окремі положення там також викладені, яким чином Україна буде ставитись до людей, які переселилися, наприклад, під час окупації Криму, незаконно перебувають чи законно перебувають на території Криму. Всі ці речі, вони вже дискутувалися, обговорювалися, і ми знаємо, є багато проєктів, які громадські правозахисні організації готували. І на парламентських слуханнях в 2016 році дуже багато речей, які були сказані, вони включають, і там і посилання є і на ці парламентські слухання. Нарешті ми матимемо документ, який, як сказав Антон Кориневич кілька днів тому в ефірі нашої програми, він сказав про те, що нарешті буде такий координаційний, зіграє роль координаційну для всіх центральних органів влади, для всього суспільства, тобто буде зрозуміло, якою дорогою іде Україна шляхом деокупації і реінтеграції Криму, на що вона буде спиратися, яка буде санкційна політика, яка буде політика по відношенню до своїх громадян і так далі. Тобто це такий документ, дороговказний, я б сказала, да? Коридор, яким має вибудовуватися вся політика державна України в різних сферах. І я рада була б, якби ще попрацювали, звичайно, над цим документом. Не біда, якщо його сьогодні не приймуть. Ми бачимо, що є політична воля у цього президента, у цієї влади. Є сьогодні політична воля вирішувати ті питання, які роками не вирішувалися. Це те, що стосується статусу нерезидентів. І дякуємо Національному банку України, який, не чекаючи навіть скасування закону про фейкову ВЕС Крим, який наділив нас статусом нерезидентів, взяв і відмінив свої накази. І буквально днями ми почули, що резиденти, мешканці Криму і Севастополя, ні банки не мають права вимагати ніякі від них документи, таке ж ставлення має бути, такий же перелік послуг банківських мають отримати мешканці Криму і Севастополя, навіть не представляючи довідку внутрішньо переміщеної особи. Ми бачимо, що влада зараз готує принаймні закон про скасування, ми бачимо, він готується у парламентському комітеті з прав людини. На сьогоднішній день є вже 4 проекти закону, мені відомі принаймні, про реформування повністю, про перезавантаження санкційної політики. Це дуже гарний знак, тому що просити посилювати політику невизнання спроби анексії Криму, просити західні країни підтримувати нас, збільшуючи тиск на Росію для деокупації Криму, для
деокупації Донецької, Луганської області, для звільнення наших політичних бранців, всіх людей, які зараз знаходяться за ґратами у Криму і на території Росії, і нічого самим не робити в цьому плані, оскільки санкції – це все-таки санкційна політика, це частина політики невизнання спроби окупації, спроби анексії Криму. Україна більше бездіяти просто не може для того, щоб ми рухалися вперед. І без цієї домашньої роботи, звичайно, Україні не варто щось заявляти. І збирати було б, мабуть, без цієї роботи Кримську платформу, бо там ці всі питання вигулькнуть звичайно. Как минимум можно предположить, наверное, что до момента начала работы Крымской платформы, саммит запланирован в середине этого года, вероятно, эта стратегия будет уже обнародована, потому что, ну, как вы говорите, этот документ, он, очевидно, должен лечь в основу, да, этой работы. Ну так, звичайно, да. Це я ж кажу, це такі червоні лінії, які вже чітко визначають дорогу, якою має йти державна політика. І не тільки стратегія, на мій погляд, має бути прийнята до початку роботи Кримської платформи, до інавгурації цієї платформи за участі, ну це саміт буде найвищого рівня, глави держав і урядів, партнерів України. Звичайно, має бути сформована і санкційна політика, має бути принаймні вже визначено основні параметри цієї санкційної політики, прийняти в якісь із законів, з тих проєктів. Має бути визначене ставлення України, держави, політика економічних взаємовідносин із тимчасово окупованими територіями. Вона також не сформована, бо політикою назвати весь Крим ми не можемо. Дискримінує кримчан і підриває дію західних санкцій. Це не годиться. Ця політика має бути також сформована. І я дуже сподіваюся, що онлайнові послуги, які сьогодні все більше і більше займають місця в нашому житті, в тому числі і з пандемією коронавірусу, це тенденція по всьому світу, що вони так само будуть доступні для громадян України в Криму і Севастополі. Переходячи через КПВВ, все-таки наші громадяни будуть відчувати, якщо не гордість, то принаймні вдячність держави і суспільству українському за те, що в нас немає там великої високої стіни. Да, к слову, стоит отметить по поводу услуг, по поводу цифровизации определенных услуг для крымчан в том числе. Вот на этой неделе была новость о том, что Кабинет министров Украины разрешил жителям Крыма оформлять онлайн украинские документы для новорожденных, в частности, свидетельства о рождении детей. Я напомню, что с нами на прямой связи Валентина Самар, руководитель Центра журналистских расследований. Это марафон «Радио Крым Реалии» по случаю 26 февраля, Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим. 26 февраля 2014 года. А вы помните, каким был этот день? Какие события стали ключевыми для Крыма в тот период? Звоните в эфир по бесплатному номеру 8 800 10 06 926 и поделитесь своим мнением. Да, действительно, мы работаем в прямом эфире. Это хороший случай нам напомнить, что 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. Также 044 490 29 05 – это номер телефона для звонков с материковой части Украины. И трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале Крым Реалии и на Facebook-странице Крым Реалии. Там есть возможность оставлять свои комментарии в чате под трансляциями. С нами на прямой связи украинская журналистка Валентина Самар. Валентина, в продолжении обсуждения того, что сказал Владимир Зеленский. Не является секретом, в отличие от содержания, да, проекта стратегии деоккупации, тот факт, что Украина работает над запуском этой крымской платформы, международной площадки, где глобально, да, будет обсуждаться вопрос деоккупации Крыма, а если говорить о такой более краткосрочной перспективе, это актуальные вопросы, в частности, связанные с правами человека. Вы для себя, ну вот, как видите эффективность, да, вообще потенциал этой платформы, учитывая тот факт, что позиция России говорить по Крыму мы не будем вообще, потому что Крым – это Россия? Не-не-не. Мария Захарова поторговалась все-таки немножко. Ну, говорила немного о воде, да? Давайте напомним. Вона казала, якщо Україна зніме всі блокади водну, товарну, енергетичну, тоді, можливо, ми будемо брати участь. Ну, я б не думала, що це просто такий жарт був. Ну, поза тим, це не має значення, хоче сьогодні Росія чи не хоче. Сьогодні вона не хоче, а завтра захоче.
Завтра в неї не буде вибору. Післязавтра вона може сама попросити про те, щоб повернутися до ситуації початку 2014 року і почати там відносини не тільки з Україною, а відносини з усім світом, так? Почати відновлювати ці відносини, нормалізувати їх, тому що час також іде, він йде не на користь Російської Федерації. Ми бачимо, яких заходів вона вживає для того, щоб сховатися від санкцій. Остання новина, яку ми обговорювали, це про те, що Міністерство економіки Російської Федерації готує для Криму іще одну, тобто крім тієї вільної економічної зони, ще одну спеціальну економічний режим, який буде полягати в тому, що інвестори, крупні інвестори в Криму, які є і будуть, вони мають право приховувати дані свої реєстраційні для того, щоб не потрапити під санкції. И при этом российское руководство говорит о том, что санкции не работают. При цьому ми бачимо цілі колони сформованих так званої публічної дипломатії, народної дипломатії. Недавно я прочитала гарний вислов балалаїчної дипломатії, яким займаються там структури сотрудничества, фонду «Русский мир», фонду міра. І по всьому світу ці люди працюють. Це сотні, тисячі людей, які працюють саме на зміну політик урядів західних країн для того, щоб вони послабили або зняли санкції з Російської Федерації, а питання Криму взагалі зникло з світового порядку денного. Тому заявляти можна що завгодно, але ми бачимо реальні дії, реальні гроші, які витрачаються на те, щоб відмінити або послабити дію санкцій, в тому числі санкцій кримських, які, як ми знаємо, є європейські, ради введені Європейським Союзом санкцій, вони є секторальними, і вони будуть діяти, аж поки Крим не буде деокупований. Так само позиція заявлена, не просто заявлена, а законодавчо вже затверджена в Сполучених Штатів Америки. Ми знаємо декларацію про невизнання Помпео, Кримська декларація, яка говорить про те, що буде невизнання тільки буде окупований Крим. Тому тут Росії нічого не світить, і їй доводиться, оскільки Крим все-таки це дуже дороге задоволення, 85% бюджету Республіки Крим, так званої, це дотації всякого роду із федерального бюджету, із цільові програми, які фінансуються, великі інфраструктурні об'єкти. Тому це, звичайно, дорого. Заводити туди інвестора неможливо, тому що працюють санкції, і вони дійсно, кримські санкції будуть працювати. Це не санкції за агресію на сході України, де, як ми знаємо, всі пов'язані мінськими домовленостями, і від їх виконання залежить тиск санкційний, то в Криму мета визначена чітко і у всього Заходу. Це деокупація Криму. Тому я думаю, що якщо повернемося до того, що чи Кримська платформа матиме якийсь успіх, то так, вона матиме успіх, якщо Україна, я про це вже говорила, зробить свою домашню роботу, тобто вирівняє в тому числі санкційну політику по відношенню до своїх громадян на окупованій території і сформує все-таки адекватну політику відносно Російської Федерації, тому що, як ми знаємо, у нас нічого не припинено у зв'язку з тим, що Росія забрала у нас Крим, і Росія здійснює ефективний контроль на Сході, веде проти нас агресивну війну, а стосунки сталися ті ж. Я думаю, що останні події, які в Україні спостерігаються з введенням санкцій і так далі, вони все-таки змусять владу змінювати позицію, змінювати законодавство, змінювати політику, синхронізувати її з політикою західних країн, Сполучених Штатів Америки, наших партнерів. І якщо Україна йде до НАТО і Володимира Зеленського цікавить питання, чому ми до сих пір не там, то доведеться дуже якісно робити нашу домашню роботу, в тому числі і з боротьби з корупцією, в тому числі і що стосується реформування, і в першу чергу воно стосується судової системи. І якщо ми повернемось з вами до нашої розмови про правосуддя щодо кримських злочинів, вчинених на території Криму і Севастополя, то тут ми також маємо сказати, що нереформовані суди, ефективне судове слідство проводити не можуть. І ми це бачимо, коли деякі справи, навіть такі гучні, як та ж справа Чорнобука, наприклад, вона 13 місяців, справа скерована до суду, не могла вийти на етап
підготовчого засідання. При том, что Валерий Чернобук был задержан в 2018 году. Валентина, давайте мы сделаем, буквально небольшую паузу для того, чтобы отвлечься на несколько свежих заявлений, которые касаются Крыма. Первое заявление из Москвы. Это заявление на этой неделе прозвучало от вице-спикера Госдумы России Петра Толстого на сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ. Он сказал, говоря о Крымском полуострове, что тот не вернется в Украину, это цитата, и что, цитирую, нужно время, чтобы это понять. Но с этим не совсем согласен, мягко говоря, министр иностранных дел Литвы, который на этой неделе побывал в Киеве, Габриэлюс Ландсбергис. Нам удалось с ним пообщаться. Полностью это интервью выйдет на сайте украинской редакции «Радио Свобода» в субботу, но мы приведем фрагмент беседы, и этот фрагмент касается конкретно работы в рамках Крымской платформы. Я напомню, что Литва – это одна из тех стран, которые еще в прошлом году заявили о том, что они присоединятся к усилиям Украины по деоккупации Крыма в рамках этого формата. Мы спросили министра Ландсбергиса, на что можно рассчитывать в рамках такой инициативы, учитывая, в частности, и позицию Кремля. Я считаю, что ничто не вечно. Сами российские политики могут думать, что дело решено, но есть инструменты вполне законные, экономические, например, которые оказывают давление на государство-оккупанта. И в определенных условиях эти политики могут изменить свое мнение. Поэтому я считаю такую платформу очень полезной, не только для поиска конкретных решений, но и для того, чтобы напомнить о проблеме. Мир переменчив, появляются новые проблемы, людям свойственно отвлекаться. Поэтому это полезная инициатива, чтобы напоминать западным партнерам о том, что Крым оккупирован, и Литва будет участвовать в этой платформе. Это был фрагмент интервью украинской редакции «Радио Свобода» с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом, который на этой неделе побывал в Киеве. Встречался он, в частности, и с представителями, с крымчанами, которые вынужденно находятся на материковой части Украины. С нами на прямой телефонной связи Валентина Самар, украинская журналистка, руководитель Центра журналистских расследований. Валентина, вот как вы считаете, чья все-таки возьмет? Да, мы видим позицию Москвы и видим позицию страны-члена Європейського Союзу. Ну, звичайно, переможе правда, переможе міжнародне право, яке треба відновити стосовно окупованих Росією територій України. Тут немає ніякої дискусії. Всі розуміють, що сталося, всі розуміють, як це сталося, всі розуміють, яку відповідальність має Росія, і її вище політичне і військове керівництво мають понести за ті воєнні злочини, які скоєні під час збройної агресії, під час віроломного нападу на Україну. І до сьогоднішнього дня ці злочини системно, масово тривають. Кожного дня порушуються чиїсь права. І всім очевидно, що відбувається. Тому час іде, з одного боку, повільно, нам здається, з іншого боку, ми бачимо вже зрушення, які є в тому ж Міжнародному кримінальному суді. Ми бачимо, що вже визнана справа така, що буде розслідуватися МКС. Ми чекаємо зараз на цю новину, коли вже буде сформовано дійсно слідство у справі «Ситуація в Україні», яка включає в себе кейси і по Сходу, і по Криму. Ми бачимо рішення Європейського суду з прав людини, який визнав справу Україна проти Росії прийнятною для свого розгляду. Так що час іде, і це ж називається час, який тікають. Для Кремля також, не тільки б'ють кремльовські куранти. Цей годинник правосуддя, він також іде справно, і тому час, коли Росія отримає той тиск і в міжнародних судах, і в міжнародних санкцій, які є, він приведе до того результату, якого ми чекаємо. Менше всього хотілося б, звичайно, повертати Крим ціною крові. Цього ніхто не хоче. Тому вчиняються всі дії. Але Україна зміцнюватиме свою армію, Україна буде охороняти своїх громадян не так, як це було в 2014 році. Я сподіваюся, що з кожним днем ми будемо вище до міжнародної парасольки безпеки, якою є, звичайно, НАТО. Тому надія у всіх нас не просто там якась примарна. Вона у нас реалістична, вона у нас закріплена в Конституції. Я дуже сподіваюся, що цього року будуть прийняті ті законопроекти, які вже
просто змусять українських чиновників, українську владу діяти скоординовано і чітко в питаннях, які стосуються Криму. Бо на сьогоднішній день цієї координації, на жаль, ми не спостерігаємо. Але говорити про те, що Криму немає в порядку денному української політики, чи Криму немає в порядку денному міжнародної політики, це неправда. І сьогоднішній день кількість заяв, які йдуть на підтримку України і українського Криму, вони свідчать про те, що це питання є в порядку денному. І якби його не було, то Кримської платформи не сталося. Вот, к слову о координации, еще успеваю задать вам этот вопрос. Это действительно вот проблема координации, это та проблема, на которую нам указывают, ну, представители, скажем так, разных направлений, если говорить о крымском вопросе в целом, это и правозащитный вопрос, да, координация между, например, крымскими адвокатами и украинским государством, это и то, о чем вы говорите, да, то, как дела расследуются в судах, как они расследуются разными правоохранительными органами. По вашим наблюдениям, как человека, который очень пристально следит за этим всем, не только эти 7 лет, но и, я уверена, значительно больше. Вот этот вопрос координации, в чем его проблема? Это какие-то разные сферы влияния. И, ну, спустя уже 7 лет, какие выводы нужно сделать для того, чтобы эту проблему все-таки как-то решить? Ну, вона вирішується, але не так швидко, як нам хотілося б. Якщо порівняти там 14-й рік, коли президент Порошенко слово Крим не вимовляв, чи 15-й рік, коли ми ще поставляли туди продукти в Крим і електроенергію, згадайте, так? І зараз чітка визначеність щодо таких ключових критичних питань, які існують стосовно Криму, воно вже начебто і визначилося, але воно не закріплено ще у законодавстві. Я про це вже багато говорила, не буду повторюватися. Що потрібно зробити, щоб була координація? Ну, немає відповіді на однієї правильної відповіді на оце одне питання, бо воно не одне. Це дуже великий і такий тугий клубок проблем, які накопичилися за ці роки. І на нього має вплив усі негативні фактори, які існують в всій іншій політиці. Це і дуже, ну, скажімо так, низька якість кадрів, які в нас працюють зараз в виконавчій владі. Це некомпетентність. Це люди, які прийшли туди в якихось політичних командах, бо в нас все ще там присутня цей розподіл. По квотам уже таким немає, як раніше було, але все одно люди йдуть і приводять з собою цілотічку своїх людей, які не розбираються в проблематиці кримській. На жаль, ми бачили непослідовність у формуванні, не тільки не формуванні політики, а формуванні, реформуванні взагалі центральних органів влади. Ви згадайте, як минулого року спочатку розпустили Міністерство тимчасово окупованих територій, яке вже напрацювало якийсь багаж, знань, заходів, документів, співпраця із міжнародними організаціями, в тому числі і донорськими, які працювали по Кримському і по Донецькому напрямку. Його розформували, приєднали, створили якесь міністерство ветеранів разом із Міністерством реінтеграції. Пройшов рік, нічого це міністерство нічого не зробило, бо воно тільки з положення про себе затвердило. Знову розформували, 2 міністерства зробили, ще півроку вони документи оці в Кабміні затверджують. Більш 1,5 року холостої роботи 2 центральних органів влади. Ну, набили собі, гулять на лобах, я сподіваюся, вони про себе будуть їм нагадувати, коли в когось ще знову будуть чесатися руки для того, щоб щось таке придумати, якого ніколи не було із кримською проблематикою. Це другий момент. Третій момент, який, звичайно, стосується все ще великого рівня корупції в органах влади і великого рівня некомпетентності. І в будь-якій проблемі або некомпетентність, або якийсь приватний інтерес, розумієте? І дуже багато речей гальмуються. Теж скасування вільної економічної зони Криму, ми ж розуміємо, чому воно гальмувалося, хоча публічні заяви політиків є найвищого рівня, а робота не робиться. Зрозуміло, що там є інтерес олігархів, там є інтерес крупного бізнесу, який до сих пір присутній у Криму, і на який нам західні партнери показують на них пальцями. Як же ж так? Ви кажете, нам посилюйте санкції, а у вас там працює бізнес Ахметова, бізнес Фірташа, бізнес там Косюка раніше ще був, так? І, звичайно, що тут скажеш? Треба це все викорінювати. І якщо буде по всім горизонталям і вертикалям державної політики одна ціль, тоді, звичайно, буде якась зміна. На сьогоднішній день ми бачимо дуже позитивні зміни. Мало
координації і дуже повільно. Оце два таких негативних моменти. Поняла. Спасибо вам большое за участие в нашем марафоне. Это была Валентина Самар, украинская журналистка из Крыма, да, которая была вынуждена уехать из Крыма в связи с началом аннексии, руководитель Центра журналистских расследований. Валентина Самар автор, да, и редактор многих расследований, связанных так или иначе с Крымом за последние 7 лет. Стоит напомнить, что это марафон по случаю 26 февраля, Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым города Севастополя. И вот со стороны Валентины Самар прозвучало замечание, в частности, в адрес бывшего президента Украины Петра Порошенко. Я зашла проверить на сайт партии «Европейская солидарность», есть ли уже заявление Петра Порошенко по случаю 26 февраля. Есть заявление, и процитирую я его в оригинале на украинском языке. Петр Порошенко сказал о том, что головний наголос у боротьбі за повернення Криму маємо робити на політико-дипломатичних зусиллях. І всі наші подальші дії, кроки, имеется в виду, да, на протяжении его президентства, вписувалися в єдину логіку посилення тиску на Росію на всіх цивільних фронтах. Ми розуміли, Крим має стати непідйомним токсичним тягарем для Москви, а ціна окупації постійно рости. Это фрагмент заявления бывшего президента Украины Петра Порошенко. И мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим обсуждение. 26 февраля в эфире радио «Крым Реалии» марафон «7 лет сопротивления Крыма». С 9 утра до 14:00 вы можете принять участие в нашем эфире. У вас есть возможность поделиться своими воспоминаниями, ответить на вопрос, что случилось в те дни. Стало ли лучше жить в Крыму? Ваше отношение к так называемому референдуму. А могло ли все быть иначе? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 8 800 10 06 926. Ваше мнение важно. Продолжаем марафон радио «Крым Реалии». В этом часе для вас работает Елена Римовская. Несколько комментариев под Facebook-трансляцией. Цитирую: «Вор всегда уверен, что украденная им вещь принадлежит ему, а все разумное человечество так не считает, ловит его и садит в тюрьму», пишет наша слушательниця. Под YouTube-трансляцією є коментарій: «На часі зараз починати піднімати питання в ООН, що і як робити з росіянами, котрі переїхали в Крим після окупації, як робити депортацію и что с майном?» Вот такой вопрос задает наш слушатель. Вижу также, что есть такие вопросы у нас под YouTube-трансляцией. А кто сопротивляется? То да, почему это вдруг день сопротивления? И тут я напомню тем слушателям, которые, возможно, не были, да, свидетелями событий 26 февраля 2014 года, что как раз в этот день в Симферополе прошел самый многочисленный митинг в поддержку территориальной целостности и единства Украины. Уже на следующий день российские военные захватили здание парламента и правительства Крыма. У нынешнего подконтрольного России руководства Крыма, конечно, свое видение событий тех дней. Я видела уже заявление Сергея Аксенова, который в Фейсбуке написал что-то о том, что это на самом деле сторонники России сопротивлялись якобы тем событиям, которые Россия называет государственным переворотом, то есть событиям, вероятно, периода революции достоинства. Стоит отметить, что мы транслировали в нашем прямом эфире запись выступления президента Украины Владимира Зеленского по случаю 26 февраля. И в рамках этого выступления, в частности, Владимир Зеленский настаивает на том, что Крым нужно вернуть, и обратил он внимание и на активную милитаризацию полуострова, и на нарушение прав человека в Крыму, в частности, нарушение прав крымских татар и украинцев. И отметил отдельно о том, что работает Украина над запуском крымской платформы, и также сказал о том, что подписал указ, который напрямую связан с Крымом. Вот смотрю, пока еще на сайте президента указ этот не обнародован, будем следить за ситуацией. С нами на прямой телефонной связи Эскендер Бариев, глава Крымско-татарского ресурсного центра, член Меджлиса крымско-татарского народа. Эскендер, здравствуйте. Добрый день. Какие у вас впечатления от речи Владимира Зеленского? Услышали ли вы там то, чего ожидали? Скажу о двух позитивах. В первую очередь, президент Зеленский в прошлом году подписал указ о том, чтобы отмечать на государственном уровне День сопротивления Крыма.
И это позитив, и поэтому мы сегодня продолжаем на государственном уровне отмечать данный день. А второй позитив, на мой взгляд, это то, что президент поддержал кампанию «Чебурлыть», которую мы сегодня начинаем. Это связано с тем, что Крым, полуостров Крым мы нарисовали в форме сердца, и, соответственно, таким образом пытаемся призвать каждого украинца все-таки задуматься и все-таки вернуться к этой проблеме. Что касается уже более, если переходим на государственный уровень, то мы уже неоднократно слышим о Крымской платформе, и президент Украины в своем заявлении заявил о том, что он подписал указ и дал распоряжение правительству активно работать в этом направлении. Но, конечно же, хотелось бы услышать большего. Хотелось бы, чтобы уже сегодня 7-я годовщина, как началась оккупация и как вышли мы тогда на улицу, чтобы проявить свою солидарность именно и проявить свою позицию, вернее, и за целостность Украины. Но, к сожалению, после этого мы видим и нарушение системных прав человека, и выдавливание, и милитаризацию и так далее, то, что перечислил президент. Но хотелось бы, чтобы в эти дни или в этот день президент сказал о том, что мы приняли ряд законов по деоккупации, законов Украины, что мы там обеспечили коллективными правами коренной крымско-татарский народ, который больше всего пострадал в связи с оккупацией Крыма и продолжает страдать, что мы к этому дню смогли освободить ряд политических узников Кремля, которые находятся, которые вернулись в Киев или вернулись на родину. Вот я думаю, это были бы более сильные посылы, и тогда украинское общество могло бы не просто услышать очередные политические заявления, а могло бы почувствовать те результаты, которые мы получаем каждому дню сопротивления, когда мы видим маленькие победы, маленькие шаги к победе. Я думаю, это было бы намного бы сильнее. Поэтому Но смотрите, президент Украины сказал о том, что он подписал указ, правда, мы его текста еще не видели, о том, что в этом указе, в частности, предусмотрят поддержку крымско-татарского языка и культуры. Возможно, вам даже, как члену Меджлиса, известно о том, о каких мерах поддержки идет речь, или это не совсем то, о чем вы говорите? Дело в том, что когда речь идет об указе, действительно официально я тоже не вижу на сайте. Но я знаю, что сейчас активно проводится работа по разработке стратегии по развитию языка. Но я думаю, подобное заявление или подобный указ о развитии языка и культуры, он был бы больше уместен в день, Международный день родного языка. Потому что как раз-таки эта тема, она всегда была актуальна и важна в независимой Украине. Поэтому я думаю, что здесь больше нужно было бы говорить о законах, о деоккупационных законах. Можно больше было бы говорить о политических правах коренного народа. Можно было бы больше говорить о том, какое место все-таки Меджлис, будучи решением или постановлением Верховной Рады Украины, признан официальным органом, но какое место он все-таки занимает в политической системе, в правовой системе Украины. Это вопросы, которые до сих пор не разрешены с 2014 года. Я уже не говорю до оккупационного периода. Поэтому вот эти посылы были бы намного бы важнее, они были бы политическими, и они были бы, скажем, важным посылом для наших соотечественников в Крыму. Вот, к слову, вопрос, который задал нам наш слушатель под трансляцией по поводу того, как быть с теми гражданами России, которые переехали в Крым, несмотря, да, на статус Крыма в условиях аннексии. Он меня натолкнул на мысль о том, о чем недавно мы рассказывали в нашем эфире. Это инициатива Крымско-татарского ресурсного центра, которая касается, это так называемый условный, да, тест на коллаборационизм. Вы предложили свою шкалу
по которой можно определить, какой ответственности будет привлечен тот или иной житель Крыма после деоккупации. Вот вы как считаете, этот вопрос, он сейчас действительно актуальный для того, чтобы его обсуждать? Ну, учитывая то, что пока, да, если говорить о каких-то конкретных сроках деоккупации, то их нет. На самом деле этот вопрос очень актуальный, и поэтому сегодня во второй половине дня мы этот тест запустим и, соответственно, будем призывать больше, скажем, делать перепосылы, чтобы больше узнало людей о существовании такого теста. Тот тест или ту методику определения степени коллаборации мы специально создали для того, чтобы мы не говорим сейчас о криминальном, да, или уголовно-процессуальном кодексе, мы говорим о том, насколько тот или иной человек, который был причастен к этим процессам или продолжает быть причастным, чтобы он заранее понимал, где красные линии. И таким образом мы должны уже сегодня четко давать посыл нашим соотечественникам, чтобы они понимали, что работая врачом или работая в школе, или даже работая чиновником в области, там, я не знаю, будучи главным специалистом, но не проявляя инициативность особую, которая может навредить украинскому государству, они не являются, скажем, преступниками или изменниками, а они выживают в Крыму для того, чтобы сохраниться непосредственно в Крыму. Мы призываем наших людей сохраняться в Крыму. Но вы ведь видели, как толкуют вот вашу инициативу в российских медиа, в пророссийских крымских медиа, а ведь информационное пространство в Крыму, оно довольно-таки изолировано уже спустя 7 лет с момента начала аннексии. Дело в том, что российские СМИ как раз-таки очень сильно испугались этого. И если мы проводили контент-анализ, не только центральные российские СМИ, но и их сателлиты в Украине очень активно начали обсасывать и извращать нашу методику. Поэтому, с другой стороны, мы видим другой позитив, когда активизировались и политические силы Украины в контексте законодательства о коллаборации. И поэтому здесь, я думаю, это очень важный и нужный процесс для того, чтобы мы уже показали в будущем, чтобы люди понимали, что те, кто совершает преступления, то они действительно должны быть на скамье подсудимых. Те, кто выживает в Крыму, дабы сохранить идентичность, сохранить, скажем, проукраинскость, они оказывают пользу в процессе деоккупации. И поэтому, кроме того, когда мы говорим о персональных санкциях, когда мы говорим о том, что те люди, которые совершают преступления по отношению к нашим соотечественникам в Крыму, должны быть внесены уже сегодня в списки. Вот как раз эта методика является очень хорошим способом, скажем, оценки. Ну и я хотел бы в этом же вопросе, когда вы сказали о том, что как быть с россиянами, которые приехали. Ну, во-первых, они уже нарушили законы миграции Украины. И таким образом мы уже говорим и о ряде нарушений законов. Поэтому здесь россияне понимали и понимают о том, что они нарушают международное право, нарушают украинское законодательство. Емоційно-риторичним. Можливо, для кого Крим це є місце... Алло? Да-да, простите, это у нас была какая-то техническая проблема, Искандер. Пожалуйста, закончите свою мысль по поводу как раз-таки того, как вот на что рассчитывать тем россиянам, которые переехали в Крым, несмотря на статус временно оккупированной территории Украины. Я думаю, дело в том, что россияне, которые приехали на территорию Крыма, они прекрасно понимали или понимают, что они нарушают не только украинское законодательство, но и международное право. И поэтому, конечно же, они должны уехать, они должны исправить свои, скажем так, ошибки. Другой вопрос, что возможно, здесь как раз-таки украинский законодатель должен продумать, каким образом, скажем, сделать безболезненным этот процесс, но при этом, чтобы данные россияне ни в коем мере никак не могли влиять на внутреннюю политику Украины после деоккупации. Потому что мы должны вспоминать и помнить о той истории,
когда, особенно в Крыму, когда целенаправленно проводилось замещение населения, и коренной крымско-татарский народ стал численным меньшинством на своей родной земле. Спасибо вам за включение в наш марафон. Это был Эскандер Бариев, глава Крымско-татарского ресурсного центра, член Меджлиса крымско-татарского народа. Стоит отметить, что вопрос замещения населения упоминался на этой неделе в рамках дебатов на заседании Генеральной ассамблеи ООН. В этом часе мы услышали заявление президента Украины Владимира Зеленского по случаю 26 февраля, Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. Обсудили то, что сказал президент Украины Владимир Зеленский, и указали, в частности, на проблемные моменты реализации украинской государственной политики в отношении Крыма. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь, но продолжат мои коллеги далее не менее интересно. Крым украинский, Крым наш общий дом, Крым никогда в Украину не вернется. Все эти утверждения принадлежат одному человеку, российскому главе Крыма Сергею Аксенову. Сперва он говорил, что никакого передела Украины быть не может. Затем утверждал, что Крым вернулся в родную гавань, Россию. Мы изучили, как менялась риторика Аксенова с 2012 по 2015 годы. Сентябрь 2012 года. Сергей Аксенов, депутат Верховного Совета Крыма. В эфире крымско-татарского телеканала АТР он подчеркивает, что является гражданином Украины. Я являюсь гражданином Украины. Я считаю, что никаких переделов и возвратов к прошлому нет. Есть сегодня нормальное понимание, как строить отношения в рамках двух независимых государств. В этом же году Аксенов призывает не бояться влияния Москвы, занимать проукраинскую позицию и улучшать качество жизни в Украине. Не надо никого вообще бояться. И почему у нас все время присутствует какое-то мнение о том, что вот нас Москва там задавит, мы меньшие братья. Кто нам мешает занять справедливую прогосударственную политику, прогосударственную позицию в отношениях с нашими коллегами, с нашими соседями и исходить из нормального рабочего прагматизма, из экономики, из потребностей людей для того, чтобы действительно качество жизни улучшить в Украине. 2013 год. В эфире черноморской телекомпании Сергей Аксенов говорит о том, что единственный путь для Украины – укреплять славянское единство с Белоруссией и Россией. Считаем, что на сегодняшний день реального исторического выбора, то есть другого у нас просто нет. Вернее, будем говорить так, цивилизационный выбор Украина уже сделала давным-давно, когда в том числе, участвовала совместно, Россия с Белоруссией в Великой Отечественной войне, и когда наши предки совместно защищали Родину еще со времен Российской империи. Поэтому, на мой взгляд, кроме как сегодня укреплять наше братское славянское единство, другого пути у нас нет. Крым наш общий дом, утверждает Аксенов на митинге 26 февраля 2014 года в Симферополе. В тот день возле здания Верховного Совета Крыма собрались пророссийские активисты и сторонники территориальной целостности Украины. Друзья мои, мы все крымчане, прежде всего, давайте помнить об этом. Крым наш общий дом. Давайте не будем наполнять его кровью нашей. Мы должны любить и уважать друг друга. Мы должны вместе отвечать на внешние вызовы. Но мы здесь все крымчане, независимо от национальности. Мы не выступаем инструментом в чьих-то руках. В этот же день Аксенов заявил, что не является сторонником сепаратизма и видит развитие Крыма в составе Украины. Мы сегодня не говорим ни о каком сепаратизме. Мы говорим сегодня о Крыме, об автономной республике Крым, о русских гражданах Украины, которые за свои права борются и которые должны отстаивать интересы свои, русский язык, русскую культуру и так далее. С крымскими татарами, я сегодня говорил, с Чубаровым. У нас абсолютно нормальные мирные намерения. Проходит 10 дней. Аксенов уже якобы назначен премьером Крыма. В эфире программы «Шустер Лайв» он заявляет о том, что берет ситуацию в свои руки и не видит никаких проблем в том, что он организовал и вооружил отряды так называемой самообороны Крыма. Я сам проснулся в 6 утра, и мне говорят, в здании сидят вооруженные люди, поднявшие российский флаг. Я говорю, а где милиционеры? Какое право вы имеете нас сейчас упрекать в том, что мы взяли в руки самостоятельно ситуацию? Да, сорганизовали отряды самообороны, да, одели их в военную форму, однозначно. Да, сегодня они имеют на руках в том числе официально зарегистрированное оружие. После того, как исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов своим указом приостановил решение крымского парламента об организации референдума, Сергей Аксенов поспешил заявить о его неотвратимости. Вы поймите, референдум уже назначен, и сессия Верховного Совета проголосовала за то, чтобы этот референдум состоялся. Я никакой опасности в данном случае не вижу в том, что граждане один раз выскажут свое мнение по данному вопросу.
и снимется, то есть как бы вся истерия и эйфория по этому поводу. Уже назад пути не будет, он состоится. Через год в интервью российской службе BBC Аксенов уже утверждает, что Крым никогда не вернется в Украину. Крым никогда в Украину не вернется. Это безальтернативная ситуация. Решение принято окончательно и навсегда. Это конец. Да. Крым вернулся на историческую родину. Напомним, что 14 марта 2014 года, за 2 дня до так называемого крымского референдума, Конституционный суд Украины признал его противоречащим Украинской Конституции, обязал уничтожить бюллетени и закрыть избирательные участки. А 15 марта парламент Украины распустил Верховную Раду Автономной Республики Крым. В эфире радио «Крым Реалии» марафон «7 лет сопротивления Крыма». Приветствую вас, друзья! С вами ведущий Александр Лащенко. Продолжается марафон «7 лет сопротивления Крыма». Следующий час буду вести его я. У нас ожидаются интересные гости, как и предыдущие, и последующие. Напомним, наш марафон будет продолжаться до 15 часов, то есть до 14 по киевскому времени. Трансляцию прямого эфира смотрите на каналах Крым Реалии в YouTube и на Facebook. YouTube, соответственно, сегодняшняя трансляция, конечно же, так и называется. 7 лет сопротивления Крыма, как раз эта дата, 7 лет, пусть и не круглая, но очень важная. Каждый год стоит еще раз к ней возвращаться. Вот кто смотрит несколько минут назад, в частности, выступление господина Аксенова ровно 7 лет назад, показательное, что он говорил в этот день, 7 лет назад, и что произошло далее, буквально через 10 дней, через неделю, через несколько недель, через несколько месяцев. Ну и анализируем, что было в эти уже 7 лет. Довольно значительный срок. И вот первым из экспертов этого часа предлагаю сейчас присоединиться к нам в прямом эфире генерального директора политического директората Министерства иностранных дел Украины Петра Бешту. Здравствуйте, господин Бешта. Доброго дня. Доброго дня. Пане Петре, вот таке до вас запитання. Ну, прежде чем мы будем говорить о крымской платформе, о других вопросах очень важных, о чем вам есть, не сомневаясь, что сказать в нашем эфире. Но первый мой вопрос, конечно, будет таковым. На ваш взгляд, що произошло за ці 7 лет в Криму? Я хотів би подякувати за запрошення взяти участь в цьому радіомарафоні, присвяченому 7-й річниці окупації, Дню спротиву. Ці кадри і події 26 лютого 2014 року, коли кримсько-татарський меджліс організував масовий мітинг на підтримку незалежності України і Криму, це стало символом спротиву, який триває вже, спротив окупації, яка триває 7 років, і всі 7 років ми разом боремось і будемо боротися. Я хотів би почати з того, щоб схилити голову на знак вдячності і підтримки усім людям, які перебувають на окупованій території, за їхню віру і за їхню спротив, і всім тим, які були змушені залишити Крим, і які теж продовжують цю боротьбу. Ми всі боремося, і я дуже сподіваюся, що ми всі чекаємо того часу, коли зможемо провести радіомарафон, присвячений Дню звільнення Криму від окупації. Ті кадри, які ми побачили в 2014 році, вони показують той початок агресії Росії, який тільки зароджувався в ті дні. Це були перші прояви, але ми вже побачили дуже багато різних форматів і різних напрямків реалізації цієї агресії. Ми розуміємо, і це довели вже міжнародному співтовариству, є вже судові рішення, які показують, що це все було незаконно, і це є доконаний факт, який підтримується більшістю міжнародної спільноти. І вже виходять останнє рішення ЄСПЛ, яке закріпило дату 27 лютого як дату початку ефективного контролю Росії, а тобто окупації над Кримом. Це означає, що ми багато здобули в цьому розумінні, але ми продовжуємо цю роботу для того, щоб наблизити той час звільнення Криму. Ну и один из шагов в этом направлении, по мнению и МИДа Украины, и Офиса президента Украины Владимира Зеленского, пусть не единственный, конечно, и, возможно, не самый важный, но и не последний шаг, по крайней мере, в этом 2021 году, это
саммит «Крымская платформа». Он неоднократно переносился, его проанонсировали еще в предыдущем году. Но вот теперь дата, по крайней мере, как заявил недавно заместитель руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква, это дата 23 августа сего 21 года. Да, господин Бешта? Это дата. Всі 7 років, починаючи з 2014 року, дипломатія, як і інші органи влади, всі ми, кожен на своєму фронті боролися проти агресії. І всі ці 7 років нам вдалося довести факти агресії, довести незаконність цієї агресії, прийняти низку рішень різних міжнародних організацій, резолюцій, які намагаються боротися і захищати права людей, які там знаходяться. Це захист прав людини, захист культурної спадщини, це мілітаризація Криму. Усі аспекти. Ми працюємо на всіх цих напрямках. В 2019 році на доручення президента і в 2020-му ми розробили ініціативу «Кримська платформа», мета якої в даних міжнародних обставинах, які ми бачимо, активізувати і консолідувати всі зусилля і України, і міжнародної спільноти. Тобто ми виходимо з того, що останні роки показали, що не тільки в Україні і не тільки в Східній Європі відбуваються складні події, виникають проблеми, які вимагають міжнародної уваги і консолідації. Це і пандемія, це і економічна криза, це і інші конфлікти, які відбуваються в світі. А це означає одне, що увага міжнародної спільноти і ресурси, які вони можуть приділити питанню Криму, питанню агресії Росії в Україні, вони змінюються. Тому нам потрібно було реагувати на такі тенденції, і тому ми розробили ініціативу «Кримська платформа». Вона базується на 3 таких підходах. Це про стратегію, це про консолідацію і це про синергію. І ця ініціатива має 2 аспекти, як внутрішній український, так і міжнародний. Внутрішньоукраїнський, він присвячений тому, що Україна нарешті повинна виробити свою стратегію деокупації Криму. Тому що якщо її стратегії не бачить Україна, її дуже важко донести до міжнародної спільноти. Тому ми ініціювали, і зараз в апараті РНБО завершується робота над стратегією деокупації Криму, яка дасть такий стратегічний погляд України на усі аспекти державної політики, яка буде наближати до окупації Криму. І, очевидно, ця стратегія буде мати свій міжнародний зріз, аспект, який МЗС вже розробив і подав в апарат. І після схвалення саме Кримська платформа буде тим інструментом міжнародним, який буде забезпечивать підтримку міжнародної спільноти нашей стратегии деоккупации Крыма. Господин Бешта, я прошу прощения, что вас перебиваю, но 7 лет известных событий, вот сегодня как раз мы их вспоминаем во время этого радиомарафона. На самом деле не только радио, идет трансляция на YouTube-канале. Почему так долго сейчас только взялись за стратегию? Ну, в прошлом году хорошо. 6 лет было уже известных событий. Як ви пам'ятаєте, перші роки окупації і події, які розвивалися і в Криму, і в Донбасу, вони вимагали негайних дій. Ми опинилися в незвичних ситуаціях, і всі органи влади, і армія, і дипломатія, і економіка, і фінанси. Тому перші роки були присвячені таким реагуванням на швидкі виклики, і всі невеликі ресурси держави були кинуті саме на ці дуже термінові речі. По-друге, все-таки ці роки і міжнародна спільнота, і Україна, ми все-таки робили все можливе для того, щоб зупинити цю агресію, і були якісь сподівання, що нам вдасться це зробити скоріше і вирішити цю проблему і в Криму, і на Донбасі. Але саме події останніх років показали, що Росія абсолютно не готова до будь-яких компромісів, вона не готова припинити агресію, вона не готова припинити свої незаконні дії і повернутися до дотримання міжнародного права. І тому, напевно, все одно це запізно, але краще пізніше, ніж ніколи. Ми
Україна вирішила розробити таку довготермінову стратегію деокупації Крима. Господин Бешта, я прошу прощения, да. Вот Емине Джапар, первый заместитель министра иностранных дел Украины, в эфире как раз радио Крым Реалии отмечала, что по итогам, возвращаемся к этому саммиту, по итогам крымской платформы по деоккупации полуострова будет принята соответствующая декларация. Декларация, стратегии, важные вещи, конечно, но а практически какие могут быть последствия проведения крымской стратегии 23 августа сего года? С крымской платформы. Так, практично саміт Кримської платформи має як ми розуміємо, Україна сама подолати агресію Росії не може. Це зовсім інші ресурси співмірні. Тому Україна може вирішити питання агресії як в Криму, так і на Донбасі тільки завдяки союзництву з партнерами і об'єднання зусиль. Тобто тільки цілісний, консолідований і політичний, і економічний, і санкційний тиск на Росію може досягнути результату. І саме досягненню цих цілей, консолідації міжнародної підтримки, у нас є ідея, стратегія деокупації Криму, яку ми презентуємо, ми покажемо, як ми бачимо досягнення цього процесу. І одночасно в рамках саміту лідери, які приїдуть і які приєднаються до цієї декларації, зараз ми працюємо насправді над хартією Кримського саміту, і це буде акт консолідації міжнародної спільноти навколо спільної стратегії деокупації Криму. І він позначить спільні завдання, спільні цілі, які стануть спільними в роботі на наступні роки. Господин Бешта, а кто ожидается сегодня, 26 февраля? Можно сказать, кто уже дал согласие и ожидает на приезд 23 августа для участия в Крымской платформе из западных политиков? Я хотів би нагадати, що до саміту ще залишається півроку. Тому зараз говорити про конкретні прізвища країни було б зарано, але у нас є дуже позитивні результати попереднього етапу консультацій. Ми презентували своє бачення Кримської платформи, не тільки саміту. Саміт – це тільки початок, це започаткування цієї платформи. А ми говоримо зараз з партнерами про довготермінові дії спільні, тому ми їх об'єднуємо навколо цих спільних дій, навколо цілей, які будуть прописані в хартії. І я можу сказати, що усі партнери України, а це, якщо ми подивимося на резолюції Генасамблеї ООН, це близько 75 держав. З боку всіх їх ми отримали підтримку концепції створення Кримської платформи. Зараз ми продовжуємо перемовини з ними і уже конкретно доходимо до питання участі у саміті конкретних держав, конкретних лідерів. Уже є певні згоди конкретних лідерів. Польша, Эстония, да, господин Бешта, о заинтересованности принять участие в этом саммите? Польша, Эстония, какие еще страны готовы приехать? Ну, представитель их не готов приехать, возможно, на заседание Крымской платформы? Я впевнений, що це будуть ті держави, які нас дуже традиційно підтримують. Це держави Прибалтики, це наші сусіди, це Польща, це лідери Європи. Лідери Європи, ЄС вже, із ЄС вийшла Великобританія. Хорошо, Германія, Великобритания, пусть и не член ЕС, но все-таки вот такого уровня страны так, тоже. Ми очікуємо на представників цих держав. Угу. Скажите, пожалуйста, господин Бешта, ну и, конечно, ключевой момент, и госпожа Джапар, и господин Кулеба, министр иностранных дел, от самого анонсирования Крымской платформы, говорили, что, задание, не задание, одно из важных аспектов этого саммита, чтобы так или иначе к нему присоединилась Россия. Россия же продолжает все эти 7 лет аннексии подчеркивать, что крымский вопрос закрыт, обсуждать нечего. И спикер, в частности, МИД России, госпожа Захарова, отмечала, что российская сторона готова участвовать в инициируемой Украиной Крымской платформе, но если будут обсуждать какие проблемы? Водоснабжение, транспортное сообщение, а сам вопрос аннексии, хотя даже такой термин не употребляют российские представители, тут нечего вообще говорить. Вот что бы вы сказали в ответ? Позиція Росії і її наративи, і її заяви ні для кого не є секретом. Це 7 років брехні про те, що Крим – це російська територія, про історичне повернення. Ми базуємося і наші партнери
базується, а це близько 100 держав, на тому, що це незаконний процес, це агресія, це грубе порушення прав людини, це грубе порушення міжнародного гуманітарного права, це експропріація ресурсів в Криму. І це саме ті позиції, які об'єднують і Україну, і ці держави. Тобто ми говоримо, що ми виходимо з консолідованою позицією, і участь Росії у Кримській платформі чи в інших форматах будь-яких, які б стосувалися переговорів по Криму, може стосуватися тільки однієї цілі – це переговори про деокупацію Криму. Це те, що відповідало міжнародному праву, і це те, що об'єднує усі держави. І Кримська платформа, і всі партнери, які будуть брати в ній участь, вони дотримуються цієї позиції. Ну, в этой связи, если Россия не изменит свою позицию, а признаков этого нет, все эти 7 лет, то есть обсуждать только какие-то, не знаю, водоснабжения, вопросы другие, хотя это тоже важные вопросы, но не имеет никакого отношения к осуществленной Москвой же аннексии. То есть, получается, Россия тогда не будет принимать участие в Крымской платформе, если так будут дальше развиваться события. Без России какой смысл тогда проведения саммита Крымская платформа? Є очевидний сенс проведення Кримської платформи і саміту, і самої міжнародної ініціативи, як я вже казав, це шлях об'єднання і створення широкої міжнародної коаліції для того, щоб посилювати тиск на Росію, для того, щоб вимагати деокупації Криму, для того, щоб наближати цей час. І я впевнений, що стратегія деокупації Криму дасть відповідь на ці запитання, як це робити. І ми за допомогою Кримської платформи і саміту зможемо об'єднати міжнародну спільноту за нашими плечами. Как вы оцените роль западных союзников Украины в плане отстаивания вот этого момента, самого главного, самого существенного, что была осуществлена аннексия, нарушены нормы международного права, грубо, брутально. Опять же, Россия не отступает ни на йоту все эти 7 лет. За этот период 7-летний, что МИД Украины наблюдает? Западная позиция, она слабеет, может быть, все больше проявляется такое желание европейских определенных лидеров найти мостики взаимопонимания с Путиным. Или наоборот, позиция остается такой же жесткой, как и была, санкции не только, и Украина действительно имеет такую поддержку твердую западных союзников в этом вопросе, крымском, если его так называть. По Криму позиція міжнародної спільноти є жорсткою і вона є стабільною. Я б навіть сказав, що вона посилюється з часом, тому що ми започаткували велику кількість, на додаток до політичної діяльності, адвокаційної, Україна започаткувала правові процеси. І оскільки ми розуміємо, що правові процеси вони досить повільні, ці процедури вони вимагають часу, але вже зараз ці процедури починають давати свої результати. Ми знаємо, вже є низка рішень міжнародних судових органів. Це і Міжнародного суду ООН рішення по Меджлісу і по моряках. І це рішення нещодавно ЄСПЛ про те, що вона прийняла до розгляду більшість скарг, висловлених Україною щодо Росії. Вона визнала свою юрисдикцію. Це все показує про те, що ця позиція є принциповою і вона уже зміні чи послабленню не підлягає. Всі наші партнери, більшість держав світу, всі визнають незаконність цих дій і ніколи не визнають законність цих дій Росії. Тобто позиція жорстка, і вона принципова. Завдання платформи тільки відштовхнутися від цієї позиції, але вона буде ставити собі політичні цілі, як поглиблювати наш наступ, розвивати по усіх напрямках, по питанню консолідації політики невизнання, це те, про що я вже сказав, невизнання анексії Криму, це політика, це просування по питанню безпеки в Чорноморському регіоні, тому що анексія Криму і це є одним з елементів зростання загроз безпекових для Європи. І всі це бачать, і всі нас у цьому підтримують, і всі держави готові працювати далі в цьому напрямку. Це і грубе порушення прав людини, це і екологічні, економічні наслідки анексії. Господин Бешта, ключевое государство, я прошу прощения, просто у нас не так много времени, ключевое государство мира, Соединенные Штаты Америки, да, в этом году новый президент, уже более месяца, как и 46-й президент США Джо Байден, именно в отношении Крымской платформы и вообще, вот что МИД Украины сейчас видит, позиция США?
Позиція Сполучених Штатів Америки, вона є дуже потужною. Як ми пам'ятаємо, є декларація Помпео, яка дуже чітко зафіксувала ці принципи щодо кримської проблеми і дуже чітко окреслила політику невизнання до повної деокупації Криму. Сполучені Штати продовжують цю політику, вони є нашими ключовими партнерами у створенні Кримської платформи і розвитку її в майбутньому. Господин Бешта, если возвращаться к позиции европейских именно партнеров Украины, ЕС, Украина выступает за создание в Евросоюзе позиции специального представителя по Крыму. Об этом, в частности, заявлял в конце прошлого года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью турецкому агентству «Анадолу». Вот несколько месяцев прошло, 21 год уже набирает обороты вовсю. И что видно от европейских партнеров? Они готовы создать вот такую, должность, не должность, позицию специального представителя по Крыму или нет? Вот что вы скажете по этому поводу? Такі питання – це питання консультацій не одного місяця. Ми таку ціль завдання собі поставили і ми ці консультації продовжуємо. Про якісь результати на даному етапі це говорити завчасно. Як тільки буде чітке бачення і згода всіх держав, то тоді ми, очевидно, оприлюднимо цю інформацію. Проблема воды для аннексированного Крыма наверняка и в этом году она останется острым. И сама администрация, назначенная Москвой Крыма, это констатирует чуть ли не каждый месяц. Тем более климатические условия, погода не самая лучшая. И вот здесь как раз Россия, как бы так вот, я уже цитировал госпожу Захарову, спикера МИД РФ, вот она демонстрирует, что вот надо бы обсуждать, жалобы даже в ООН поступать и так далее, и так далее. Позиция Украины официальная по поводу возможности возобновления так или иначе поставок воды на аннексированный полуостров в этом году остается неизменной? Вона і в цьому році, і в наступному, і у всіх роках до деокупації Криму буде залишатися незмінною. Відповідальність за ситуацію на окупованих територіях по міжнародному праву несе країна-окупант. Тому це проблеми Росії, і ми знаємо по підрахунках статистичних і прогнозах, що водних ресурсів в Криму для потреб цивільного населення вистачає. Це вже проблема іншого характеру, це проблема перетворення Криму на військову базу, яка і Росія посилює це щороку. Тому ці ресурси, в тому числі водні, вони тратяться і на такі цілі. І тому Україна, як я вже казав, з Росією може вести переговори по Криму тільки по одному питанню – по його деокупації і компенсації надані Україні і її громадянам за цю оккупацию. Спасибо большое, господин Бешта. С нами на прямой связи в эфире радио Крым Реалии был Петр Бешта, генеральный директор политического директората Министерства иностранных дел Украины. Продолжаем наш сегодняшний марафон радио Крым Реалии. 7 лет сопротивления Крыма. Еще раз обращаюсь к вам, друзья, имейте возможность, в частности, трансляции, которая, конечно же, так и называется сегодня на нашем YouTube-канале. Мы сегодня будем в эфире до 15 часов, то есть до 14 по киевскому времени. Также имеете возможность к нам позвонить по телефону 8 800 190, прошу прощения, 8 800 169 26. Ну и следующий наш гость эфира, надеюсь, связь не подведет, все будет отлично. Первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Макарович Кравчук с нами. Леоніда Макаровичу, вітаю вас, дякую, що до нас долучилися. Доброго здоров'я вам, доброго здоров'я. Я перепрошую, пане Леоніда Макаровичу, пане Леоніда, у нас цільова аудиторія русскоговорящая, потому я буду на русском языке к вам обращаться. Леонид Макарович, первый вопрос такой. Вот эти 7 лет, мы, конечно, вспоминаем каждый год эти события, известные конца зимы, начала весны 2014 года. В 91 году, когда вы были лидером Украины, при вас и Украина обрела независимость, и был референдум 1 декабря 91 года, когда, если не ошибаюсь, вы точно это помните, 56% крымчан были за независимость Украины. За. Тогда. И севастопольцы тоже, кстати, неотъемлемая часть. Да. Всі міста, всі райони були більше 50%. Леонид Макарович, что же произошло в 2014 году, на ваш взгляд? Через сколько? 23 года? Відбулося те, що ми з цього маємо зробити всі разом висновки. По-перше,
Україна могла б більше уваги приділити Кримові. Дати більше свобод, більше прав і встановити більш, я б сказав, органічні зв'язки, враховуючи історію, особливості Криму. Але, на жаль, цього зробити було неможливо в силу різних політичних сил, які тоді діяли в Україні. Це по-перше. І по-друге, російський вплив на Крим з кожним роком зростав. Окремо Москва, окремо Росія, окремо московський, як він називався, Московська рада, ну, міськрада, вона по-іншому називалась, там було Рада міністрів в Москві, щось на таке схоже. Вони діяли безпосередньо в Криму. З'явився Мишков. Так. Да, почали зразу розглядати питання про перетворення Кримської області в Кримську республіку. Потім почали розглядати питання про обрання президента Криму, саме Мишкова. І все це разом накручувалось, і в Криму почали зростати антиукраїнські сили. І вже коли прийшов 2014 рік, і під впливом знову ж таки тих процесів, які були в Україні, Крим, а вірніше Росія, використала ці проблеми, які були в Україні після Революції Гідності і під час Революції Гідності, для того, щоб вплинути ще більше на Крим. І цей же вплив вийшов за межі тільки різних економічно-соціальних або політичних проблем. Він набрав військової сили. От таким чином відбулося те, що не врахували, не передбачували, і Україна також не все врахувала. Зате вже зараз ми маємо досвід, на жаль, погано, що вчимося на помилках, але краще на помилках, чим зовсім не вчитися. Я думаю, що нинішній досвід і нинішні наші дії, в тому числі президента Зеленського про утворення Кримської платформи в даному разі, яка площадки Кримської, де ми зможемо, не тільки Україна, а світове співтовариство, ну, скажімо, заяви Сполучених Штатів Америки, що ніколи Сполучені Штати не визнають Крим російським, що це територія України, що це український суверенітет, українська цілісність. Тобто говорять речі, які відповідають нормам міжнародного права, а не просто заяви. Нормам міжнародного права. І нинішня адміністрація прямо заявляє, ми не дозволимо Росії діяти так, як вона хоче. Ми зробимо все для того, щоб Росія виконувала нормы международного права. Леонид Макарович, я перепрошую, мы еще вернемся к событиям, конечно, актуальным. Это в центре внимания и нашего разговора, и в целом сегодняшнего марафона «Радио Крым Реалии». Но если вернуться к тем событиям 90-х годов, когда вы были президентом Украины, мы тут вспомнили господина Мешкова, Юрий Мешков. В позапрошлом году он скончался. Такой известный был деятель для Крыма. Это как раз при вашем президентстве, Леонид Макарович, вот эта мешковщина, как термин критиков этого всего процесса, не прошла тогда. Номер не прошел тогда Крыму. Почему тогда не удалось пророссийским силам, а вот через 20 лет, то есть в 2014 году, удалось вот все-таки? Скажу, я і сьогодні з таким позитивно відгукуюсь про таких постатей в Україні, як міністр, коли вже потім став міністром оборони Кузьмук, керівником Служби безпеки Марчук і багато інших людей, які організували в Криму не протести, не придушення протестів, а організували таку ауру навколо тих проблем, які були в Криму, і контроль за їх здійсненням, що такі сили
аби, як ви кажете, Мишковщина не пройшли. Це перше. І друге, ми дозволили, не те, що дозволили, а ми підтримали здорові сили Криму мати свою конституцію. Крим прийняв конституцію. Автономної Республіки Крим у складі України. Абсолютно. Де було написано, що Конституція Криму є складовою частиною Конституції України. І навіть мови там було 3 мови: російська, українська і кримсько-татарська, передбачено в Криму. Тобто я цим хочу 2-3 приклади показати, що ми враховували ситуацію і йшли на зустріч побажанням, аби врахувати і вимоги, і потреби, і все інше тих людей, які мешкали в Криму. Леонид Макарович, такой вопрос к вам. Конечно, один из главных ваших партнеров по переговорам, взаимодействию, и Беловежское соглашение, самое знаменитое, вошедшее в историю, и не только, и после, и до, Борис Николаевич Ельцин, президент России. Как вы считаете, ну, конечно, и с Путиным наверняка вы знакомы, Владимиром Владимировичем, то, что произошло именно в 2014 году, 7 лет назад, это именно вот, сейчас я не говорю плюс-минус, хотя это очень важно, роль личности в истории именно при Путине такое могло произойти? Или при Ельцине, если бы так бы сложились обстоятельства, и он бы был на тот период президентом, ну, маловероятно, тоже могло бы такое быть? Или это заслуга в кавычках Путина, прежде всего? Я вже маю солідний вік і зустрічався з багатьма лідерами Росії, Радянського Союзу. Черненко, Андропов, Горбачов, бачив, зустрічався навіть з Брежнєвим, Лупловим. Тобто я знаю їх всіх. Знаю їх позиції. Ну, не повністю, не глибоко так, щоб я, як я, скажімо, з Єльциним, то я спілкувався більш широко, глибоко і часто. А там менше. Але я хочу, щоб всі зрозуміли одну річ. Коли йдеться про Україну, всі вони приблизно одинакові. Російські ці лідери, так. Всі одинакові. Вони кажуть одне. Україна була, є і буде в системі, слухайтесь, стратегічних інтересів Росії. Вся Україна, вся. Вони цю формулу записали в скрижалі своєї політики і прийняли на Державній Думі. Тому шукати кращого або гіршого лідера Росії – це не означає знайти його. Ми маємо навчитися захищати Маємо те, що маємо, Леоніда Макаровичу. Абсолютно. Навчитися захищати Україну. А сподіватись на те, що вони будуть або гірші, або кращі, вони будуть такими, які вони є. А ми маємо захищати. Це означає гуртуватись, це означає підносити економіку, обороноздатність, це означає враховувати особливості всіх регіонів України, жити нормально, по-людськи, по цивілізованому принципу. Ось задача наша. А не сподіватись, що Росія стане кращою. Вона є такою, якою вона є, і я можу вам сказати, що найближчим часом вона не зміниться. Її можна змінити тільки одним шляхом. А саме, об'єднати сили і примусити її різними способами, ну, звичайно, не військовим. Санкції, дипломатичні впливи, різного роду обмеження, які передбачені в документах міжнародного права. Тобто на Росію потрібно впливати тими ж методами, які вона використовує, впливаючи на інших. Зрозуміло. Леониду Макаровичу, таке до вас ще запитання. Очень важный вопрос. Мы тут начали с референдума. Действительно, в России об этом сейчас не вспоминают. Результаты референдума именно на территории Крыма 1 декабря 1991 года. Опять же, еще раз напоминаю, тогда это абсолютно без зеленых человечков был проведен. Без безвежливых людей, отнюдь абсолютно свободный референдум. И большинство, пусть незначительно, но большинство в составе независимой Украины, чтобы Крым был, проголосовали тогда крымчане. Но вот, если о вопросе референдума, совсем недавно, 20
26 января сего года Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект, внесенный президентом Владимиром Зеленским, о всеукраинском референдуме. И комментируя этот вопрос в эфире телеканала «Украина-24», вы сказали, что стоило бы, насколько можно понять вашу мысль, вынести на референдум вопросы Донбасса и Крыма. Что вы имели в виду, Леонид Макарович? Поясните, пожалуйста, сейчас в ефірі Радіо Крим Реалії. Ну, я мав на увазі так. У нас немає і на сьогодні єдності щодо ситуації на Донбасі і в Криму. Ну, скажімо, в самій Верховній Раді різні фракції, в тому числі фракція ОПЗЖ, яка фактично проводить політику Росії в Україні. Таким чином, оскільки і в в цілому в суспільстві, і в політичних силах немає єдності в оцінках, то я подумав, а може нам запитати все ж таки народ? Як народ до цього ставиться? Це ж не йдеться про те, що це сьогодні зробити чи завтра. Якщо ми не зможемо ближчим часом знайти спільних зусиль, не зможемо об'єднати всіх навколо нашої головної ідеї, повернути суверенітет, цілісність і незалежність, особливо територіальну цілісність всієї України, значить треба шукати інші шляхи через вплив народу. А найвища сила в кого? Народу. Тому я думав над цим, а може, я тоді сказав так, а може нам звернутися до народу і в цих оцінках через референдум. Але це не означає, повторюю, що це питання на часі. Воно, в принципі, коли ми вичерпаємо всі інші можливості, і вони не дадуть наслідків, можливо, і до цього доведеться. Через кілька років, може через багато років, не в цьому році, так я вас розумію? Не в цьому, ніякому разі. А яке саме питання? Чи погоджуєтеся ви, громадяни України, на те, щоб Крим був, не знаю, анексований, чи як? Яке має бути питання на цьому референдумі? Поставити я не можу так сходу сказати, тому що це дуже важливе питання. Має бути таке формулювання, щоб людина відповіла так, ні. Так чи ні? А для того, щоб так відповісти, треба, щоб не було ніяких двозначностей в формулюванні. А коли б поставили таке питання і зібрали групу правників, політологів і далі, таке формулювання можна знайти, я в цьому переконаний. Ну, Леонид Макарович, в этой связи постоянно в России педалирует вопрос, будет скоро 7 лет не только известных событиях 26 февраля 2014 года, но и так называемого референдума мартовского в Крыму, опять же под дулами автоматов. В России подчеркивают, вот подавляющее большинство, абсолютно законный референдум и так далее, и так далее. Ну, известна позиция Путина и Кремля все эти 7 лет. Но если в Украине придут к тому, чтобы в Украине провести референдум, пусть через несколько много лет, то что, это будет легализация того референдума российского в 2014 году в Крыму или нет? Буде, бачите, в Америці, в Сполучених Штатах Америки, коли штат, от якийсь із штатів, от уявіть собі, раптом захотів відокремитись від Сполучених Штатів Америки. Ну, це так, ми малюємо таку ситуацію. Йому скажуть, будь ласка, але нехай голосує вся Америка, а не тільки цей штат. А це, до речі, відповідає українському законодавству, так? От, абсолютно. Можливе відділення певної території України, наскільки я розумію. Тепер я кажу, якась територія раптом захотіла відокремитись. Ну, дала аргументи. Нема антиаргументів. Що каже держава? Будь ласка. Але буде голосувати вся Україна. Тому що ви є частиною України, і ваше відокремлення може мати наслідки для всієї України. Таким чином, от про цей референдум, якщо б він був би, він скасовує регіональний референдум в Криму. 2014 року. Звичайно, це є референдум всеукраїнський. Зрозуміло.
Леонид Макарович, ну вот так получилось, действительно, я, общаясь с вами, не могу, конечно, все только к Крыму свести, это очень важно, это основная тематика наших всех эфиров, но и кейс Донбасса очень важен. Вы глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе. Скажите, пожалуйста, Леонид Макарович, вот эти кейсы, и там российское влияние, я так мягко скажу, очень мягко, очень, Донбасс и Крым. В чем отличие, в чем схожесть и так далее, и какие пути решения. Россия признает войну, конечно, на Донбассе, но говорит, что она посредник и так далее. Ну, что я вам рассказываю? Вы это слышите в так называемых минских переговорах каждый раз. Відмінність принципова. Крим Росія ввела в склад Російської Федерації. Вона зробила Крим територіальною одиницею Російської Федерації. Що торкається Донбасу, то заява і президента, і кремлівських лідерів полягає в тому, що це територія України. І що, мовляв, на цій території України центральна влада веде боротьбу з тими, хто хоче жити по-іншому. Тобто це внутрішня, мовляв, справа України, а Росія до цього не має ніякого відношення. Ну, брехня очевидна. І це вже не просто можна приховати. Це весь світ бачить. І не просто бачить, а говорить про це. От я нещодавно брав участь через онлайн в засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Буквально тиждень тому, трошки більше. Виступили всі 15 членів Радбезу. Всі 15. Всі 15, крім, звичайно, Росії, більшість називали Росію агресором, окупантом, вимагали залишити території України. Тобто позиція світова проти Росії. Тому це дуже важливо знати і дуже важливо враховувати. Тому відмінність тут різна. Але, незважаючи на відмінності, територія окупована, не анексована, а окупована територія Криму і окупована частина Донбасу. В цьому немає різниці. А що торкається організаційно-правового статусу, то разница есть. Леонид Макарович, и пути решения, если вообще можно употреблять это слово, Донбасс вернуть легче Украине, нежели Крым? Или это должно быть в комплексе, чтобы Россия и там начала выполнять нормы международного права и ушла и из Крыма, и из Донбасса? Или, возможно, Украине стоит делать ставку, сначала разберемся с Донбассом, чтобы все нормально было урегулировано, а потом Крымом займемся? Как вы считаете в этом плане? Маємо ставити це питання одночасно. Говорити так, як говорить світ, повернення територій, забраних, окупованих Росією Україні, але особливості повернення мають бути враховані. І в часовому плані також, можливо, щось буде, що раніше, що пізніше. Але питання ми не ділимо. Це питання територіальної цілісності України. А, кстати, вот участвуя в этих переговорах, так называемых минских, так называемых, потому что на самом деле онлайн-формате и так далее, вот что вы видите, Леонид Макарович, именно по Донбассу? Говорят о большом очень кризисе, что, да и господин Резников отмечал, что, если не ошибаюсь, его цитата с июля месяца, тупцювання на місці, як то кажуть, українське. А що ви видите в этих переговорах? Безумовно, тому що яке питання ми не взяли, а в нас два інститути організаційно-політичні, які працюють в даному разі на територіальну цілісність України. Це нормандський формат, четвірка і Мінська площадка консультативна для обговорення проблем Донбасу в даному разі. І ці інститути працюють або повинні працювати на вирішення конкретних питань. Вони визначені, вони названі, вони окреслені. Але яке питання ми не взяли, Росія його блокує. Блокує, а їх підопічні, так зване ОРДЛО, вона виконують волю Кремля. І
тільки ми починаємо діяти активно, показуючи не просто своє бажання словесне, а реально включаємось в роботу, вони роблять все, щоб зупинити наші дії. Таким чином, правильно кажуть, що це, на жаль, для того, щоб виконати, потрібна політична воля, але цього мало. Потрібно змінити деякі формулювання в самих документах, прийнятих у Мінську. І я думаю, що без міжнародно-правової експертизи, а це мають допомогти нам такі країни, скажімо, як та ж Німеччина, Франція, Великобританія, Сполучені Штати Америки, експертизи цих документів, чи відповідають вони реаліям і чи можливо їх виконати в такій редакції, в якій вони визначені. Це треба зробити. Оце є головне. Головне завдання під час цих переговорів, зокрема. Україна намагається зробити все для цього. Леонид Макарович, я прошу прощения. И такой вопрос, конечно, не могу не задать. Так и совпало или не совпало, совпадение, не думая, как один пропагандист российский говорил, не буду лишний раз его фамилию называть. Буквально вот в один период, Леонид Макарович, в январе сего года вы приняли участие, онлайн, конечно, но приняли участие, и это сразу, эти СМИ, если их так называть, СМИ, анонсировали активно, и телеканал Крым-24 подконтрольной России, и российский первый или как он там называется, федеральный канал, господин Шейнин, известный пропагандист. Вы сейчас, Леонид Макарович, не жалеете, что в 2 таких эфирах принимали участие, что, извините за выражение, вас использовали, грубо говоря, нет? Дивіться, моя позиція полягає в тому. Не важливо, з ким ти говориш, а важливо, що ти говориш. Аби мені сказали, Леонід Макарович, ви там наговорили також, що суперечить національним стратегічним інтересам України. Я використав перший канал для того, щоб їхньому ватажку Пушиліну задати одне, я ж з ним не спілкувався. Йому задав одне єдине запитання. Скажіть, будь ласка, кому мені вірити? Вам, який каже, що потрібно в Донбасі створити, що Донбас – це російський Донбас, що там потрібно утворити національно-російські 2 держави, які поступово інтегруються в Росію. Це ви так кажете. А ваші представники в онлайн Мінській конференції, яка, до речі, 3 числа буде, 3 березня, Марта, говорить інше. Та кого слухати? І він на це запитання практично не дав відповіді. Леонид Макарович, перепрошую, що я вас перебиваю. А хіба вообще ДНР, ЛНР, так называемая, является участниками переговоров в Минске? Это же 3-сторонняя контактная группа Россия, Украина и ОБСЕ. До мене, я це питання порушую кожен раз. Але це було зроблено до мене, їм дозволили бути там як запрошеним. А вони це бути запрошеним фактично перетворили в активну роботу. І Росія сидить і спостерігає. Як тільки щось ми говоримо, вона це ні, ви маєте справу з ОРДЛО. Чого ми маємо мати справу з ОРДЛО, якщо вона не сторона контактної групи? Але Росія так вважає. І це є право. А ми, керуючись і Мінськими угодами, і нормандськими домовленостями, рішеннями, вважаємо, що у нас 3 сторони. Росія – агресор, Україна – наслідки цієї агресії, і модератор наш ОБСЄ, пані Хайді Граву. Леонид Макарович, да, вот этот вопрос. А Крым-24, зачем вы принимали участие в этом эфире? Не пам'ятаю, а про що там... там, кстати, тоже важный момент, Леонид Макарович, я немножко напомню, это был эфир 20 января этого года, тоже вспоминали, все референдумы, был же еще референдум 20 января 91 года, помним, всесоюзный тогда в составе СССР, и тогда вспоминали на этом канале, что большинство было за то, чтобы Крымская область в составе Украинской ССР и так далее, и так далее.
Вот. И вот именно вот в этом эфире, где на этом канале вспоминали эти события, и вас долучили, як кажуть, українською мовою. Не шкодуєте, Леоніда Макаровичу? Ну, а вы не помните, что я говорил? Там, я могу процитировать, я цитирую в изложении этого. Вы знаете, я бы хотел, значит, сейчас корреспонденты спросили, не хотел ли они лично приехать в Крым, вот сейчас. Вы ответили, в изложении, не знаю, правда или нет, изложили вашу точку зрения. Вы знаете, я бы хотел, но сейчас я езжу очень мало далеко, с учетом ситуации, которая сейчас в Крыму. Я не думаю, что эта поездка моя принесет небольшое удовлетворение. Я не думаю, что эта поездка могла бы быть позитивно оценена и российской стороной. Конец цитаты. Правильно навели вашу цитату? Правильно, правильно. Я и сейчас вам скажу, что, конечно, я хорошо знаю Крым. Я там много, десятки раз был по делу и много раз десятки отдыхал. Я знаю каждый уголочек Крыма. Конечно, мне бы хотелось посмотреть, какой сегодня Крым. Это же украинская земля. Я имел к этому непосредственное отношение всю историю. И советскую, и возвращение крымских татар. Я был членом группы в Украине по возвращению крымских татар. То есть я знаю хорошо ситуацию. Конечно, мне бы хотелось взглянуть, как же живут сегодня крымчане. Но я сказал, что это нереально. Я говорил как человек в данном случае. Отвечал по-людски на вопрос. Нереально и невозможно. Но я добавил там и сказал, я верю, что придет время, и я посещу Крым. Украинский Крым. Да, я посещу Крым. А вот этого они не пишут. Да нет, вот у меня перед глазами сейчас изложение вашего участия в этом эфире Крым-24. Нету этого момента. Вот, я верю, то есть я сказал, что рано или поздно Крым будет украинским, и я обязательно туда приеду, если буду жив и здоров. Дай Бог здоров'я всем нам и вам, Леонид Макарович. Спасибо большое за участие в нашем эфире. Дуже вам дякую, Леониду Макаровичу. Первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук принимал участие в эфире радио Крым Реалии. Продолжается наш сегодняшний радиомарафон, вернее телемарафон. Идет же и трансляция в YouTube-канале, и она тоже так само называется. Напоминаю еще раз это название сегодняшнего эфира. 7 лет сопротивления Крыма. И приглашаю еще одного участника нашего эфира, украинского политического эксперта Тараса Березовца, кирчанина. Это не последний момент, почему мы обратились к нему с предложением принять участие. Спасибо, что он согласился. Здравствуйте, Тарас. Так, доброго дня, витаю вас. Ваша оценка, прежде всего, вот эти 7 лет, что это? Что они показали? Что мы имеем сейчас после событий 2014 года, конца зимы, начала весны этого года? Я думаю, що треба починати з набагато ранішого періоду. От попередній учасник вашого ефіру, Леонід Кравчук, чомусь промовчав про свою не дуже гарну роль, назвемо це так, в тому, що сталося в 2014 році. Насправді, саме його дії, а точніше бездіяльність, заклали основи наступної окупації Криму. Якби не Кравчук, якби він не підписував в статусі першого президента України угоду з тодішнім президентом Росії Борисом Єльцином про перебування Чорноморського флоту на території Кримського півострова, ми би не мали ні Харківських угод наступних, ні договору 1997 року, який закріпив базування Чорноморського флоту в Криму. Тоді існували абсолютно всі передумови, ми пам'ятаємо всі пострадянські республіки і країни Балтії, Середньої Азії, Закавказу домовилися про виведення російських баз. Але на превеликий жаль, з якихось причин Леонід Кравчук цього не зробив. І саме його діяльність, я би сказав так, антидержавна, призвела до того, що російський флот залишився. Як підсумок, 16 тисяч російських військових опинилися в Криму на жаль, на цілком законних підставах в 2014 році. Ну, а що було далі? Наступні 7 років – це вже наслідки, власне, всіх попередніх років української незалежності, починаючи від 91-го року. Ви знаєте, що основна частина колаборантів, які зараз перебувають при посадах в Криму, це наші українські громадяни, це наші українські політики, чиновники, які продовжують засідати в судах, які сьогодні здійснюють судочинство, каральні функції по відношенню до українських громадян, української національності, російської, кримсько-татарської, інших національностей в Криму. 7 років, за великим рахунком, Україна використала надзвичайно неефективно для того, аби здійснювати програму деокупації Криму.
І, звичайно, якщо ми виходимо з того, що ця деокупація станеться так років через 40-50, нам нікуди поспішати, і ми можемо сказати, що 7 років це насправді це нічого. Ну, я перепрошую, что вас перебиваю, как страны Балтии вспоминают. Пакт Молотова-Риббентропа и конец 80-х. Но это длительный срок все равно, даже для истории. Саме так. А чому саме такий термін зараз називається? Тому що ми виходимо з того, що якщо не буде форс-мажорних подій в Російській Федерації, наприклад, там розпаду цієї держави, громадянської війни чи чогось подібного, в іншому випадку повернення українського півострова справді може зайняти десятки років. На превеликий жаль. Але готуватись до цього потрібно вже зараз. І тому, споглядаючи на ті 7 років, які були витрачені, по суті, лише на декларативні заяви. Дивіться, ми щороку кажемо, що сьогодні річниця спротиву окупації Криму. А що зроблено? Давайте підбивати підсумки і робити висновки. Ну, от що було зроблено за останній рік. І кожного року говорити. Якщо ми зараз подивимось кожен рік, який був витрачений, особливо в останні роки з президентом Зеленським, на превеликий жаль, ми бачимо не те, що недосягнення, ми бачимо самий відкат. От подивіться зараз на ситуацію з кримсько-татарським каналом АТР. Це, по суті, зараз головна ниточка, яка зв'язує інформаційно-материкову Україну з українським півостровом. Що зараз з ним відбувається? Абсолютно ганебна історія з його закриттям. Приниження наших громадян в Криму, ті, які звикли дивитися його, і кримських татар, і українців, і росіян. І все це відбувається під абсолютно цинічні заяви того, що от зараз ми будемо навпаки посилювати інформаційний вектор, створювати центр дезінформації, врешті-решт ту саму кримську платформу, декларативні заяви, за якими навпаки відбувається абсолютний відкат. Тобто все робиться з точністю до навпаки. От, за великим рахунком, Україна не використала ті можливості дипломатичні, сповна, для того, аби скористатися цим фактом. Так, були запроваджені кримські санкції, але адміністрація американського президента Барака Обами, яка їх запровадила в 2014 році, зробила дуже, скажімо, слабкий пакет цих санкцій. Більше того, далі ігнорувалися численні порушення міжнародного українського законодавства. Згадаємо контракт з компанією Siemens. Чим він завершився? Були кримінальні справи, були покарання, те, що були завезені турбіни для Севастопольської і Сімферопольської ТЕС. Нічого не було. Так, були голосні заяви дипломатичні, але все на цьому закінчилось. Далі дивіться. Працюють зараз міжнародні компанії, естонські, литовські працюють на території. Естонія заявляє, що сплив останній скандал, найбагатша людина цієї країни має бізнес в окупованому Криму. Прокурор Естонії заявляє, що ми готові займатися цією справою, порушувати, але після того, коли до нас звернеться українська сторона. Тобто, дивіться, естонський уряд і їхня прокуратура дбає про цілісність України більше, ніж ми. У нас про цей скандал хтось чув взагалі? Нічого, нуль. Повністю. Там величезний торговий центр, який належить цьому естонському бізнесмену. Ні кримінальних справ немає, ніхто про це не каже ніде. От вам приклад, от реальне ставлення. Тобто слова – це одна річ, а на превеликий жаль, справи вони доводять зовсім протилежно. В этой связи, Тарас, что вы отмечаете, оппозиция действительно западных партнеров, даже не Эстонии, как государство Эстонии как раз в первых рядах в отстаивании интересов Украины, страны Балтии. А вот не хочу обидеть ни в коем мере ни Литву, ни Эстонию, ни Латвию, но мощное государство, Германия та же, от Siemens, кстати, да, вы же упомянули. Как у вас мнение за эти годы? Это действительно желание, поставить на место агрессора, если так жестко, не дипломатически говорить, страну-агрессора Россию? Или опять продолжается вот эта политика, которая раньше была и в отношении Советского Союза периодически, до войны в Афганистане? Ну, если уж такие параллели проводить, возможно, не очень сомнительные, как европейские страны хотели умиротворить в конце 30-х годов Адольфа Гитлера, к чему это привело тогда? Как вы считаете, вот позиция Запада сейчас в отношении Крыма и так далее, и Донбасса тоже, конечно? Немає такого поняття, як позиція Заходу, тому що в кожному випадку кожен уряд здійснює, за винятком країн Європейського Союзу, все ж таки свої санкції, свій санкційний пакет здійснює окремо. Треба розділяти санкції, які були запроваджені, наприклад, Канадою, Сполученими Штатами, це більш жорсткі санкції, і санкції з боку Європейського Союзу, які дуже поблажливо дивляться на всю цю ситуацію. Я вже не згадую про те, що офіційні представники урядів цих країн, там парламентів, не урядів, парламентів цих країн відвідують окуповану територію. Той же самий одіозний Т'єрі Маріані, депутат французьких національних зборів, відвідує Крим. Санкцій жодних немає, Україна звертається. Французький уряд на це взагалі здійснює нуль реакції.
Подивіться останній скандал зараз з обладнанням новозбудованої лікарні в Сімферополі імені Сібашка. Це величезний центр, який вони дуже довго будували з корупційними скандалами, затягли на 2 роки здачу в експлуатацію, але здали. Все обладнання там, і вони цього навіть не соромляться, показують по кримських пропагандистських каналах, там Крим-24 і подібних, все завезено з Німеччини. Я перепрошую, це вже 7-й рік окупації. І реакції на це взагалі немає. Тобто я почав звертати на це увагу, інші кримські активісти. Щось почались рухи, ніби там прокуратура Криму цією історією зацікавилася. Мається на увазі прокуратура АРК Крим, яка працює в Україні тут, на материковій частині. Але європейські країни не контролюють, тобто вони формально запровадили ці санкції, а далі закриваються очі. Business as usual здійснюється. Більше того, будівництво так званого Кримського мосту було б абсолютно неможливо. Вибачте, Росія на сьогоднішній день може побудувати своїми власними силами, ну там місток через якийсь невелику водойму. Вони навіть втратили ті технології, які були за часів СРСР. Все це здійснюється за рахунок виключно західних і європейських, в першу чергу, технологій, за рахунок машинобудівних можливостей, які вони отримують через, в першу чергу, всупереч санкціям через європейські країни. Що вони роблять? Вони ставлять, наприклад, от ця сама лікарня Сімашка, ставлять кінцевим отримувачем цієї техніки, значить, якусь там лікарню в Калузькій області, а потім завозять в Крим. Просто цинічно, а потім сміються і кажуть, так, от дивіться, це обладнання стоїть німецьке, у нас, значить, так, ми завезли це, показали, написала там якась Смоленська, Калузька область, воно в Криму, і вони просто сміються. Де реакція сьогодні українських дипломатів? Де сьогодні реакція, врешті-решт, європейських урядів? От вам відповідь на те, як європейські країни реально дотримуються цього санкційного режиму. Тарас, если вот так вы критически оцениваете действия нынешней власти по возвращению Крыма, я так понимаю, президента Владимира Зеленского и МИДа, а почему такая, с вашей точки зрения, Тарас, ну, скажем так, слабая реакция? Почему? Возможно, боязнь России или видят, что делают европейские партнеры, не хотят, вопреки их действиям, что-то осуществлять в Киеве. Почему тогда такая слабая реакция? Тому що немає системної політики стосовно деокупації Криму. І це, треба сказати, це не тільки за часів Зеленського, це взагалі Україна за 7 років, дивіться, так і немає досі жодної офіційно затвердженої державної політики стосовно і плану стосовно деокупації Криму. Цей план має стосуватися діяльності всіх причетних міністерств, починаючи від МЗС, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, інфраструктури, екології. Всі абсолютно міністерства мають бути залучені до цього плану. Це насправді робота Ради національної безпеки і оборони України. Такий план, попри численні обіцянки, за 7 років так і не з'явився. Більше того, навіть немає ознак того, що робота над створенням цього плану ведеться. І тому, що стосується Зеленського, я думаю, що тут все перемішано. Насправді, ключова причина – це хаос державного управління. Це стосується не тільки Криму, випадають багато інших аспектів міжнародної політики, за яку президент відповідальний. Друга причина – це справді страх Росії, страх створити ще одну лінію конфлікту. Мовляв, у нас і так проблеми з Донбасом, куди там за Кримом займатися. Третя причина – відсутність, ну, скажімо, вони в цьому хочуть бачити інтерес, в першу чергу фінансовий інтерес. На кримській тематиці неможливо нічого вкрасти, роздерибанити, тому що тут немає масштабної міжнародної допомоги. Тобто, якби виділялися величезні гранти, наприклад, там західними урядами на тематику реінтеграції Криму, деокупації, так, я певен, що тут же би з'явилися зацікавлені особи. В дійсності, є невеличкі гранти, відносно невеликі, за 7 років, так, там накопичила сума там кілька мільйонів доларів, але за великим рахунком це в основному точечна допомога з боку уряду США, з боку уряду Канади, з боку уряду Японії і там окремих європейських країн, які фінансують, але в першу чергу не стільки державні, скільки недержавні організації, які займаються питаннями реінтеграції Криму. От і все. От 3 ключові причини, які лежать в основі відсутності зацікавленості нинішньої адміністрації Зеленського займатися питаннями Криму.
Спасибо, Тарас, спасибо за участие в нашем эфире. С нами на прямой связи был украинский политический эксперт Тарас Березовец. Продолжается сегодняшний марафон радио Крым Реалии. На самом деле отнюдь не только радио, но и телевариант, конечно, присутствует. YouTube-вариант, так и называется трансляция сегодняшнего нашего марафона в YouTube. 7 лет сопротивления Крыма. И к тому, что сказал Тарас Березовец, это прямой эфир. У нас звучат самые разные точки зрения. Это точка зрения Тараса Березовца. Если в администрации президента Украины Владимира Зеленского пожелают ответить на критику со стороны Тараса Березовца, если Леонид Кравчук, который уже принимал тоже в нашем эфире участие, пожелает ответить на то, что Тарас Березовец отметил в сторону первого президента Украины Кравчука, тоже критические замечания, пожалуйста, радио Крым Реалии готово и вас, господа, выслушать Леонида Кравчука и представителей офиса президента Украины Владимира Зеленского с ответными аргументами. Они тоже могут прозвучать. У нас площадка открыта для всех точек зрения. Пожалуйста. Это был Александр Лащенко. Я передаю эстафету моим коллегам. Марафон «7 лет сопротивления Крыма» продолжается. Оставайтесь, друзья, с нами. 26 февраля 2014 года. Тысячи людей собираются у крымского парламента. Их цель – отстоять единую Украину. Они не одни. Напротив, второй митинг. И на нем звучат пророссийские лозунги. Вечером люди разойдутся. Ночью здание захватят российские солдаты. А 26 февраля станет днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя. В эфире радио Крым Реалии марафон «7 лет сопротивления Крыма». Мы продолжаем марафон, и это действительно эфир радио Крым Реалии, и мы вполне доступны для вас на средних волнах. 648 АМ, можете круглосуточно слушать нас в Крыму. И также, если вы пользователь интернета, готовы пригласить вас в соцсети. Там вы можете найти в любой соцсети Крым Реалии. Подписывайтесь, будьте в курсе новостей, будьте в курсе того, что происходит на полуострове на самом деле. И, безусловно, могу посоветовать еще видеоконтент, который делает Крым Реалии. Он доступен на странице нашей в Ютубе. Поэтому, пожалуйста, приходите. У микрофона Катерина Некречия. Сегодня, как мы и анонсировали, и говорили на протяжении вот этого дня, уже день с утра, мы ведем марафон. Вот 26 февраля 2021 года, когда мы встретились в этом эфире с очевидцами событий, что происходило под зданием Верховной Рады в Симферополе в 2014 году, 7 лет назад, мы сегодня услышали и представителей украинской власти, и некоторых, кто согласился присоединиться к этому эфиру, к этому марафону, услышали о их планах. Мы даже услышали первого президента Украины и также его оценку ситуации. И, конечно же, все это важно, но еще знаете, что важно для всех нас с вами? Это, собственно, то, откуда мы получаем ту или иную информацию, потому что все мы с вами все равно нам надо откуда-то брать эту информацию. Что это? Газеты, радио, телевидение, это какие-то журналисты, которым мы доверяем, это какие-то блогеры, которых сейчас достаточно много, и которые делятся не только, как нам кажется, какими-то фактами, но еще и своим мнением, пытаются это все разжевать, пояснить, объяснить. И вот, собственно, откуда мы берем ту или иную информацию, даже вот все, что происходило 7 лет назад, вы как помните вот события того периода? Что вы слышали о Майдане, если у вас не было возможности приехать в Киев и увидеть собственными глазами, что происходило в конце 13-го и в 14 году в Киеве, да? Что вы слышали о том, что происходит вообще в Крыму, какие танки, какие зеленые человечки, что там под Верховной Радой? Вы проходили мимо и увидели, вам рассказывали друзья, очевидцы, вы были участником этих вот ситуаций, вы видели эти танки, которые оказались
расстались, в общем-то, уже с доказательствами позже российскими на улицах своих городов. Ну, вот это все вы можете рассказать в нашем эфире. Звоните 8 800 10 06 926. Очень важный момент, что каждый из вас, по сути, он же носитель определенной информации, поэтому вы можете поделиться этой информацией с другими крымчанами, и можете сделать это, кстати говоря, как анонимно, так и просто назвав свое имя или город, из которого вы звоните. Мы сегодня услышали несколько таких звонков, и это достаточно любопытно. Но и особенно вот этот момент, откуда вы получаете информацию, читаете ли вы новости, слушаете ли вы их. И я думаю, что мы сегодня, в следующих вот этих уже 45 минутах до конца марафона, мы, наверное, все-таки сможем разобраться, в общем-то, какой информации следует доверять, какой нет, какие вообще форматы СМИ существуют сегодня, и как на самом деле хотелось бы вам получать эту информацию, от кого и в каком режиме, или вообще вы уже закрылись от новостей и не хотите их слышать. С нами сейчас на включении по скайпу наш коллега, косоздатель Александр Янковский, крымский журналист, глава радио «Крымских громад». Радио «Крымских громад» — это партнеры украинской службы «Радио Свобода», и благодаря такому партнерству вы, собственно, и слышите радио «Крым Реалии» на 648 АМ. Александр, уже, если вы есть, то подайте сигнал. Здравствуйте, я вас уже вижу. Вообще, здравствуйте, я есть, да. Здравствуйте. Здравствуйте и приветствую всех радиослушателей и зрителей «Крым Реалии». Вы очень много лет журналистики, не будем уточнять сколько, вот, но достаточно много. У меня первый вопрос к вам такой. Крымские медиа, крымские СМИ, журналисты, которые рассказывали крымчанам о каких-то событиях, газеты, телеканалы, радиостанции, до 2014 года, до прихода России вот с танками и с автоматами, в таком вот режиме, как мы это все увидели, что рассказывали крымчанам крымские СМИ, и были ли свободные журналисты, свободные СМИ, которые действительно доносили информацию, вот, которая есть, да, они просто были пропагандистами каких-то политиков или вот той власти, которая сегодня руководит Крымом? Я думаю, и мне, конечно, не дадут соврать зрители и все крымчане, которые жили до 2014 года, Крым, в отличие от многих регионов Украины, не представляло себе такое вот выжженное поле в медийном смысле этого слова. То есть, например, в Донецкой или Луганской областях был абсолютный такой диктат партии регионов, ну и вот этих региональных в смысле партийных, да, или подконтрольных этой партии, или подконтрольных этим олигархам или чиновникам самого разного ранга. Вот там был абсолютный диктат, абсолютное тотальное засилие вот этих медиа. Лишь небольшие какие-то сайты местные существовали, может быть, ну и до 2014 года были не очень большие, не очень влиятельные. У них не было большой аудитории. В Крыму ситуация была абсолютно другой. На 2014 год существовало несколько телекомпаний, в том числе независимая телекомпания самым большим количеством передатчиков по Крыму. Это Черноморская телерадиокомпания, было 20 передатчиков. Эту телекомпанию не пустили в свое время в 2011 году для вещания в цифровом мультиплексе, но не выдали лицензию. Вместо этого выдали лицензию маленьким региональным каналам, якобы региональным каналам, которые не осуществляли деятельность, а потом эти телеканалы были объединены в такую большую сеть цифровых каналов, ну, в общем, общенациональных информационных каналов, ну, и которые вот не так давно они перестали вещать. Значит, это было в 2011 году. Но, тем не менее, Черноморка продолжала вещать. Также был телеканал АТР, который работал и который тоже не был подконтролен местным выбранным этим региональным властям и так называемой региональной элите. Поэтому в Крыму все вот так вот и произошло. То есть одна из самых главных, я имею в виду сейчас не оккупация произошла, потому что были такие независимые телеканалы, а первыми пострадали в момент начала российской оккупации в марте 2014 года именно независимые телевещатели. Те, которые могли показывать, что действительно происходит на улицах города, где эти российские военные, что происходит, что это никакой не референдум, что господин Аксенов и все его там мелкие там чиновнички, они на самом деле просто-напросто петрушки в руках господина Путина и прочих российских чиновников вот из соседней России.
И поэтому уже 2 марта 2014 года черноморскую телерадиокомпанию выключили из эфира. Через день-два буквально все остальные украинские телеканалы тоже повыключали из эфира. Ну и к 8-9 марта практически уже ни один украинский телеканал не вещал на территории Крыма. Александр, ну мы с вами знаем, напомним нашим радиослушателям, что, собственно, проект «Крым Реалии», он был создан уже после начала оккупации, и первые полгода он работал непосредственно в Крыму, даже были офисы арендованы для «Крым Реалии», но потом абсолютно стало уже невозможно работать на территории полуострова, поэтому офис в итоге переехал, вот и мы здесь находимся в Киеве, в бюро «Радио Свобода» украинской службы. Но вот что случилось с медиа в этот момент? Вы сказали о том, что выключили телеканалы. Мы понимаем, что журналистам независимым работать было и кому-то невозможно, кому-то очень сложно. Кто-то работает под псевдонимами, вот до сих пор кому-то удается, кто-то вынужден был выехать, против кого-то, в общем-то, и суды были, как против нашего коллеги Николая Семены, и он несколько лет не мог выехать из Крыма из-за того, что был осужден, собственно, был осужден, условный срок у него был, да, и год назад он переехал в Киев. И вот что нового, может быть, такого случилось, помимо Крым Реалий? Может быть, что-то вот в сознании журналистов поменялось? Потому что, я уверена, вы даже сейчас, наблюдая какие-то крымские телеканалы, вы видите коллег, которых знали, с которыми, может быть, даже где-то работали, вот по одну и по другую сторону. Кто оказался и вот почему так случилось? Из-за того, что из-за личных убеждений, или из-за того, что кто-то из журналистов действительно искренне поддерживает российский Крым, или из-за того, что это рынок, деньги, и, в общем-то, ну, там так удобно? Ну, наверное, да. Во-первых, в вашем вопросе есть ответ. Наверное, многие просто так бескорыстно любят деньги. И неважно, от какой страны им эти деньги получать. Это раз. Момент номер два. Вот вы говорите о тех людях, которые там были. Да, действительно, были и среди журналистов были такие идейные пророссийские журналисты. Они работали либо в российских средствах массовой информации, ну, вот как корреспонденты, да, на территории Крыма, либо работали в печатных, непечатных органах, либо были там активистами российских, пророссийских организаций в Крыму. Вот некоторые из этих людей, они, конечно же, в Крыму не остались. То есть для них это оказалось недостаточно, то есть они посчитали, видимо, свою миссию уже выполнены, они поехали и сейчас, ну, назовем это так, работают, да, в так называемых ЛНР, ДНР, то есть на других оккупированных территориях Украины, в Донецкой и Луганской областей. Кто-то, наверное, может быть, можем их найти в так называемой Приднестровской вот этой республике, но тоже де-факто оккупированной Россией территории. Если говорить вообще вот о современном крымском медийном пространстве, то тут все очень просто достаточно. Если мы зайдем и посмотрим это видео в социальных сетях, ну, совсем недавно мы могли еще посмотреть до того, как, что называется, грохнули каналы этих крымских телеканалов на сайте YouTube, в социальной сети YouTube, то мы бы увидели, что на самом деле все, что там производится в Крыму этими подконтрольными России медиа, оно пользуется очень маленьким спросом у крымской аудитории. Это неинтересно. Ты включаешь телевизор, и там тебе рассказывают о каких-то величайших достижениях подконтрольных России местных чиновников, ну или господина Путина. Ты включаешь YouTube, там видишь то же самое. А интересно крымчанам либо смотреть вот альтернативную точку зрения, да, то есть когда есть местные блогеры, которые, мы сейчас не будем говорить о том, за кого они, да, но вот они просто что-то неконтролированно вещают и неконтролированно показывают. И вот даже к таким блогерам, которые просто говорят, вот посмотрите, здесь мусор, а вот здесь вот деревья спилили. Как же так? Почему это происходит? Вот даже к таким блогерам уже приходят ФСБшники с просьбой, значит, ну, с настоятельной, что называется, просьбой, да, прекратить вот такую государство расшатывающую деятельность, как они считают. То есть мусор, видимо, каким-то образом он мешает чиновникам российского государства, которое оккупировало Крым. Это то, что касается, вот это только один самый маленький момент. Ну и понятно, что крымские чиновники, они панически боятся вообще вот, потерять эту монополию свою на, что называется, власть над умами. Им кажется, что если они абсолютно все
уберут из интернета, уберут из эфира, как это произошло в 2014 году, то люди ничего не увидят, не узнают и перестанут обращать внимание вообще на объективную реальность, которая есть у них перед глазами. В 2017 году, когда мы начали вещание на частоте 105,9 FM из Чонгара, да, мы получили лицензию на это вещание, абсолютно законно начали вещать на территорию Крыма. Наш сигнал можно было слышать и в Керчи, и в Белогорске, и даже в Симферополе. Испугались этого крымские чиновники и понатыкали маленьких передатчиков, чтобы заглушить наш сигнал. На той же самой частоте, безо всякой лицензии, безо всякого получения лицензии на вещание в украинском пространстве. Так и появилось у нас теперь вещание на 648 АМ на средних волнах, которое можно слушать на территории всего Крыма. Ну, может быть, только за исключением южного берега. И хочу сказать, что с сегодняшнего дня мы увеличили мощность нашего передатчика в 2,5 раза, не в 5 раз. Значит, с сегодняшнего дня была увеличена мощность нашего передатчика в 2,5 раза. Теперь мощность нашего передатчика 25 киловатт. И теперь нас точно можно будет услышать на 648 АМ на территории всего Крыма. Александр, здесь в комментариях под YouTube-трансляцией Владимир Сухарев написал: Катя села в кресло и сразу села в лужу. Объяснять крымчанам, как они живут на самом деле из Киева, это интересно. А мне вот хочется сказать, я думаю, что вы сейчас тоже отреагируете на это, потому что таких замечаний достаточно много бывает у интернет-пользователей, которые почему-то все равно смотрят наши трансляции, хотя пишут, что не доверяют. Но почему журналисты, все блогеры, почему люди, которые хотят снять вот по-своему объективную реальность, что они увидели, вот эту картинку, почему они не могут это показывать? Почему журналистам приходится, или целым СМИ приходится переезжать из Крыма с 2014 года? Вы об этом подумайте. Ну вот почему, собственно, почему наш офис не может находиться в Симферополе вот в данный момент с той российской властью, которая сейчас находится на полуострове? Я думаю, что Александру также есть что сказать. Так, у нас что-то со скайпом. Я вижу, что стоп-кадр какой-то. Да, пока мы налаживаем этот процесс, я хотела бы, наверное, принять звоночек. Говорят, что у нас есть слушатель. Давайте выслушаем, пожалуйста. Представьтесь, кто вы, откуда, ваш вопрос или комментарий. Здравствуйте, уважаемая Екатерина Кретия. Это ваш постоянный слушатель Александр. Во-первых, я рад на вас увидеть. Отвечая на ваш вопрос, если про Украину, а я уж не раз в вашем эфире говорил, что я слежу очень так тщательно, что происходит у вас на родине, потому что мне это интересно и важно, то это, конечно, ваше радио, это, конечно, прямой канал, это, конечно, Янина Соколова на 5 канале, ну и русская редакция «Радио Свободы». А если позволите, два вот таких пожелания про ваше радио, коль мы говорим про СМИ, есть вещи, которые мне важны, чтобы все-таки вы сделали приложение, потому что набирать не всегда удобно в поисковых сетях. Вот. И второе, когда даете повтор программ, чтобы вы как-то проговаривали, что это повтор. И третье, у вас выходит много интересных других программ, историчная там «Свобода», там субботнее интервью, но у вас нигде нельзя найти, во сколько они выходят, я имею в виду на сайте. Вот хотелось бы, чтобы это было. А так, как всегда я говорю, вам удачи, и Крым Реали, и Донбасс Реали, ну а вам, Екатерина Кретия, отдельного здоровья и красоты. Спасибо, и спасибо Александр. за все, что делаете. Спасибо, Александр. Вы сегодня уже дважды позвонили к нам в марафон, вы часто звоните в наши эфиры, и спасибо вам, конечно же, за это. Услышали, что вы нам сказали, и очень важно также, что вот, смотрите, человек позвонил, поделился теми СМИ, которым он, очевидно, доверяет, раз их смотрит, да, вы также можете позвонить к нам, еще осталось чуть более получаса эфира, 8 800 10 06 926, звоните, рассказывайте, как вы узнаете о новостях, что у вас на телефоне приложение, вы слушаете радио, вы смотрите телевизор, только ему доверяете, потому что там есть картинка и видно вроде как то, что говорит.
Мы возвращаем Александра Янковского, правда, уже по телефону. Александр, что вы можете сказать вот этим вот критикам, назовем их, этих людей, которые смотрят, слушают наши эфиры, в то же время постоянно упрекают нас в том, что мы находимся там не в Крыму. Как будто бы у нас выбор есть, знаете, как будто вот мы выбирали и выбрали жить где-то на Мальдивах, я не знаю, уехали себе и живем прекрасно, и рассказываем что-то для крымчан. Что ответить этим людям? Я, во-первых, отвечу, что свободная конкуренция в Крыму была до 2014 года, до февраля-марта 2014 года, когда действительно можно было делать разные программы, разные направленности. В одной студии собирать людей и пророссийской, и проукраинской направленности, да, и пытаться как-то там найти какой-то общий язык. А России это все не понравилось, мирный путь развития событий. Именно поэтому Россия вела свои войска на территорию украинского Крыма, оккупировала его в феврале-марте 2014 года и пыталась присоединить эту территорию к себе. Это раз. Второй момент. Я надеюсь, что в ближайшем или не в ближайшем, но я надеюсь, все-таки в ближайшем будущем эта ситуация вернется, ситуация мирного Крыма, когда Крым снова станет подконтрольной Украине территории. Он остается украинской территорией, просто сейчас он временно подконтролен российским оккупационным властям. А что касается того, что насколько это крымчане могут доверять тем медиа, которые вещают, чьи журналисты, например, вещают из Крыма или из Херсона, да, или из какого-нибудь другого города. Ну, во-первых, конечно же, нам постоянно и звонят, и рассказывают. И вы только что сейчас, да, Катерина, говорили, я так понимаю, с одним человеком и одним из людей. То есть есть аудитория, есть фидбэк, есть вот эта обратная связь. То есть люди сами рассказывают. Не всегда они готовы это делать публично, да, но, тем не менее, они готовы рассказывать о тех проблемах, которые есть в Крыму. И еще один очень важный момент. Да, если мы посмотрим и сравним показатели вообще аудитории, например, у Крым Реалии, вот просто в социальных сетях, в Ютубе, в Фейсбуке, в других социальных сетях, и у тех вот подконтрольных России крымских медиа, мы увидим, что вообще это сравнение абсолютно не в пользу этих подконтрольных России СМИ, назовем их так, да, потому что люди не хотят просто-напросто слушать пропаганду, люди хотят слушать, смотреть, читать, что происходит в Крыму на самом деле. Александр, спасибо вам огромное. Александр Янковский, крымский журналист и главный редактор радио «Крымский Громад». Я напомню, что вот радио «Крым Реалии» выходит, потому что есть партнерство Украинской службы радио «Свобода» и радио «Крымский Громад», ГО, такой организации. В общем-то, вот так вот мы вещаем. Я должна еще сказать, потому что, конечно, для каждого журналиста тема его работы, его профессии и тема нашего СМИ, она для нас, безусловно, важна. Еще раз, это не выбор редакции работать не в Крыму. Вы должны задуматься, если вы сейчас этого не понимаете, почему против журналистов открывают какие-то уголовные дела, почему их осуждают, почему журналисты не могут свободно работать на полуострове. Не только журналисты, даже какое количество пророссийских активистов, которые также сейчас преследуются российскими властями на территории полуострова просто за свое мнение. Почему так интересно, что происходит где-то там в Америке, в их внутренних вопросах, когда это можно услышать на каких-то там блиц-опросах на улице. Вот люди этим интересуются, горят, а что там выборы и прочее, прочее. А действительно гора мусора какая-то, да, и то, что там деревья вырубают, это что, менее интересно? Это же вот то, что рядом с нами происходит. И, безусловно, количество анонимных звонков, сообщений, количество людей, которые пишут о том, что они не могут лайк поставить на Фейсбуке какому-то видео или какому-то материалу Крым Реалии, потому что вот боятся, что кто-то из знакомых это увидит. Но это свидетельствует о том, что действительно люди ищут информацию максимально объективную, какую могут найти, и какие-то источники другие, нежели те, что просто ретранслируют заявления тех или иных российских чиновников на полуострове. Спасибо всей нашей аудитории за то, что вы с нами. И если вы готовы позвонить, поучаствовать в эфире, делайте это 8 800 10 06 926. Вы можете делать это в любое время, на самом деле. Можете дозвониться на наш автоответчик и оставить свое сообщение, рассказать о какой-то проблеме. И вы так часто делаете, это нам помогает разобраться в каких-то темах. Мы поднимаем эти темы в наших эфирах. Это очень важно. Сейчас мы продолжаем наш эфир.
И с нами уже и на связи и украинский журналист, и сейчас народный депутат Верховной Рады Украины от фракции «Голос» Сергей Рахманин. Приветствую вас. Добрый вечер. Уж как-никак, но я бы хотела с вами поговорить, безусловно, и как с журналистом, и о том, что происходит в этой такой медийной сфере, которая очень важна, потому что от того, что скажет иногда тот или иной блогер или тот или иной журналист, что покажут на телеканале или что прозвучит на радио, как это заявление подадут, зависит очень много на самом деле, да, поэтому я бы хотела с вами и как с журналистом поговорить, и, безусловно, как с народным депутатом Украины, тем более, что в этом качестве, вот, возможно, вы подскажете, насколько вообще существует сегодня в Украине какая-то информационная стратегия относительно оккупированных территорий. Вот замечаете ли вы ее сейчас? Видели ли вы ее с 2014 года? Дуже важливе, дуже складне питання. Насправді проблема якраз полягала в тому, що фактично всі ці роки стратегії щодо Криму українська влада не існувала. З одного боку була потреба щось говорити, якимось чином реагувати, тому відбувалося певними якимись заходами, певними заявами через те, що соромно було нічого не робити, нічого не діяти. З іншого боку, ніхто не знав, що з цим робити. І тому планів, насправді, якщо стосовно Донбасу існували такі-сякі плани, їх можна критикувати, до них можна по-різному ставитися, то щодо Криму, насправді, таких планів не існувало. Були якісь тези, були якісь чернетки. Часто густо базою, основою цих чернеток були пропозиції вихідців з Криму. Волонтерів, політиків, журналістів, які збиралися в громадські організації, виступали з приватними ініціативами. Але все це не мало належного продовження, належного поштовху, тому що на горі, реально, і тоді, і зараз не дуже собі уявляли, яким чином, коли, як це робити, і тому відкладали це в довгу шухляду, і в цьому, власне, і був програш. Що я маю на увазі під програшем? Насправді, коли в 2015 році, під час створення так званої тристоронньої контактної групи, створення Мінського процесу, Росія поставила жорстку умову, чому обговорюємо тільки проблеми Донбасу, Криму висовуємо за дужки, українська влада на це погодилась. Зараз можна сперечатися, був в неї інший вихід чи не був, але в будь-якому разі, і, власне, я тоді особисто це теж пропонував, ніхто не завадив би українській владі створити альтернативний майданчик, запросити туди інших гравців, наприклад, Туреччину. Офіційно запросити до розмови Росії, яка точно не погодилась брати в ній участь, але запропонувати це треба було, хоча б для того, щоб потім на всіх міжнародних фронтах, на всіх міжнародних майданчиках сказати, ми пропонували, вони відмовилися. І цей майданчик був необхідний для того, щоб тримати Крим в фокусі уваги постійно і мати можливість на різних напрямках, на різних заходах постійно підживлювати тему Криму. Це було перше. Друга проблема. Насправді, соромно це визнавати, але все одно якась частина українських еліт справді достатньо довго розмірковувала, чи не варто все ж таки, скажімо так, розміняти Крим для того, щоб припинити війну на Сході. Тобто дехто вважав це прийнятною ціною, про це безумовно соромилося говорити вголос, але політики такі були, і в період достатньо довгий такий варіант самі для себе вони розглядали під різними варіантами. Умовно кажучи, якась міжнародна адміністрація, якісь там інвестиції, якісь гроші, які через суди Росія має заплатити Україні, тощо. Тобто різні там квазіформи вигадувалися для того, щоб насправді розрізати цей гордій вузол, не розуміючи, як його розв'язати. І оце було найбільшою проблемою. Тому сьогодні, що відбувається сьогодні? Сьогодні нарешті з'явилося, я сподіваюся, що з'явилося усвідомлення в тому, що нехай і згаяно дуже багато часу, є можливість, є потреба сісти і спробувати все-таки починати писати план. План довгий, план розлогий, який передбачав варіативність, мовно кажучи, ми робимо те, якщо воно не виходить, ми робимо наступне. Але цей план, який би насправді включав у себе усі напрямки від соціальної, культурної до безпекової, військової, і цей план, він фактично тільки починається.
Тому що створення Кримської платформи як майданчику – це просто подія, і ці події потрібно наповнити змістом. Але вже поступово починаються і певні рухи, ну, скажімо, аналогічне міжфракційне об'єднання з'явилося в Верховній Раді Кримська платформа, а фракція «Голос» започаткувала, створила інформаційно-просвітницький центр в Київраді, який буде називатися «Крим – це Україна», і є ідея створити його комунальним підприємством для того, щоб мати можливість залучати туди видатки з міського бюджету, і поки що попередньо ця ідея отримала схвалення київського міського голови пана Кличка. Тобто з'явилася вже достатньо велика кількість різних майданчиків, де збираються люди, які в змозі написати шматочки цієї програми, яка, сподіваюся, найближчим часом, сподіваюся, що до кінця цього року все-таки буде предметом обговорення, перш за все, в Раді національної безпеки і оборони, тому що вона має цим займатися. На жаль, чи на щастя, жоден інший орган не здатний опікуватися цим питанням, бо воно надто складне і надто чутливе. Вибачте, что так долго говорю. Все отлично. Я должна только отметить, что вот у нас сейчас эфир, такой марафон 26 февраля 2021 года проходит до 14:00 по киевскому времени, а вечером мы уже из новостей знаем, что созвано заседание Совета национальной безопасности Украины, и на самом деле ожидается, что там будет какое-то или утверждена стратегия по оккупированным территориям, то есть что-то должно происходить. На данный момент мы еще не знаем, что, собственно, там будет заявлено. А у нас есть звоночек от слушателя. Я напомню, что по скайпу наш гость эфира сейчас Сергей Рахманин, украинский журналист, депутат Верховной Рады от фракции «Голос». И мы вместе с народным депутатом готовы выслушать звонящего. Пожалуйста, если вы можете, представьтесь, откуда вы звоните, ваш вопрос или комментарий. Пане Николаевич, я приветствую вас. Вы меня слушаете? Да, здравствуйте. Откуда вы нам звоните? Здравствуйте. Я крымчанин. Я хочу вам сказать, что мы, русские патриоты, слушаем ваше радио не потому, что вы нам интересны, а потому, что мы хотим знать, что враги России нам готовят. Всего доброго. Спасибо за ваше мнение, за ваш звонок. И вы, я так понимаю, что отвечаете, расписываетесь за всех патриотов соседней России. Важно еще, что в комментариях в YouTube вот тоже есть такие вещи, что такие вот комментарии: мы, крымчане, решили, мы, крымчане, захотели, пошли на референдум. Я беру это слово референдум, это действие в кавычки, а тут же в комментариях пишется это вот как действие, что мы, крымчане, захотели в Россию, мы туда, собственно, пошли. Ну вот у меня только большая просьба, наверное, все-таки отвечать, наверное, за себя стараться и как-то всех не объединять, потому что давайте вспомним, что, и мы сегодня показывали, говорили об этом, что происходило 26 февраля 7 лет назад под Верховной Радой в Крыму, Верховной Радой Крыма, да? Сколько там людей вышло на проукраинский протест? Что происходило потом, после того, как так называемые эти зеленые человечки захватили правительственные все вот эти здания важные на полуострове? И какие были мирные протесты? Как женщины выходили на эти мирные протесты за украинский Крым? Вы это вспомните, сколько пропавших без вести, и Ришат Аметов, который 3 марта вышел на одиночный протест с плакатом, и есть на видеокамерах вот заснят тот момент, как его кто-то забирает куда-то, похоже, что это вот та вот крымская самооборона, и увозят, и через буквально 2 недели изувеченное тело Ришата Аметова находят вот в лесу. Это как вам вообще? За это готовы отвечать все патриоты соседней России? За это готовы отвечать все крымчане, вот как вы пишете, которые хотели в Россию, которые пошли на референдум? За десятки пропавших без вести, 7 лет прошло, мы не знаем, что с этими людьми. За десятки семей, которые, и за просто уже более, там, несколько десятков, уже 200 детей, которые без отцов, без кормильцев сегодня находятся, потому что тех осуждают в соседней России за якобы экстремизм и терроризм. Давайте об этом тоже говорить. Теперь передам слово Сергею Рахманину. Может быть, у вас есть что сказать? Ну, зазвичай мені немає що відповідати таким людям. Я просто хотів би нагадати декому, як себе поводили ті люди, які потім дякували Путіну за звільнений Крим. Я нагадаю, що пан Костянтинов розказував, що він за єдність українську. Я нагадаю, що пані Ковітіді, по-моєму, здається, її прізвище, яка потім стала депутатом Державної думи, казала, що
за український Крим. Пана Дейча можу згадати. У мене абсолютно щиро. Я завжди за щире висловлювання позицій. Якби ці люди готові були помирати за свої принципи, говорили, що Крим російський, ми готові за це померти, ну, напевно, в мене була якась така, знаєте, політична повага до них. Вони поводилися як боягузи і зрадники, які брехали в очі одне одному, брехали в очі кримчанам, брехали в очі своїм виборцям, своєму народові, щоб потім заховатися за чужі багнети і розказувати, яким чином, як сильно вони люблять Росію. Вони люблять її язиком, вони її любили тоді і люблять зараз, а насправді це любов не до Росії, це любов до грошей. Любов до грошей і до можливості влаштувати своє життя і своє майбутнє. Ну, кожен обирає як може. Для мене ці люди зникли, декого з них я знав, я декого, дякувати Богу, не знав, не хочу знати. Для мене ця історія така, знаєте, трохи соромиська. І насправді дуже складна історія, тому що я знаю дуже багато різних людей, які по-різному себе поводили в ті буремні часи, які по-різному ставилися до того, що відбувалося. Насправді, я думаю, що будь-хто, у кого є знайомі, родичі, друзі, колеги в Криму, він кожен з кілька десятків різних історій, драматичних, трагічних, комічних, може розказати. Про людину, яка розвалювалася, про друзів, які ледь не вбивали одне одного, про трагедії, про драми, про полишених дітей, що не знімає, в принципі, відповіді на одне просте питання. Це була агресія, це була окупація, і жодним чином нічого, жодного контраргументу, жодного аргументу на те, щоб спростовувало цей факт, його просто немає. Інакше би світова спільнота не ставилася до того, як вона до цього ставиться. І дуже показово, що сьогодні багато міжнародних лідерів, багато держав заявили про те, що ніколи не визнаватимуть не українського Криму, і вони ніколи не зніматимуть санкції, допоки законна влада не буде відновлена в Криму, допоки Крим не повернеться до лона України. Те, що він повернеться, взагалі не питання лише якою ціною, як швидко. Спасибо вам огромное за то, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. Я должна отметить, что мы приглашали представителей всех фракций Верховной Рады, депутатов всех фракций, но немногие согласились, к сожалению, принять участие в нашем марафоне. А вот Сергей Рахманин, народный депутат от фракции «Голос», поделился своим мнением относительно вот таких вот и относительно СМИ, и относительно того, что с каким звонком к нам позвонил радиослушатель. Я еще должна тоже, давайте вот так вот вслух просто задам вопрос. А почему, вот, например, мои коллеги, многие, ну, практически все, кто из Крыма переехал, не могут поехать к себе домой, не могут вернуться к себе домой? Почему не могут поехать в гости к родителям? Почему не могут продолжать жить и работать в Крыму? Почему? Что это за методы такие, которые, вот, и что это за страна такая, которая просто не позволяет, ну, вот так вот выгоняет, по сути, люди вынуждены уезжать и не иметь возможности вернуться домой? Вот из-за чего? Это вообще нормально? Так, ну, это хорошо? Как вы думаете? Я всем комментаторам отвечаю, которые говорят там, мы за Крым России и прочее. Окей, ваше мнение мы услышали, но вот нормально, что люди не могут поехать к себе домой? Просто вопрос. Можете ответить на него? У вас есть еще на это 15 почти минут. 8 810 06 926. Давайте воспользуемся возможностью и поговорим с Бекиром Мамутом, главным редактором газеты «Крым». Бекир, салям алейкум. Алейкум салям. Здравствуйте, Катя. Рада вас видеть. Вот вы по скайпу даже. Наши зрители в Ютубе, в Фейсбуке могут также вас увидеть. Мы говорим сегодня и вот в этом последнем часе марафона про СМИ, собственно. Газете «Крым» уже сколько, 30, больше 30 лет. И вам удается выходить за счет тех денег, которые вот люди, читатели жертвуют, да, на эту газету. Газета выходит на крымско-татарском языке. И что вы можете сказать, исходя из своего опыта, какие СМИ, какие журналисты, блогеры нужны сегодня крымчанам, нужны сегодня крымско-татарскому народу для того, чтобы получать информацию? Я немножко уточню ту информацию, которую сейчас вы дали. До событий, трагичных событий 2014 года газета «Крым» достаточно активно, пусть не ритмично, не регулярно, не по какому-то принятому графику,
но тем не менее финансировалась частично, поддерживалась как медиапроект, выходящий на родном языке со стороны бюджета Украины. И это позволяло нам, кстати, выходить дважды в неделю. С 2014 года эта периодичность, ну, как и многое другое, кстати, кроме, может быть, контента, было изменено. И мы не 100%, а где-то у нас контент, он разделяется, исходя из того, что многие крымские татары, к сожалению, плохо владеют родным языком, и поэтому у нас около 20% текстов – это тексты на русском языке. Так вот, и сейчас наша периодичность, да, она убавилась, тираж, к счастью, вырос, зарплаты уменьшились, и вот за счет этих факторов мы с 2014 года перешли на, как вы сейчас сказали, это точно, на самофинансирование. Знаете, во-первых, мы, конечно, этническая пресса, поэтому нас мало замечают, практически не цитируют, но знают, что вот выходит такая газета, вот, но о чем мы пишем, чем мы живем, что нас волнует. Но это не там где-то на российских медиапросторах, да, ну и, к сожалению, может быть, в меньшей степени, но тем не менее оставляет все-таки без внимания и в Украине тоже. А я считаю, что мы, конечно же, как этническая пресса, которая прежде всего исходит из наших, если мы народ, и такой народ, который имел свою продолжительную и государственность более 3,5 веков, и свою историю, и, конечно же, много веков назад сформировался как народ. Мы имеем свои национальные интересы, и поэтому во многом контент, который мы представляем своим читателям, он, конечно же, основывается на этих интересах. И я думаю, знаете, вот сейчас мне такая мысль пришла в голову, что в этом, может быть, и заключается то, что к нам не так сильно, как могли бы, придираются, да, не так нас мониторят, безусловно, отслеживают, и многочисленные наши такие, знаете, рабочие, в кавычках, контакты и с прокуратурой, и с Роскомнадзором, да, и другими органами, которые наверняка следят за тем, о чем пишет газета «Крым» своим, что она несет своим читателям. Это все, безусловно, мониторится, но как бы нам, я думаю, что многие вещи как бы прощаются, и поэтому, потому что понимают вообще-то, да, что это, в общем-то, наша историческая земля, и поэтому, ну, и если какое-то медиа этого народа берет на себя функции вот такого рупора, чтобы в каждом номере говорить об этих интересах, ну, я думаю, что, наверное, где-то это все-таки, если и не принимается, но где-то, наверное, понимается. Это вот просто очень часто звучат вопросы, да, как вы вот то публикуете, это публикуете, и тем не менее вас как бы не закрывают. Вот я немножко упредил, может быть, один из ваших вопросов и на него ответил. Вообще-то за последние, ну, знаете, я особых таких перемен, вот сейчас говорил коллега Янковский, и я думаю, что контент Крыма и там вот Донбасса, он сильно вот в прорусскости своей, он, наверное, сильно не отличался. Но нам почему-то замечалось, что все-таки вот это попытка, знаете, так активно насаждать здесь русский мир, да, навязывать эту идеологию, это стремление все время расширять границы. Вот эта политика, она и в 90-х была, и в нулевых была, и потом вот продолжилась. И они, поэтому, ну, тот же коллега Янковский сказал, что, а вот это уже точно такая выверенная мысль, что, ну, многие журналисты здесь и до 2014 года отстаивали эти интересы русского мира, и после 2014 года они, в общем-то, себе в этом смысле не изменили. И продолжают вот на этой волне, да, на этом восприятии своего, может быть, такого какого-то судьбоносного счастья, что ли, да, и продолжают работать.
И в Крыму информационное поле, оно действительно достаточно однородное, оно такое провластное, я бы сказал, даже жестко провластное. И там, как вы упоминали, там, или кто-то говорил про там блогеры какие-то там про деревья, что-то, то власть по мелочам что-то не то делает. Ну, конечно, это позволительно, но и на это, я думаю, она где-то там болезненно реагирует. Вот. А так, действительно, все более-менее крупные СМИ, они жестко и печатные, и электронные, они жестко подконтрольны власти, и здесь очень трудно кому-то сказать какое-то слово, голос вразрез тому, что делает власть. Тем более эта власть, она очень финансово хорошо обеспечивается, все ее запросы удовлетворяются, и тут работает масса, все мы знали на протяжении последних лет, проекты, которые населению преподносятся как такие, которые улучшают ее жизнь там, день ото дня и так далее. Бекир Ага, спасибо вам огромное. Прошу прощения, что вынуждена вас прервать. Мой час эфира немного задержали другие коллеги, поэтому вот всех спикеров вынуждена теперь выслушивать покороче. Я напомню, что с нами на связи был, и мы часто приглашаем к разговору в нашем эфире действительно Бекира Мамута, который является вот главным редактором газеты «Крым». И следите за нашими эфирами, следите за тем, что на сайте Крым Реалии есть. Если вы находитесь в Крыму, можете стать подписчиком тех медиа, которые позволяют подписываться на них, да, как-то помогать им с финансированием для того, чтобы они существовали. Но вот еще один важный момент. И с нами сейчас на связи Усман Пашаев, украинский журналист, ведущий телеканала АТР. Усман, салям алейкум. Алейкум салям. Рада слышать тебя. Слушай, у нас уже есть, за сегодняшний марафон, вот у нас последние буквально 5 минут марафона, поступали звонки, комментарии от спикеров про ситуацию с телеканалом АТР, и в комментариях об этом писали на трансляциях. Вот, собственно, финансирование от украинской власти было, а потом вот в этом году сказали, что его не будет, будет конкурс, и на этот конкурс могут подаваться все крымские СМИ, которые желают этого, то есть не будет отдельного какого-то финансирования для телеканала. Также нужно сказать о том, что есть уже даже какая-то международная реакция на это. Европейский парламент, собственно, вот поприветствовал такую разработку украинской стратегии развития популяризации крымско-татарского языка вот в период до 1932 года, и также призвал обеспечить финансирование для телеканала АТР. И, собственно, как отметили в Мининтеграции Украины, что вот сейчас, в общем-то, этим как-то будут заниматься и тоже призывают международных партнеров помогать финансово. Какая ныне ситуация с телеканалом АТР? И действительно есть угроза тому, что телеканал просто не сможет больше вещать? Насколько я знаю, что ситуация пока остается такой же, какой она была, ничего особенно не изменилось, но тут же надо говорить, чтобы было понятно, разница между проектной работой и программной работой. Проектная — это вот у нас появилась идея какого-то фильма, мы пошли на конкурс, выиграли, сделали, не выиграли, не сделали. Но средства массовой информации, особенно производители новостей и вещатель через спутниковое вещание, не может работать проектно. То есть, сегодня мы выпускаем новости, через 3 месяца мы не выпускаем. Сегодня мы вещаем на спутнике, тем более это спутниковое вещание получается по лицензии от Нацрады, а завтра мы не вещаем, потому что мы не выиграли конкурс. Но так не бывает. Кроме того, очень странное было это определение, что все, кто хочет, может подаваться на этот конкурс. Говорилось о Суспільному, говорилось о Крым Реалиях, пока руководители этих медиа заявляли, что они не будут участвовать в конкурсе в силу тех или иных причин. Суспільне говорило о том, что не будет просто претендовать на деньги АТР, которое должно отдельно финансироваться, потому как еще было в резолюции Европарламента 2016 года отдельно об АТР было сказано в этой резолюции, либо как Крым Реалии, который проект «Радиус Свободной Европы», и это финансируется совершенно другим способом через Соединенные Штаты Америки. То есть стало непонятно, зачем сталкивать между собой другие крымские медиа. Опять-таки, если АТР — это медиа крымско-татарская, медиа коренного народа, это отдельный вопрос. В Украине коренного народа, то медиа, такие как и Черноморка, которые тоже
знаковая медиа, которая почти 30 лет была в Крыму одним из ведущих информационных площадок, оно должно быть, есть не так много, и по сути Черноморка единственный телеканал, кроме АТР, еще из Крыма, который просто нужно поддерживать только потому, что эти медиа оказались в силу обстоятельств выдавлены с полуострова. Осман, можешь сказать за минутку буквально, что сейчас с этой ситуацией, что-то сдвинулось ли с места? Ничего нет, оно, насколько мне известно, все в таком же положении находится, непонятном. Ну, собственно, есть ли надежда на то, что все-таки украинская власть как-то найдет место в бюджете и деньги в бюджете для того, чтобы финансировать отдельно АТР без всяких конкурсов? Насколько я понял из разговора последнего, который у меня был с владельцем канала Ильнуром Ислямовым, он сейчас рассчитывает на какую-то поддержку, и он обратился в европейские структуры, в частности, к Литве, которая таким всегда выступала адвокатом АТР в последние годы. И если он рассчитывает, возможно, европейские структуры, Литва, в частности, если возьмут часть на себя такие самые болезненные вопросы, которые не обсуждались. Это зарплаты журналистов, прежде всего персонала. Ведь этот вопрос не был решен за все эти годы. Да? Все делают вид, что не понимают, откуда идут зарплаты на АТР. И если Ильнур Ислямов считает, если этот вопрос будет решен, и вопрос поддержки спутникового вещания и работы персонала, все остальное, возможно, можно будет обойтись без этих всех конкурсов. То есть на конкурс, который предлагает господин Резников, насколько я понимаю, Ильнур Ислямов не собирается идти. Спасибо тебе за включение. К сожалению, вообще 30 секунд до конца эфира осталось. Больше не удастся поговорить. Осман Пашаев, украинский журналист и ведущий телеканала АТР, был с нами на связи. Я должна сказать, что мы приглашали Алексея Резникова, который является вице-премьером, и министр, например, иностранных дел, который не смог присоединиться. Президент Украины сказал также, что не смог присоединиться. Представителей и народных депутатов всех фракций, которые сегодня представлены в Верховной Раде Украины. Кто подключился к эфиру, тот подключился. Спасибо им огромное. А кто не смог это сделать, ну что же, спасибо нашей аудитории за то, что вы с радио Крым Реалии.